Да, долго думал, что взять с собой, когда шел. Так, народа пока нету. Можно ничего в камеру не говорить. Пойдем, наверное, внутрь, посмотрим, что там происходит. Итак, народ, приветствую. Дивный человек. Привет, привет. Вот, сегодня уже начинается мероприятие. С 13 до 22 будет проходить мероприятие на разных площадках параллельно. Вечером будут выступать музыканты. Сейчас там внутри, наверное, какие-то конференции проходят. Мы сейчас пойдем посмотрим. Осмотрим все залы, посмотрим все тут, что есть. И кто тут есть. Поприветствуем. Вот, люди собираются уже по-тихому. Все еще внутрь. Всем привет. Это где так? Это Октябрьская 16. Октябрьская 16. Это, короче, станция метро Пролетарская. Немножко там пройти чуть-чуть. Это Минск. Кто не в курсе. Распаусюдили. Да, распаусюживайте, а то у меня как-то возможности не очень пока. Тем более со всем этим барахлом. Ладно, стрим будет, наверное, долгий, не знаю. Может один, может из нескольких частей. До 10 часов вечера хватит ли мне там энергии. Сейчас я пойду внутрь, посмотрю. Может быть, там где-то висит расписание. А то меня уже один человек спрашивал, как там расписание, что вообще, когда и где будет. Я в интернете это смотрел, ему так и говорю, что смотрел. А здесь офлайн расписания не видел. Поэтому мы сейчас пойдем и посмотрим, где расписание в первую очередь. Если кого-то встретим, там поговорим, спросим, может быть, с организаторов. Вот, пойдем внутрь. Вот здесь уже толпа народа. Привет, Аня. Витаю. Вот, смотрите. Здесь уже у нас тутейший шляхтич. Я говорю, всех мы сегодня скоро встретим людей, которым интересно хоть как-то. До речі, у нас тут свое место есть. Давайте ее покажем. Смотри, тут спрашивали, люди уже снаружи, один там человек спросил, как насчет расписания, где вообще висит в интернете, я знаю, есть. А офлайн есть расписание, где, на какой площадке все будет проходить? Ой, я не подскажу. Я на нашій Ниві бачу. Вчора було виставлено. Так. Було виставлено на нашій Ниві. Не, я знаю, я же говорю, в интернете я и сам сегодня видел, а офлайн вот здесь где-то. Тут Человек пожилой я подошел и говорит, где вообще, во сколько и кто будет выступать. Я покуль не попитав у Неизвестно. Ремишевського, і то, тому що чоловік у твар бачив, думав, куди йти. Кепська, Ясно. там треба нормальний, Власне, я раджу подойти ось, стрелку було б повісити. до ось такого стенду, там люди, вони, волонтери, вони допомагають, вони підкажуть. І, до речі, Не, я думал именно снять, за чтобы брамой зрители треба, посмотрели чтобы расписание, потому что я-то знаю, мне не надо. а зараз іде стрім. Да, идет стрим, я уже Ось, запустил. хочу сказати, що тут роздають бронзолети Symbol Buy безплатно. Класні Де їх бронзолети. роздають? Ось, треба подойти до стойки, вони підкажуть. По-перше, є акція, там треба відгадати слово, і ви виграєте або значок, або бронзолет. І там Symbol Buy безплатно роздає. Там більше обмежовано, але здесь там так само роздають бронзолети. Це раз. І у нас своя тут тусовка, YouTube-хата. Сьогодні підходьте до нас, і ми знімаємо ролик. Тобто ви можете поудільничати. Где YouTube хата находится? Вот, это вот здесь, да? Ось, мы уже побудовали свет и камеры, поставили, то В все есть. каком-то японском стиле, прям низенький такой столик. Так. Що далі? Да, белорусские YouTube самураи здесь Ну, практикуются. до речі, я лічу, що нас з німцями порівнюють. Реально ми японці. Ну По да. сутності білоруси, коли порівнювати менталітет. Не німці, а японці у сходній Живем мы Європі. на большом острове в болоте. По сутності, Пойдем посмотрим, что там происходит. Сейчас, если что, может, еще вернемся. Я привязан к этому видео. Ну, ясно, да. Так, вот здесь какие-то стенды с книгами. А можете рассказать, что у вас здесь за стенд? Какая организация это? Что представляете? На часу Выдавецтво Голиаф? выдавецтво Голиаф. Это все наши книжки, вышли наши выдавецтва. Понятно. Вы их демонстрируете или их можно приобрести здесь? Ну, тут можно их набыть. То есть, да, У достаточное нас количество. есть Не в единственном экземпляре, у да? нас есть драма, где мы все это продаем. А тут нас А где вы запросили базируетесь так само. обычно вне мероприятия? То есть, где ваш офис или адрес, чтобы люди могли прийти, например, и купить У там нас книги? крама на Нямезе 3, Ага. 47-й павильон.
Там все книги нашего выдавецтва, все книги можно набыть. Вот, не знаю, насколько хорошо слышно вам, но на Немиге 3, 47-й павильон, вот там находится издательство «Голиаф». Там вот эти книги детские, тут всякие взрослые. Вот, пойдем посмотрим следующий стенд. Здесь я смотрю все про историю. История — это, наверное, Архе. Я вижу, там лежат журналы Архе. Сейчас мы спросим подробнее. Ага, Real Dubai спонсирует. Вот тут все, наверное, спонсоры расписаны. Белсат. Там дальше. Всего 13. Вот, да, здесь книги раздают, но тут не протолкнуться, так как народа много. Сейчас пройдем немножко дальше, туда посмотрим, что там происходит. Тут я смотрю, Белсат раздают майки, торбы. Такое было уже на премии Ежи Гидройца. Я помню, такая же тоже была, такой стенд. Там тоже раздавали майки, торбы и кружки. Что-то такое, я думаю, и здесь. Лепш на фоне бара. Ну, тут, я думаю, представления особо не надо. Знаете, что такое Белсат. Смотрите, наверное, подписаны в YouTube на Белсат. Так, вот здесь какая-то небольшая сцена еще. Не знаю, что она уже работает или нет. Вот арт типа. Пройдем немного дальше. Вот там какой-то прикольный аттракцион. А там уже что-то начинается. Давайте аплодисментами, так гучно. Мова Фест! И это поддержка власти дякуючи. Ага, здесь Леон Бай, я так понимаю, свой стенд представляет. Букмекерская контора. Букмекерская контора Леон Бай. Крама Символ Бай і телеканал Белсат. 50 різних громадських ініціатив, компаній, гуртов разом святкують сьогоднішній день. І, звісно, всі ви. Ми раді вас вітати і кришечку розповідаємо, що буде відбуватися тут, зараз, на всіх наших пляцовках. Наші пляцовки. Пляцовка перша, це тут малая зала, пляцовка асамблеї НДА. Промо-пляцовка «Мова громадства і бізнес». Так само тут малая зала. Далей на вулиці можна активно паўдзельнічаць у спевах, у танцах, у розных традыцыйных гульнях. Гэта сцэна «Смачна ў роце». Акрамя таго, можна смачна і пад'есці. Пляцоўка ў бары «Мова бар». І там же на бары можна прайсці моўны квест. Кожны атрымае падарункі. І ми вас усіх закликаємо зараз, хто має телефони, а телефони мають всі, знайти телеграм, зайти в телеграм-канал, знайти далі контакти, а потім геолокацію. Позначити геолокацію і знайти Мова Фест. Ви будете сочити за всім, що відбувається сьогодні з нами. У нас екологічний фестиваль, тому ми вирішили не друкувати різні програмки. Ви все можете знаходити у телеграм-каналі, а так само на сайті Мова Фест. Всіх запрошуємо долучатися. Чим більше нас, тим більше мови. І, звісно, хештег. Я думаю, його вельми хутко і просто знайти. Хештег Мова Фест. Просто вводимо, позначаємося, фотографуємося, уділячимо во всіх активностях. І так само за це все можна отримати подарунки. И сейчас я хочу... Здесь вот тоже продают какие-то значки.
пытаюсь видеть. Это они, ты здесь. Ай, Планировал сегодня сюда ехать. да? В чем проблема? У меня сегодня другая проблема. У меня со вчерашнего дня я звонил да. Ну, мне некуда ехать. Так что такие дела. Все нормально, Севадор, гуляли. Она не что я навес, конечно, не написала, но что номер серого кота, это что старый. Ну, она показала там, что это, ну, ответ Филиппа, что он написал, что мой адрес там, я не написал, он там написал, И давайте подключим наших наших выступлений на красоте. Это команда интерактивного дня спектакль «Пасхалка» от Вагона Дайнама. Давайте аплодисменты полетаем. Вот это Так вот, здесь торгуют символику, кружки, ремни, майки, разные книги. Посмотрим, что здесь происходит. Вот здесь пивко, Оливария здесь. Так, посмотрим, что дальше. Так. Банк Добробыт. Любимая музыка перед боем, перед выходом на рынок. Здесь какая-то сцена. Сцена и бои. Может быть, белорусский народ. Такие. Так, ну, банковский стенд нас не особо сильно интересует. Мы все-таки пришли сюда как бы за культурными ценностями, а не за банковскими. Можно в банк сходить в любой другой день. А мы пойдем посмотрим, что тут происходит на сцене. Дякую, протягивайте заниматься. О, вот так навод. Так, так. Что ж мы протягиваем? Вы у тайском боксе? Не? Чому? Назираем экспресс. А вам ось подобається увогуле ну, эстетика боя, візити філософія бойових мистецтв? Як ви до этого ставитесь? Уважаю творчество. Чекайте, вы лечите бокс творчеством, так? Музычный творчество. Ну, в боксе, тайский бокс основный заняток, ну, музыка, а все ж таки бокс, накладки, все максимально у нас беспечно. Виталий сказал, что будет все без крови, тому нават маленькие дети могут заниматься тайским боксом. И коли вы раптом уже соспели для того, как зайсці у гэты чорны квадрат нашага імправізаванага рынка, то, калі ласка, мы вас тут чакаем, можете нешта паспрабаваць, пабоксировать разом с Виталием Гурковым, шматразовым чемпионом свету по тайскім боксе. Виталий, что вы зараз будете робить? Прокомментуйте. Мы тут зараз трошки з людьми поговорили. Нехто хоче уже детей записывать, нехто боится. Ну, розные люди. Что вы робите? Слушайте, коли бояться можно на улицу не выходить, просто с хаты. Ага, то бок бояться не варто. Бояться не варто. Хвалюваться треба. Хвалявацца, але такое здоровое хваляванне, каб не перахвалявацца, ну, будем так казаць. Ну, кшталту треба на користь это все использовать на користь своих методов. Скажите, а вот я вас бачу боксируете, что больше за все развивается у тайскім боксе, калі займаешься им, або калі тренируешься просто дзеля сябе, без мэты там удзельнічаць у чэмпіянатах свету і іншых? Координация и хуткость устна. Вот так. То бок бьются, скажите, ногами, руками або головой? Бьются, хотя весь еще сегодня целый день, кому хочется быть так само у форме. Я так само раньше, видите, проснулся, размял язык.
Ну, без гэтага ніяк. Бо ведаеце, таксама варта рабіць розныя там артыкуляцыйную разминку, гімнастыку, рэзанировать, гэтак далей. Ну, не буду уже казаць, калі будзе майстар-клас ад ведучага Алексея Сапрыкіна, як працаваць са сваім голасам і весці вялікія мерапрыемствы і не губляць яго, я вам тады ўсё гэта распавяду. А пакуль увага ўся на нашых змагароў, на нашых барацьбітаў. Глядзіце, як яны спрытна. Слухайте, я б не сказал, что удары довольно лагодные. Нормально отрымливать, по-моему, хлопцы. Особливо Віталь так добре зараз з ноги в голову б'є, але отрымливає так само не бяды, мне здається. Господарство, можна до вас подвести? Вось вы з такой зацікаўленасцю назіраеце за гэтымі паказальнымі выступамі. Што думаеце на гэты конт? Трэба займацца. А вы любіце глядзець розныя баі, адзінаборствы? Не любіце? Чаму? Але вы зараз глядзіце, вам падабаецца, вы сказали. Так, зайдем, пожалуй, сюда, за эту шторку. Физичная форма. Как такую физичную форму иметь, как Виталий, и то треба, конечно, заниматься больше. Что происходит? Можно не обовязково что-то выявили на проект. Какие-то студии для детей. Для сябе, для подтримания физичной формы, для огульного физичного развития, для координации, скрытности, всего заниматься просто для себя, без травм, свое задовольнение. Самое важное отрабатывать, конечно, задовольнение от всех этих страв. Что здесь? Этот стенд я немножко в прошлый раз пропустил. Висящий атлас. Русские народные каски. Так, сейчас выйдем опять в воду, пойдем на улицу, посмотрим, что там изменилось. Потом еще вернемся, зайдем сюда. Да, вот одно замечание. Оффлайн расписание всех площадок, мероприятий пока так и не удалось. Есть ли оно или нет, неизвестно. Посмотрим, пройдемся, что тут снаружи, где готовят еду. Пока еще это только начало, мероприятие еще будет идти очень долго, до 10 вечера. Тут будет много разных конкурсов, концертов, выступлений, всяких лекций там и государственных организаций, и там всевозможные концерты, семинары, мастер-классы, то есть очень-очень много чего. Что-то наподобие того, как летом было 1 июня мероприятие, фестиваль гражданской активности. Здесь же. И главным событием будет выступление музыкантов вечером. Так, вот здесь, да. Зато я смотрю, ценники не висят, почем вот у нас. Вот здесь да, ценники. Вот, смотрите, сколько здесь стоит еда. Блины, пышки. 3 штуки 3 рубля. Колбаска 70 грамм 2 рубля, 50 грамм 1. Драники 240 грамм 5 рублей. В принципе, цена вполне обычная. Я бы не сказал, что прям сильно дешевая, но и недорогая. То есть, такое себе, если проголодались, можно поесть. Тут вон есть еще и другие разные стенды, ларьки.
Конечно, сейчас не июнь, не так тепло, как тогда было, но зато солнце не жарит. Это еще только начало, посмотрим, кто еще подтянется. Кто там как, никто не подошел еще. Да, пока мало, 35-36 человек. Зашел туда внутрь, там бои, Бурков там боксирует. Цена как в Европе, пишет. Я подошел туда, спросил цены. Ну да, музыканты да, бесплатно. Хотя... Бесплатное будь уже на выборах на участке. Да, зашел, хотя не гахнул, скажи. подпись поставил. Вчера в Володарского 7 там тоже студенты делали конкурс по поводу белорусской мовы. Там, да, там пиво бесплатное раздавали. Саме цікаве, що вся движуха по білоруській мові, але вона тільки обмежовується. Ось коло тих людей, яких це цікавить. Ну да. Все, ти не бачиш стадіони, ти не бачиш там у школах, Ну, на у самом інститутах, що ось сьогодні день родної мови. Да, все. кстати. Говоря, кто не знает, руководитель Молодого фронта Денис Урбанович, расскажи, что твои ощущения по поводу фестиваля? Ну, я ще на його не зайшов, не поглядів. Да, Я еще не заходил. Я смотрю, ты тут рядом уже где-то был, тут ходил, так осматривался. поглядів, що як. Я просто, в мене не заплановано, я сюди не збирався, а так отрималося, що заїхав. Но надо обязательно зайти, а то как-то так и не был здесь. Тому я кажу, що обмежованим колом, ось тих, кого цікавить, вони тут, тих, кого не цікавить, вони зараз заливають хлібало, суботу. Ось, і ось що вони. У вас в інституті, ось ти учишся, Віктор, на контам білоруської мови. Хоча б які там Ну, как концерт, собрання, хоч как що-нибудь. сказать, никаких дополнительных мероприятий, ничего этого нет. Другое дело, что хотя бы в отличие от какого-нибудь ПНТУ, ПГУ, хотя бы никто в каких-то деканатах нигде не обращает внимания на это. Просто, ну, и это их дело. Кто там в ПНТУ, допустим, том же самом, там еще бывает, что до людей докапываются, что они на белорусском разговаривают. Есть такой пример, лично знаю. Вот. Так, ось студент, ось що він каже. Все в рамках учебной программы, все. Русского больше так. Вот спрашивает Андрей. Тимур, как относишься к задержанию вчера Юрия Гонцевича? Вы к нему в гости с Тихановским недавно приезжали. Ну, я не приезжал, это в Гомеле происходит. Я в Минске нахожусь сейчас. Да, до речі, я так да. само, я просто сьогодні раніці, вчора я не поспів поглядіти новини, бо я був за Мінськом. Тихановский приходил к КВСу, кричал Ось, там. а вот, його назвал Гонцевича. затримали, яким артикул міняють, що в Кражи, две кражи каких-то за 8. Я так понимаю, 10-5, наверное, административные кражи. Ну да, до речі. А что, есть даже административная кража? Ну, это мелкая кража, в смысле не уголовная, там административка. Ну, 10-5 мелкая кража. Не, ну у нас милиция любя, я ось читал вчора, якого осудили там за ней наркотики, нека пенсионера. А, да, 71-летнего деда. Да, незразумелой ситуации. Я ось в 15 году меня где-то через месяц отправили на сборный. Ось мне написали дисциплинированное взыскание за то, что я был не побритый, коли кіраўніцтва этой тюряги у Жодзіна ходило. Ось. И со сборного меня кинули, коли я не помиляюсь, в этой отстойник, где там чек, может, 30 было. Ось. И заруливаешь, там размовляешь туды-сюды, все 328, 328, 328. Хлопцы заезжают там с первыми частками. Ну, а итог у всей этой массы такой, что во время следства ихная первая частка превращается в другую тютринцию. Ось, яны уже з них вытягивают показания на то, что ось, с целью сбыта угостил. Не можешь сказать, да поможем сказать. Просто в 15 году існували пресс-хаты у Дзяржинского. Это была такая ситуация, их зараз нема. Туды вывозили некоторых людей по 328, и оттуда они уже вертались без зубов, с кривыми пальцами, с убитой психикой. Ось. Их там добре мяли, это я докладно ведаю, потому что тогда вся турма гудела, казала, вы хотя бы запоминайте там какие-то приметы, кто там имя, прозвище, кто кого там бил. Там было около 3 пресс-хатов. Это казали у кожной камеры централа. А это специально для тех, кто по 328, да? Да, по 328. Они наворачивали такое отчувание, что иде некое производство. Ну, было там, где треба разобраться, типа, ну, там, где стоять нормы, там треба 30, ну, как НКВД. 30 по 3-й частке 328 закрыть, выбивайте, как хотите. И план, как у Сталина, сколько расстрелять врагов народа. Да, ось, там не хватает, надо сделать. Хлопчиков жалко, молодые хлопчики, их прессуют, и для их умовы іншие. Я уже 2016 год, мы уже у Жодина робились отдельные хаты для 328, мы уже были килишовки, стягивали, ось наркоманы уже отдельно
сажали, уже не сажали краней, там сидим все разом. Вот. Тому, конечно, на конт их репрессий уже народний з артикулом стало 328, ранее было 205-я, порядочная воровская, а зараз уже народная стала 328. Ну, з глузду можна з'їхати. Улада сама собі нарастила цей бур'ян. Ось, його б, може, і не було б, коли б не змінили там, ну, ужесточення 328 не зробили. Просто наркоманом може стати будь-який чоловік. Якщо сильно потрібно, вони можуть на вулиці затримати, накидати тебе повний карман і сказати, ти продавав. І я упевнений на всі 100%, що ну, не вся полова, но отсотков 25 сидит чисто ось на ровном месте. Вот, начал рассказывать, сразу народ пришел. То 35 человек смотрело, Мова-фест как-то неинтересно. Понимаете, вот он, Мова-фест по-белорусски. Даже когда говорят про мову и про культуру, все равно без тюрьмы, без задержания бывает. Как ты относишься к задержанию Гонцевича? Такой вопрос. Ну, плохо отношусь, и как? Человека накрыли, говорят, Тихановский сказал, за что? За то, что он планировал встречу с подписчиками 29-го. Я не могу просто сказать, как бы я его особисто не ведаю. Да, один раз его видел. Приезжали. Но зрозумело одно, что ну, неспроста это все. Хороших людей у нас, как говорится, сажают, а плохих оставляют. Был бы, как бы сказать, в сговоре с режимом, его бы не трогать. Раз закрыли, значит, какую-то опасность для них представлял. Ну, говорят, что встречу я хотел думаю, назначить. за все просто попугать. От этого никто не застрахований. Ми живемо в Білорусі, ми ведаємо, хто керівник тут, який режим існує. Це машина з щелкаючими каблуками, топче усіх, хто супер противостоит, тому тут... Да, кто тоже не в курсе в часе, я уже разговаривал с Сергеем на эту тему, кое-какие планы есть, но я публично пока не буду ничего озвучивать. Вот, потом все сами увидите, если что. Что, посмотрим, что тут происходит. Бесплатно нужно кому-то чистить традиционную медь и свинец. Так вот выглядит все здесь на Октябрьской 16 снаружи. Здесь вот еду уличную продают. Пока людей еще не так много, прибывает народ. Тут все расписано, цены. Там внутри проходит, уже начались мероприятия. Там выступает Гурков, показывает какие-то там приемы тайского бокса, что-то рассказывает, там делится со своего опыта, обучает там молодежь и рассказывает всем интересующимся. Там всевозможные негосударственные организации, связанные с развитием белорусской мовы и культуры, внутри находятся. Они там, значит, представляют свою продукцию. Также там есть и спонсорские стенды, банк Добробыт, я видел, и Оливария, там и другие. Ну, про организаторов я как бы не говорю, это понятно. Так, зайдем снова, посмотрим, что поменялось там. Может, что-то началось или закончилось. Может, встретим кого-нибудь интересного еще. Я уверен, что много людей посетит в течение дня это мероприятие. Вот здесь так называемая YouTube-хата. Вот сейчас разговаривали с Денисом Урбановичем, то есть как бы, ну, про все про Мова-фест, ну, как бы без режима и без тюрьмы не обойтись. Тоже про Юрия Гонцевича стали спрашивать, как относишься к задержанию. А Денис стал рассказывать про наркотики, про прескаты, которые были в Жодино там и все. И как бы, ну, Беларусь есть Беларусь. Даже когда ты говоришь про мову, про любовь, про все остальное, то где-то появляется такой усатый человек, образ его за 25 лет, который впечатался уже в мозги. Просто без этого никак. Политика на попсу. Да, без этого, к сожалению, никак нельзя. Мы живем в тени диктатора. Он большой такой стоит и нас своей тенью заслоняет. А мы где-то там пытаемся солнце рассмотреть немножко на горизонте. Что, типа, органы не достают больше после того, как прессовали, не пойму. Что значит не достают? Еще как достают? Звонят постоянно. Мой номер или еще до сих пор. Или дубль все сделали. Это номер звонят люди, говорят, что с моего номера позвонили только что минуту назад, там, и что-то там. Я не просто. Да. Так, вернемся туда. Посмотрим, что на этой сцене происходит.
І ми сподіваємося, що у будучині, в своїм часі ви ведаєте основні права чоловіка і реалізовуєте їх. Ведаєте? Реалізовуєте? І ми сподіваємося, що будете і далі вивчати, ведати, реалізовувати, а так само допомагати реалізовувати права тим, хто цього не може. Дякую вам за допомогу, за те, що наше подання скончилося добре. А зараз, коли ласка, самые смелые, самые активные деньги отримають невеличкі призи від нашої компанії. Можна розмальовувати і вивчати прави. А ось фотографії приходять швидко конструюючі. Давайте будемо з вашої гордості, білювати, виходити до вчитися, рекорди заповняють. Дякую вам щиро. Да, там вон мы видим надписи на стенах, прилеплена пляцовка ассамблеи НДА. Так, здесь Белсат, мы уже смотрели, Пен-центр, белорусский вот какой-то там Красный Крест, да, белорусский Красный Крест, будьмо белорусами. Да, достаточно тепло, я в пальто, в шарфе, как обычно, и мне немного жарковато. Две стандарты першої допомоги випрацьовані Червоним кружом Відоміта. І основна ознака этой допомоги в том, что гуманитарная эдукация. И основная отменность этой допомоги, что она не медушная. Да, большая проблема данного помещения, что здесь включают эту трубу с деньгами, с бумажками, и она сильно шумит. Это стенд букмекерской конторы Леон Бай, одного из спонсоров данного мероприятия. Так вот, здесь немножко освободилось. Здравствуйте. Это стенд Белсата, да? Или чего? Это стенд какой организации? Белсата? Белсат. Все полностью. Что это такое? Это значит возрождение малой родины. Что для этого надо? Вот этот вопрос. К сожалению. Это наклейка просто, да? И сколько она стоит? Бесплатно раздаете. Вот, смотрите, такую вот наклейку на стенде Белсата раздали. Тут также вот лежат разные майки, сумки. А что там еще деньги дать? Не знаю, нет, там стенд букмекерской конторы Леон, там, значит, деньги, ну, фальшивые обычные, то есть там написано на этих, как сзади, что это, ну, не настоящие. Это просто аттракцион там такой. Возможно, там дают какие-то призы, но я так думаю, скорее вещевые. А люди все прибывают постоянно. Пойдем посмотрим, что здесь. Надо пойти. Вот здесь YouTube хата. Посмотрим, что тут снимают уже кого-то. Кто-то уже снимает.
Там есть асфальт, все это там специально сетку поставить, собаку. Но там есть. Но хотя стало видно, что мне подается, что я не знаю, какие умовы там все. Саш? Мухаммед. Так, пока еще не особо людей много толпится, но еще только я смотрю, там начинает раскачиваться мероприятие. Еще пока не самый пик. Посмотрим, что здесь. Так, вот. Смотрим. Идет Иларион. Народ потихоньку собирается. Да, я уже Дениса тут видел давно. Где-то он тут был снаружи. Нормально. С ним пытаюсь вести. Звонят постоянно. Вчера звонили. Какие-то пидорасы симку скопировали, что звонят люди, говорят, вы только что звонили нам, я не звонил. Ну, физически невозможно. Это может ГБшники сами. Да, я говорю, ну, когда телефон был, скорее всего, сделали копию, потому что, говорят, с моего номера звонили им. Где он там? Там. Пойдем постоим и посмотрим, как народ приходит. Еще времени тут много. Заодно разверну штатив. Дом внутри там очень тесно. И мне, честно говоря, немножко жарковато. На улице самое нормальное. Итак, кто еще не в курсе, сегодня у нас проходит Мова Фест, мероприятие, которое анонсировало 50 разных спонсоров, включая Банк Добробыт, Аливарио, Артсядзибу, Симбольбай, Белсат и разные другие. Будут выступать музыканты, будет уличная еда, будет различные там форумы негосударственных организаций, придет много интересных людей из оппозиционной, околооппозиционной тусовки, белорусской всякой интеллигенции. Много разных креативных людей, художников, музыкантов. В общем, можно здесь увидеть очень много интересных людей. Вот. Поэтому мероприятие представляет интерес. Если вы интересуетесь вообще белорусской политикой, культурой, если вам интересен вопрос белорусской мовы, культуры, если вам интересно там телевидение национально ориентированное, да, такое как Белсат, если вам интересна музыка современная, патриотическая, типа Левона Вольского, то все это будет. Ну, музыканты будут выступать позже, ближе к вечеру. Сейчас пока в основном раскачка идет, идут всякие лекции, там семинары, и просто организации презентуют свою продукцию, что у них там есть. Мы вот проходили на стендах. Леон Бет, там какие-то свои эти, как его, аттракционы там проводит. Гурков рассказывает что-то там про тайский бокс. Другие организации тоже рассказывают про книги свои, там про продукцию, кто-то значками торгует. Здесь мы видим, вот, торгуют уличной едой. Цены не особо как бы дешевые, ну и не сказать, что сильно накрученные, как бы вполне себе стандартные. Вот, там, смотрю, снаружи какая-то сцена. Сейчас мы туда пойдем, посмотрим, что там. Ну, она пустая пока. Там тоже кто-то будет выступать. Там вот сидят люди, да. Сидят просто люди, отдыхают сейчас. Что там пока неизвестно. Кто не в курсе, это Октябрьская, 16, Минск. Это станция метро Пролетарская. Немножко пройти там и увидите это помещение. Вот. Что, пройдем внутрь. Привет. Нормально. Стрим проводим. Да, Шерикот. Як у тебя? Ну, ничего тут. Пытаюсь стрим вести, мешают, конечно, немного. Звонят, да. Есть как бы небольшая проблемка. Вероятнее всего, сим-карту стимулировали, звонят. Люди говорят, что с моего номера только что звонили. Я говорю, я не звоню. Вот. Да.
тебя больше не закрывали. В этом плане нет пока, но так что скоро вот прикрыли Юрия Гонцевича в Гомеле. Я так и не понял, за что. За кражи, говорят, за 8-й ему какие-то 2 кражи там приписали. И за это закрыли. Но я так понимаю, мелкие кражи, то есть административка там, скорее всего. Заяву кинул на него? 10-5. Ну, где-то нашли. Ну, Сергей считает, что это вероятнее всего связано с тем, что он на 29-е завалился. Поэтому они решили его немножко попугать или прикрыть. Так что Сергей сейчас борется там за Юрия Гонцевича. Да. Я тоже смотрел возле ИВС. То есть это не разовые акции, готовятся мероприятия серьезные. Юрия отбивать будем, так что да. Пока говорить тут ничего пока не стоит, потому что это не тема не для эфира. Спасибо. Все, да. Ну, на самом деле, тут много очень кто. Олесь Куруткин до сих пор сидит. Ему вот так вот дали 2 раза 15 суток, судя по всему. Как мы не опасались, что... Ну, как мы не надеялись, что его выпустят раньше, он, так, судя по всему, 30 дней и отсидит полностью. Скоро уже вот должен быть день. 26-го он должен выходить, Олесь Куруткин. Витебский. Он то в Полоцке сидел, потом его этапировали в Витебск, там опять, короче, да. Так что я не единственный, из-за кого надо волноваться сейчас. За меня волноваться не стоит. Раз я веду стрим, значит, у меня все хорошо. Надо волноваться за тех, кто, к сожалению, не с нами и не может сейчас насладиться вот этим прекрасным зрелищем фестиваля, организации, Мова-феста, вот уличной едой и хорошей погодой, которая сейчас сложилась. Так что, да. Буду надеяться, но в этой стране ни за что, к сожалению. Да. Стараемся. Вчера тоже был фестиваль там на Володарского 17 там, в кафе, тоже с белорусской мовой связан. Квесты устраивали. Сейчас крупный фестиваль тут, люди собрались. Хожу, вот посмотрю уже, кто тут что на стендах. Да, пойду внутрь, сейчас посмотрю опять. Только оттуда пришел, сейчас пойду опять. Буду бродить здесь. До 10 часов еще времени много, стрим долгий будет, наверное. Да, тоже. Удачи вам. Вот. Люди желают всего хорошего, беспокоятся за меня. Я им, конечно, сказал, что беспокоиться в первую очередь сейчас надо за тех, у кого сейчас проблемы и кто не может видеть то, что видим сейчас мы. Также, да, не стоит забывать, что молодофронтовец Филипп Шавров сейчас находится на Володарке. Находится там Емельянов и Комар, осужденная на 7 лет усиленного режима. Грустно говорить об этом на фестивале Мовы, но, увы, приходится. Стенд Оливарии, какие-то значки там раздают, браслеты. Класс богемский. У нас активность пляцовок и тут у головной зале, кроме дискуссии, яка вже буде за 5 хвилин, є ще дитяча пляцовка от нашей Нивы, Дуду, она называется, тому можете приводить своих деток. Вот, смотрите, здесь уже расставили стулья, пока нас не было. Розними цікавими речами, а так само обов'язково сфотографуйтесь з талисманом банка «Добробыт», багровкой Евой и оформляйте уникальную картку для мамов Матуля. Это платежная картка Visa Gold. Народ еще только собирается. И выгодные знижковые пропановы от медичных и забавляльных центров, краму для детей мамов, салону, пригожості і шмат чого іншого.
Так само, каб выпусціць картку, вельмі важна, на свяце неабходна з пашпартам падысці да стэнда банка «Добробыт» на дзіцячай пляцоўцы у вялікай зале. І што самае важнае, выпуск гэтай карткі абсалютна бясплатны. Таму фотаграфуйцеся, мамы з дзецьмі, з бацькамі, з бабулямі, з дзядулямі, падыходзьце да стэнду банка «Добробыт» і афармляйце картку. Ну вот кто говорит, что молодежи нет на таких мероприятиях сегодня, как бы тут просто завал детей, молодежи. До початку дискуссии «Белорусская мова и бизнес» можете займать. Вот сейчас начнется дискуссия «Белорусская мова и бизнес». В нашей зале, бачите, як спрытно наши цудоўныя волонтеры расставили креслы. Калі ласка, сядайте, буде цікаво. Сапраўды вельмі важна на мою думку даведацца, якім чынам бізнес рэагуе на беларускую мову, як ён з ёй супрацоўнічае, бо бізнес гэта ж перш за ўсё грошы і узаемавыгодныя нейкія стасункі, узаемавыгодныя адносіны паміж беларускай мовай і бізнесам мусяць быць. Пра ўсё гэта ды пра іншыя нейкія аспекты гэтых узаемадзеянняў мы даведаемся з вами з наступнай дыскусіі, якую ўжо я буду анансаваць літаральна праз 2 хвіліны. Буду прадстаўляць усіх удзельнікаў, які ўжо сабраліся тут. Вы ўжо удзельнікі дыскусіі, так? Цудоўна. Зараз мы знойдзем вам месца, куды сесці. Вот Андрей Гадоўцы падышоў дыскусіі, цудоўна. Я трошки зраблю невялікі перапынак на ваш час, правильно? Вы мяне падменіце. Безумоўна, добра. Зараз давайте мы гэта вызначым. Я пакуль адключаюся, будзем вырашаць тэхнічныя моманты. Так. Пошли к дому подойти. Он уже... Да, тут что-то все затихло, пойдем все-таки в тот зал, там больше людей толпится, там происходит какая-то движуха. Так, здесь пока что все затихло. Шановні удзельнікі, гості Мовафесту, будь ласка, займайте своє місце, сядайте, долучайтеся до нас. Вот это стенд Simple Buy. Мы уже здесь проходили. Окей, давай. Я ось. Лена. Я Вова. Голос 1200. Давайте стреляй.
Ну, я бы не сказал, что все прям грустные, что дети радуются, все-таки праздник. Но как бы людей, которые занимаются не только гражданским, но и политическим активистом, конечно, у них сильно большой такой радости нету. Чувствуется, что да, такой праздник с напряжением. Выйдем, посмотрим, что там снаружи. К сожалению, камера не может передать запах еды, как готовится здесь все. Вот здесь, собственно, подступы. Кто, может быть, идет сюда, не знает, как пройти, там гуглит. Вот смотрите, ориентиры. Ленинград, город интерьеров, Рублевский, 24. Это станция метро Пролетарская, Октябрьская, 16. Тут, значит, вот эта вот улица. Там вдалеке видно прожекторы стадиона «Динамо». О, приветствую. А чего тут стоишь? Не заходишь? Нет, так, чуть нашел, так, шукал тут. А, еще только начало, еще. Я думаю, что многие придут там. Кто-то на музыкантов только пойдет. Я думаю, что... Там сейчас НДА всякие презентуют свою там продукцию, у кого там что есть, всякие сувениры и прочее. Пока такое себе. Ходил, побродил. Со святами. Да. Круто. Тут будет БНР 102, спрашивают. Не знаю, это надо спросить будет организаторов. А кто будет организовывать? Наверное, не здесь. Не сдымай меня. О, да, человек просит не снимать. Ладно, пойдем опять внутрь. Это я просто вышел ненадолго показать, как тут снаружи все выглядит. Значит, вот, проходите сюда. И вот тут все и начинается. То есть, ну, найти будет нетрудно данное место. Адрес Минск, Октябрьская, 16. Много людей снимают с камерами такого личного вида. Видео, там, блоги, потом, наверное, монтировать будет. Так что ждите. На белорусском ютубе скоро будет скопление разных блогов, связанных с данным мероприятием. Будут выпуски про то, как тут что проходило. Так что не пропустите, кто не смог по какой-то причине сюда прийти сам. Смотрите в записи в ютубе. Кто хочет, смотрите сейчас стрим. Будет транслировать также, я думаю, там и Свобода, и Белсат анонсировали. У Белсата там есть свой стенд. Так что смотрите. Вот, это вход внутрь туда, в здание. Где дошел? Да не очень, где-то до 60, может, доходило. 54. Кто хочешь привезти? Что? Кто-то хочет привезти? Ну, люди спрашивают там. У меня есть инсайт. Там можно подойти до Белсату стенду и сказать, что вы хотите атрымаць цудоўную цішотку. Называется «Белорусская мовна». Треба просто зрабіць фото в Инстаграм с хэштегами и атрымаць ее бесплатно. Тому подыходите. Да, я просто особо ничего не беру, потому что у меня тут оборудование, все. Я пришел как бы поснимать, тем более у меня уже есть такая майка там, ну, это... Я думал, ты будешь в удельниках. Нет, я не буду. А что, я ж ничего не заявляю. Ты стал удельником зачем? А что тебе это дает? А ничего, ну просто у нас там своя хата. Нет, так я понимаю, это я думал, что... Нам просто дали такие бойцы. Ну ясно, я просто думал, что это как бы Всеслав только заявил, и ему там... Ну, ты просто домовился Всеслав. Ну, во-первых, я как бы организаторы не вступаю, я освещаю мероприятие. Сам я пока не участвую еще. Может, когда-нибудь потом, когда уже отойду от дел, буду сидеть возле камина, попивать там эль и прочее. Буду приходить на такие мероприятия с тросточкой, почетно садиться и рассказывать. И держать бокал вина и рассказывать как бы о великих материях, как надо там разбивать космические корабли там, да, и бороздить просторы театров. Все, я пошел свою пока нет, пока надо бегать, пока надо работать, потому что никто это за нас не сделает. Конечно, большой респект организаторам, но я пока в организаторы не записываюсь. Ну, с одной стороны, не считаю как бы необходимым, что я могу что-то там такое уникальное представить, никакого особенно опыта там и знаний у меня нету. А во-вторых, просто, ну, у меня другая немножко специализация. Вот, тут снаружи тоже людей становится все больше, все наполняется. Вот, собственно, плакат.
плакат с музыкантами, которые будут выступать сегодня вечером. Можете посмотреть, в интернете есть анонсы. Анонсы, что сегодня будет, тут где, во сколько. Классно, надо смотреть, что будет. Что это за здание им выделили? Это Октябрьская 16, ну там, знаешь, такое здание, там завод когда-то какой-то был. Вот, там сейчас такие арт-просторы всякие, проводятся там концерты, семинары. Ну вот презентация книги про Калиновского проходила недавно как раз-таки здесь. А летом здесь проходил фестиваль гражданской активности. Так, пока внутрь, наверное, не пойду, потому что там все-таки жарковато, там тесно, народ бегает, шумно. Постою, наверное, здесь. Кто хочет, приходите на фестиваль, обязательно посетите, посмотрите. Такое не часто бывает. Вход свободный, ничего не теряете. То есть, ну, национально ориентированный фестиваль. Тут не политическое мероприятие, чисто культурное. Бояться тут нечего, ничего вам не будет. Наоборот, подарки только получите, а не проблемы. Итак, что тут у нас пишет? Почитаю чат. Извиняйте, что чат редко читаю. Осматриваюсь вокруг. То и цікаве будет отбываться. Так, ага. Ну, я с конца читаю чат. Где флаг Евросоюза? Зачем тебе флаг Евросоюза? Это мероприятие связано с фестивалем белорусской мовы, с мовой, культурой и негосударственными белорусскими организациями. Причем тут флаг Евросоюза. Троллятина набегает, даже несмотря на то, что мероприятие не политическое и тут ничего такого нет, все равно скромный фестиваль. После коли мы скинем Лукашенко усё будет на державном уровне. Да, сейчас, к сожалению, только не государственные организации Янкоко здесь выступают. Все государственные, они давно продались Путину, и что они занимаются тем, что рассказывают там про русский мир, про Суворовых, всяких Кутузовых, про то, что история Беларуси с БССР начинается и прочую как бы херню. Но, к слову сказать, сейчас последние годы, особенно лет 5, ситуация меняется, и уже даже власть чувствует, Лукашенко чувствует угрозу не только с Запада, но и с Востока, поэтому все меняется, и даже государственные каналы начинают делать нажим и на белорусскую мову, и на культуру, и исторические классные передачи делают. Так что я думаю, что количество контента будет меняться в пользу национально ориентированного. Другой вопрос, что в финансовом плане, к сожалению, наша государственная пропаганда с путинской несравнима. У Пыни там сотни раз больше он тратит средств на все это. И поэтому наша пропаганда на фоне российской получается довольно слабенькой. Вот, так что если возложить все, борьбу за суверенитет и прочее на наше государство, то очень мало верится, что у них что-то выйдет. Без негосударственных организаций, без помощи гражданского общества нифига не получится, так что надо помогать. Люди все приходят, народ собирается. Интересно будет мне узнать, кстати говоря, сколько в среднем человек посетило данное мероприятие. Дима, витаю. Да, Анатолий, приветствую. Что, к сожалению, сразу не ответил, не прочитал сообщение. БТ учора спробовала у белорусскую мову. Ну, это, как вы знаете, так, такой себе. Если бы они делали классный контент, который привлекал бы людей к этому. А то, что они раз в год попробовали, ну, это такое себе. Вот, студенты вчера сделали, думаю, гораздо более классное мероприятие. Вот это, что на Володарского 7 в баре, в бир-шоу. Это было гораздо интереснее мероприятие. Я думаю, что оно интереснее именно для молодежи.
А то, что ведущие просто на белорусской мове выступили, ну это так себе. Для многих как-то пофиг. Потому что большинство БТ вообще не смотрит, поэтому какая разница. Так, ладно, давайте немножко остыли, зайдем опять внутрь, посмотрим, что там изменилось. Смотрите, Белсад. Не будем им мешать, пройдем дальше. Вот народ здесь кучкуется в первую очередь возле YouTube хаты. Тут главный центр Белорусщины. Так, до речі, буде наступне понеділок, там свіриться штаб подруливается. Все, смотрю, концентрируются здесь, возле YouTube хаты, как будто бы это самое... Я там местный, я просто приехал пошутить. Ладно, пройдемся дальше, посмотрим, что там происходит. Там, где самая толпа толпится. Может, там что-то началось уже, очередной какой-нибудь семинар. Люди оттуда прямо валят. Вот тут самый сложный момент. Тут труднее всего пройти. Тут много людей. Да. Там, где YouTube хата, я смотрю, происходят съемки, что-то там, какой-то мастер-класс, либо там снимают какое-то видео. Здесь, я так понимаю, да, стенд Оливарии. Надо все-таки поговорить, спросить у них, что они скажут по то, что там презентуют сегодня. А то мы поговорили с различными некоммерческими организациями. Надо поговорить и здесь с представителями, что они тут делают. Молодежный фест. Не знаю. Никуда выкинешь. Я тоже хотел магазин. Вот там опять включили эту центрифугу дальше, где Леон Бет. Так. Здесь стаканчики. А тут можно. Хотелось бы несколько слов. Я смотрю, тут стенд Оливарии, да, вы представляете пиво. Здесь что у вас происходит? Викторина какая-то, да? Мы пропонуем людям покаштовать пиво, ті клас, коли вони за рулем, мабуть, не хотят. Также провести невеликий тест, по вынику якого отримать подарунки. Понятно. То есть пиво, квас предлагают бесплатно, да? Можете налить немножко кваса? Ну, я не за рулем, но я как бы на работе, можно сказать. Вот, смотрите, стенд Оливарии. Предлагают квас, пиво. Пиво было вчера, поэтому сегодня мы
Попробуем класс. Вот, большое спасибо. Подходите, коляска, вы ожидаете, распивайте вас. А пустой стаканчик? Да? Вот, отлично. Немножечко попробовали оливарского кваса. И что можно сказать еще? Обслуживание, естественно, и все стенды там на белорусской мове. То есть персонал свободно общается на белорусской мове. Все как бы в теме фестиваля. Пройдем снова в этот зал. Тут самый удобный, самый широкий зал. Здесь нет такой толкучки страшной. Так, разрешите, можно пройти тут. Вот. Вот, здесь детская площадка, поэтому очень много детей. Вот тут что-то происходит, выступление какое-то. Планировка так званая распашонка. Вялікий жилий покой розділений на дві зони – узкую столовку і гостиную. Квартира продається з усією убудованою меблі і бытовой техніки. Телевизор, канапа, стол, кресло, посудомойная машина, лядовня, пральная машина и подарунок новым жихарам. Хотя людей уже много собралось, достаточно здесь зрителей. Район заселен. Мы тут тоже, пожалуй, немножко задержимся, посмотрим, что происходит. Має видатную инфраструктуру. У кроковой досягальности супермаркет «Суседи» и 5 кавярн. Вы видите, человеку было важно... немножко пройти, а то тут светит этот проектор какой-то, да, лазер там. Пройду в коридор. Мы сказали, Калиновска, нема проблем. Мало того, когда до нас звертаются по Фейсбуку на белорусской мове, мы отказываем на белорусской мове. Когда до нас звертаются с листами на белорусской мове. Вечером побольше народа. Да-да-да, вечером как бы большинство людей, я думаю, именно и пойдет на музыкантов. Тому що, наприклад, керівництво порталу підтримує, да ми ніколи навіть не думали, що ми можемо ставитися супри. Ну як це так? У нас дві державні мови, и наши представники пишут до нас Калиласка, в этом проблем нема. И мы стали публиковать артикулы на белорусской мове, потому что идея про сетки, про пошуковую систему, идея запад. Купить нерухомость у Минску, купить нерухомость там, у Бресте, у Гомеле, у Городники, пишут Городни, и такие запады есть, потому что мы это глядим. Так само мы, когда человек до нас приходит и удзельничает интервью, мы публикуем текст, что человек сказал, и он, отказывая на белорусской мове, нема никаких проблем, потому что головный редактор портала Реалбай, члонок товариства белорусской мовы Калиласка. И так само у нас есть журналисты, которые являются профессийными филологами белорусской мовы. Белорусской мовы и литературы. Вот у нас такие есть человек, это такие старейший журналист, это Лена Масловская. И на некоторые учила деток белорусской мовы. Вот так. Так, давайте пройдем еще немножко вперед. Я ще хотела сказать. Нягледзячы на гэта, мы ж стасуемся с вялікай колькасцю забудоўшчыкаў і агентства нерухомасці. Сярод агентства нерухомасці ёсць у Мінску дзве кампаніі, у якіх бренды развіваюцца беларускамоўныя. Гэта «Уласны дах» и «Мой маёнтак», «Твой маёнтак» компания. Есть великая компания «Твоя столица», которая, здаецца, у позапрошлым годзе збудавала всю свою рекламную кампанию на белорусской мове, выкарыстоўваючы символы наши белорусском, такие орнамент белорусскомовный, потому что там есть символы добробыта, как раз, там еще дом, там много-много их. Яны выкарыстоўвалі свои рекламные кампании. Что тычыцца забудоўшчыкаў, вы ведаеце Віленскі маёнтак, вы ведаеце Вясёлку, ёсць таксама бізнес-цэнтр «Красавік». Яны нейким чином, так, вот смотрите, упустили еще одно место, надо сюда зайти, посмотреть. Если это не одно и то же, если это не та сторона, где Леонбет. Может это... да, это та же самая комната. Я вижу, там стоит эта коробка с деньгами. Ну, мы посмотрим сейчас с этой стороны, что тут есть. Да, тут вот еще что-то есть. Аж минулое. Сейчас поговорим, что это.
Да, то есть вы представляете этот стенд, да? Не, я представляю этот стенд. Вы представляете, да? Что можете рассказать? Я смотрю, «Оживляй минулое» — это о чем? Это проект Ребрест, проект виртуальной реконструкции помников архитектуры. И самое цікаве вы можете побачить тут на экране смартфона. Один уже реконструированный объект костел без загана. Лайв в ценах записан. Да, стрим идет. Проект... Давайте немножко отойдем, чтобы люди могли пройти. Здрасте. Здравствуйте. Проект виртуальной реконструкции помников архитектуры. Костел без загана Разошаси у нас уже есть готовый прототип, який можно поглядеть, як маленькую модель. Да, это кронство нужно за боку это разглядеть. Можно так, як на верхнем малюнке на баннеры, подойти до места, где он якобы стоял, и поглядеть его натуральную величину на том месте, где он стоял. Это объекты, которые сейчас не существуют уже, да? Так, это все объекты, какие страшные. Да, интересный проект. Множество исторических памятников архитектуры было потеряно в ходе истории, там многочисленных войн, революций в Беларуси. И благодаря такому проекту, как «Оживляй минулое», можно их рассмотреть, 3D-модели, фотографии, можно посмотреть, как они выглядели, как будто они существуют до сих пор. Очень интересный оригинальный проект. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Здравствуйте. А что вы представляете? У нас тут представка ассамблеи НДА. Это представка некоммерческих организаций инициативы. Я сама представляю ассамблею НДА, кто организовал. А что здесь у вас такие залежат бумажки? У нас флажи, налепки с символом ассамблеи, ассоциации некоммерческих организаций. Всего у нас тут 5 организаций из разных сфер, потому что белорусской мовой користаются не только организации, которые занимаются культурой. У нас есть зношение белорусских студентов, есть инициатива, которая занимается телесностью, больше тела, есть очень живой библиотеки, які займаються стереотипами, і ґрунт, які займаються питаннями якраз історико-культурної спадщини. А тут у нас поки що є планери, які можна отримати, є налепочки, можливо підписатися на розсилку, і праз півгодинки ми почнемо робити нашивки на обрудку і нашивки на торбочки, такі речі. Тому всіх запрошуємо приходити. Да, вот как-то так. Тут рядом, да, живая библиотека. Там объединение студентов. Вот здесь, смотрю, книги разные. Альчина, Владимир Орлов и Павел Татарников, авторы книги. Смотрите, какая красивая книга историческая. Так, вот здесь. К сожалению, большая давка, здесь тряска. А какую вы представляете организацию? Можете рассказать немножко о том, что вот здесь за книги? Лучше подойду сюда, чтобы людям не мешать. Вот свое место. Вот я смотрю, здесь разные книги. Они продаются здесь, да? Вы продаете книги. А на какие темы? Тут я смотрю исторические книги или тут не только? Дитячая, мастацкая проза, историчная проза, науково-популярная историчная. Фактично все стили огарнуты. Вот. Круто. Видите, здесь, смотрю, там Белсат идет потихоньку. Они тоже начинали от входа. Сейчас подходят сюда. Ведут, наверное, тоже прямую трансляцию. Что там нового происходит? Ой, да ничего, снимать видосики, все нормально. Я собрал свою шукаю. Понятно. Можете задать комментарий. Вот люди просто достали, уже спрашивают, говорят, а БНР-102 тоже тут будет? Вот ответьте нам. Докладно не тут. Мы уже нават разумеем, что калі будем у наступным годзе нешта рабіць, то трэба большую пляцоўку, бо мерапрыемства фактычна ідзе першую гадзіну, а ўжо і бы не праціснуцца. Это показывае, што запатрабаванасць у беларускай мове у тым, што адбываецца на ёй ёсць. Сапраўды? Все, спасибо. Теперь у нас есть першы малюнок. От згадайте, коли ласка, що Хто не знає, кожен це год був ви Павел чекаєте від Білоус. нашої компанії? Який проект Кстати, вже не Павел. перший год, уже больше за 6 год. Кожний перед Новым годом. Что вы имкнетесь набыть? Календарь «Не молчи по-белорусски» сгадали?
Я зараз вам покажу малюночок, покажу всем удельникам. Некие кропельки капают. И, конечно, с нашим командам. Поглядели, что это? И ваш час. Кто первый натиснет? Команда не самых маленьких белорусиков. Водиться. Ну, не зовсім водиться. А что? Почекайте, другие зугайцы. Что? Лед где-то, так? Уже ближе. Что ваш? Январь. Ну... Что такое может быть, коли так водичка уже, и лед уже тает? Ну, это футбольный отказ. И я думаю, что... Ну... Вот здесь тоже книжные разные стенды, журналы. Можете рассказать про ваш стенд, что у вас здесь? Я смотрю много всяких журналов, исторических всяких там. А какую организацию вы представляете? А какую вы представляете? Я блогер «Серый кот», веду прямую трансляцию. Часопис «Архей» и часопис «Наша история». Это такие популярные выдания по белорусской истории. Спасибо. Вот, народ здесь больше всего ломится толпами. Опять сейчас немножко выйдем. Поджарились тут внутри, надо немножко охладиться. И заодно посмотреть, что там снаружи. О, день добрый. Добрый. Нормально, вот сейчас ведем трансляцию. Ну, ты ж, як там сутки своя... Они так и остались. Сейчас вот в Гомеле Гонцевича там закрыли. Да. Какие-то кражи там, вот Сергей там его спасает, возле ИВС там стоит. Ну, ты, Глеб Тримаевич, коли что-то телефонуй, выходь на связь. Не пропадай. Мы же своего кандидата повинны бераши. Вот, это был Рыгор Костусев, руководитель партии БНФ. Кто не знает. Надо пройти внутрь. Так, выйти внутрь, а то здесь уже просто... Да, Гонцевича закрыли, тут, как говорится, будет продолжение, это начало. Мы еще тему Гонцевича и Гомеля еще будем раскрывать, просто сейчас пока тема фестиваль, я поэтому особо комментариев не даю, я немножко высказался, потому что все увидите сами. Вот так, кратко говоря, вы потом все увидите. Все будет, не беспокойтесь. Так, посмотрим, что тут у нас. Вот тут Егор, смотрю, стоит с Франоком. Надо подойти к ним и спросить, что здесь как происходит. Народ все прибывает потихоньку. Народ все приходит. Так. Тут тоже какая-то еда. Все в фирменном стиле оформлено. Бульба фри, Гига Монстер сет, шаленый сет, шаленый дог XXL. Интересно очень. Такс. Ага. Вот, прибывают не только зрители, но и участники. Вот, видим здесь Алана. Ну что тут как? Кого встретил еще интересного? Бось, гляди. Ну я видел уже вас. Здравствуйте. Ну как у вас там это ощущение по поводу фестиваля? Отчування лучше, хуже, чем обычно проходит. С каждым годом все больше и больше людей. С каждым годом все свободнее отчувается. Самое классное это то, что тут БЧБ-стяжки, погоня. Обернитесь назад. Вот сейчас молодой фронт. Оголтелые националисты, а параллельно депутаты Палаты представников Воронецкий,
чыноўнікі, дзяржбанкі, і гэта просто такія неспалучальныя у адным месцы. Людзі, якія раней просто біліся, были врагами, да, теперь ворагамі, ненавідзелі адно аднаго, іх аб'ядноўвае беларуская мова. Просто это вельмі круто. Дай Боже, каб на гэтым не скончылася. Да, круто, если бы еще ОМОН в вышиванках пришел, всех бы по плечам хлопал, поздравлял. Самое цікавае, што пачыналася ўсё з таго, што ОМОНаўцы з 3214 прыйшлі на дзень вышыванкі ў Менску у 14 годзе. Да. И яны пришли, отпустили, правда, потом уже им надали нагоняя и уже не пускали больше. Скоро мы будем свидетелями, я думаю, того, что ситуация кардинально изменится, геополитическая. Будут в автозаке паковать участников бессмертного полка, и они будут кричать о том, что нет демократии в Беларуси. А мы будем 100%. Говорить... Да, вот. 100% будет так. Да, все меняется немножко в этой стране. И надеюсь, что к лучшему. Пойдем посмотрим, что там молодой фронт. Как сказал Франок, оголтелые националисты. Ну как тут уже, я смотрю, Зигу кинули, уже нормально все. Без этого никак мероприятие не пройдет. Я думаю, уже скоро в российских СМИ пройдет о том, что... это, с посвящением. О, смотрите. Скажи, как. Где это ты набыл такую? Это у нас сдача. Да. Молодой фронт. Российские СМИ напишут, что здесь прошел фашистский шабаш. Да, портреты Гитлера развешивали, скажем. Ну, возьмут, зафотошопят, вместо флага нарисуют там какой-нибудь флаг правого сектора. Это ж нормально для них. Да, надо поставить штатив и что-нибудь сфоткать. Нет, так я повешу, ну, бред, на что вешаешь, меня не скотчу, ничего не надо. Еще повесить, поспеем. Там внутри шмат. Ваше место шапки продают. Еще не повесили то, что нужно повесить в первую очередь. Да. Так, интересно, что там будет. Или это просто как бы сделан такой стул, что тут можно фотографировать. 150 миллилитров. Или можно за полторы взять 250. Павел Константинович тут. Да, он здесь? Да, он решен, там внутри, надо тоже зайти. Вот недавно пришел, был 25-го он в Гомеле есть. Будет выступать, там надо всего сказать. Да, вот. Говорят, что видели уже Павла Северинца, он пришел сюда. Наверное, шел внутрь туда, надо опять будет, сейчас я немного остыну и полезу внутрь опять пробиваться. Искать, где там что. Вот здесь тоже какие-то фотосессии. Надо что-нибудь еще пофоткать снаружи. То скажут потом, вот, тут Зиги кидали, а ты не пофоткал. Надо обязательно что-то фоткать. Говорят, что Павел Северинец там пришел. Да, внутри там, да. Там такая толкучка, не пройти, шум. Включают у великой зале толкучки такой великой еще покуль нема. Да, ну, правильно. Ну, шум такой. Да. До 10 часов много. Ну, многие, я думаю, идут с спецфактом в первую очередь. Вы как организатор здесь или представляете это, как его, ну, просто здесь, ну, в каком статусе? Еврорадио соудельник по организации, и у нас тут своя будет дискуссия от Еврорадио про национальную идею. Ось зараз о 15-й године починається. Будем дебатовать и дискутовать наконт национальной идеи разом с Валерием Воронецким, депутатом, Павлом Данейко, бизнесмен, Виталий Гурков, Алана Гибрымарян, Франок Вячорка. Ну, вот я... В большом зале. Да, в великом зале. Да, поэтому бьем сейчас туда. У нас все-таки политический блок в первую очередь, поэтому надо в первую очередь снимать такое. Культуру, конечно, все посмотрели, но долго смотреть на то, как жарится белорусскомовный шашлык, особенно если ты не покупаешь его.
А слушать разговоры о белорусской политике можно бесконечно, потому что у нас ее все равно нет. Является ядром этого вопроса. Все остальное болтовня. Вот, как говорится. Вот этот человек, кто не помнит, вот этот вот, он завсегдатый всех мероприятий практически, которые делают разные некоммерческие организации, там и где только не было, и про кино, и про домино, про все. Он везде что-то спорит, что-то смотрит. Его на митинге из Статкевича мы видели в Орше, и в Минске он там везде успевает. Как бы, кто это такой, не знаю, но чувак такой уже, я его запомнил. Ведет себя провокационно. А мы посмотрим, что тут происходит, кто тут еще пришел, подошел. Ага, вот вижу. Мне сказали, что уже здесь. Да. Будете сегодня тоже выступать, да? Не, выступать на Урате, это мы сюда с семьей пришли, с сыном, с женочкой поглядеть, окунуться в атмосферу. Как зрители просто, да? Так. Тут все судовно, классно, вельми шмат знакомых, супер, все по-белорусски, так что да, присутствуйте. Все больше становится участников, вот тоже говорят с каждым разом. И главное, в этот раз даже вот банк, например, Добробыт или Оливария присоединились, это уже это классно. И мы тут разговаривали, я даже говорю Франку Вечерски, что скоро, возможно, мы станем свидетелями того, что ОМОН будет приходить в вышиванках на День воли, а будет этот бессмертный полк разгонять и паковать в автозаки. Они будут кричать, в Беларуси нет демократии. Вот эти вот. Все может быть. Все меняется в жизни. Я уверена, что по Загаду, как вы сказали, что я на Загаду, а я по Прессе. То есть я не верю в то, что Загад выражается. Так, там еще что-то находится, проходит на люди. Мы пройдем, наверное, опять туда, в ту сторону, в коридор. И уже задержимся на этот раз подольше здесь. Потому что здесь будут основные дискуссии, тут будут депутаты. Поэтому постоим, послушаем. Яна нарастае, гэтая зацікаўленасць, шчыры інтарэс да сваёй гісторыі, сваёй культуры і сваёй мовы. Мова гэта ўсё ж такі толькі частка культуры. Гэты архіпелаг зможа ператварыцца ў востраў. А па Загаду, я ўпэўненая, может быть и отворотная реакция. Это мое меркование, у нас тут дискуссия, поделюсь свободно. Я имел на увазе Загад не для бизнеса, я имел на увазе Загад глобально, коли казали про то, что выкладчики задовольнения у школе переразводили, но это же так само не секрет, что им просто банально доплачивали гроши, когда человек ввел математику по-белорусски, да, 15-10% до заробку человек отрывал. И я не кажу, что это кепско, але я кажу, что это тая падтрымка, якая по сутнасці ёсць вот этот Загад. Вось, это зеленое святло. А сегодня зеленого святла нема. Сегодня это твои проблемы. Хочешь, робили проекты. Хочешь, занимайся клопотом своим. Да? А когда была падтрымка, шмат хто у бизнесе зрабіў бы гэты крок, потому что не праз перашкоду, а наоборот на зеленое святло. Но не про это было выдата. Насамрэч дадам, што з боку нейкіх дзяржаўных устаноў ці дзяржаўных органаў нейкага ўжо супраціву ў выкарыстанні мовы няма. Я апошніх 2 гады працую каментатарам на спартыўным канале БТ5, каментую гандбол, его чэмпіёнаў, чэмпіёнат Европы. Вось, і я ўжо ставіў пытанне аб тым, ці можам мы каментаваць на беларускай мове гандбол. Да калі ласка, няма пытання, знайдзі каментатара, які зможа з табой каментаваць, і каментуйце. Колькі захотите. И мы не смогли знайсці каментатора, які можа каментаваць без помылок, каб гэта гучала адекватна, не карява, але нормально гучала, і мы не змогли знайсці каментатора. То бок грамадскага запатрабавання і уживание белорусской мовы у неким таким значимым. Что это только один крупный зал. Вы видели, сколько там снаружи еще, сколько всяких маленьких помещений. Народа много, кто-то приходит, уходит. Да, я хотела продолжить про важную речь. Я думаю, что усе, хто тут ад бізнесу, повинні задуматися над апошніми скандалами мовними, які були у нас в інформаційній просторі. І хто займається набором персоналу, уже сьогодні повинні дбати об тим,
каб была клеточка такая, на якім узроўні персонал ведае беларускую мову. Ведаеце, то есть такое, кто тут от маркетингу зразумее, такое по-русски расскажу, эффект прыщавай девочки. Як вы б не стасаваліся, як вы б не рабілі свой бренд, як вы б там невядома які высілкі не укладалі ў тое, каб быў у вас круты тавар, каб было у вас усё добренько. І прыйдзе нейкая дзяўчынка і скажа на запыт чалавека: нет, усё ваш весь бренд і все пропало. Таму сёння думаю, што працадаўцы павінны ўжо ставіць тую кропачку, як тыя людзі, якія стасуюцца з вашымі кліентамі, яны прыходзяць розныя, і рускамоўныя, і беларускамоўныя, і англійскамоўныя, скора і кітайскамоўныя. І як ён у першую чаргу будзе заставацца на 2 дзяржаўных мовах, калі ён скажа «нет», все, і панёсся скандал, які недавно быў з вялікім вытворцам цукерак у Рэспубліцы Беларусь. Усе ў гэты скандал, я думаю, чыталі. А вот эта вот прыщавая дзяўчынка была там, і яна сказала «нет», і вызвала ахову. Ведаеце? І паняслося, на што нашим бізнесменам, вытворцам вот такія стрэсы. І яшчэ адзін момент я хацела вам сказаць, што не дзіва, што пашла другая хваля. Я, напрыклад, не здзіўляюся, я чалавек народжаны ў СССР. Просто меняется поколение. И то поколение, которое приходит, которым 15, 17, 20 год, яны уже люди не народжены в СССР. Яны не ходили с пионерским гальщиком. Яны пытаются, кто мы? Кто мы пытаются? И як мы? И где мы? У школе нечто кажут. Людям, якія думаюць головой, им недостаткова тое кажуць у школе. У меня, например, 3 дзяцей. Я ведаю все, что кажуць у школе. Усё. І пра БРСМ так само. І яны ўжо задаюць пытанне, хто мы? І яны шукаюць адказаў на гэта пытанне. Яны, тыя кліенты ваши, які будуць купляць гэтыя тавары, можа паставіцца лепей, калі бренд будзе звяртаць на гэта увагу. Вот так вот. У меня питание до Алексея. Алексей, есть такое меркование, что все ж таки выживание белорусской мовы в бизнесе это у першую чергу запотребование уласника. Коли уласник бизнеса скажет, что я хочу, как была белорусская мова, то находятся одразу и специалисты, которые ведают, и одразу вся коммуникация выбудовывается на белорусской мове литерально за тыдзень. Что вы можете сказать вот на этот год? А я не помогу. Потому что мы сервисная организация, и мы бизнес, мы заробляем гроши по-перше. И мы будем размовлять о той мове, яка потрібна тому чоловіку, який в дадений момент прийшов до нас і дійсно хоче від нас. Приніс свої гроші, хоче запозичити у нас гроші. Ось все не просто, це бізнес, і клієнт повинен пойти від нас і прийти до нас задоволений. И отримати те, що він хоче. Войвод Всеволод сказав, що так трохи об'єднувати свій бізнес, що йому немає резону укладуватися в білоруську мову, коли він не має профіту. Що ви можете сказать? Ну, мова это таки для нас это способ выглядать инакше на фоне наших конкурентов. Это поважное ставление для белорусской мовы. А я так глубоко я не глядел. Я бачу, що у нас у аудиторії є питання. Хтось тримав руку. Привітання, панове. Я за бізнес, добре? Ну, так здарилося, що я годов 20 був бізнесовцем, і при тим великий бізнес у нас був, там, $2,5 мільйона обороту в місяць, доволі много, 550 чоловік. Я з пункту гледження практики. Після того, як це було, мені прийшлося об'їхати, ну, а майже увесь світ, апошніх 5 років, також за білоруську мову. Кепська вельми скавитать, єншить, ай-яй-яй, белорусская мова на маргінез, як навчити діток на ній розмовляти, мамки не хочуть задавати белорусскомовні класи там і так далі. Але ви не уявляєте, який огроменний потенціал має білоруська мова у оточенні з нашими сусідами. Всіми. Белорусы – уникальная нация, нас любят абсолютно все народы. Нема в истории такого народа, який любят все. Но на ЛП не напишешь, что ты белорус. Мова – это головний маркер. У Москве, у Питере обов'язково розмовляй на білоруській мові, не зрозуміли переход на російську. Ти позначиш, що ти білорус. С тобой будут хотеть иметь справы. Тебе будут доверять бизнесовцы.
В Україні на білоруській мові відчиняються усі двері абсолютно. Роби бізнес, виступай, доказуй. В Білорусі в себе тут шляхетні люди, можна довіряти, можна робити бізнес. То же самое в Словакии, то же самое в Польше. Коли не брать, например, Россию, на вот это плюс 110 миллионов людей рынку славянских краинов, где белорусская мова может быть вельми позитивным, вельми эффективным сродком налаживания контактов коммерційних. И вот про это треба детям рассказывать. Бо коли ты будешь практиковать белорусскую мову, то ты вельми легко будешь заниматься бизнесом с поляками, с украинцами. Скажите, а ясно, про что тогда нашему бизнесу треба рассказать, а не детям? Бо у нас тема панели... Я кажу про бизнес. Вы не зрозумели экспорт. Экспорт. Як ви будете робити експорт, на якій мові будете розмовляти? Ангельська, як і всі, як і китайці. А на білоруській мові з тими нашими сусідами. Наприклад, 110 мільйонів ринка, 110 мільйонів для Росії. В России белорусские мовы себя обозначает, и россияне будут... Да, у меня есть страница Facebook. В описании канала есть ссылка на нее. Бизнес в Беларуси, на белорусской мове, когда я приду до бизнесовца, и он со мной размовляет по-белоруску, я же ему доверяю. Это шляхетный человек. Доброму можно больше доверять. Разумеете? И вот это детям треба вчити белорусскость. Треба задати питання. Попрошу уже без монологов, давайте адрес. У меня только питання, бо я десь 2000, може, 10-х, як раніше, почав заробляти на укладах. Я веду, зараз шмат не заробиш, тому питання до якогось представника банка. Ці мовчимо, коли до вас прийти, і у мене одразу є не маленькая сумма грошей, просто вони зараз вольні, бачите, обов'язаності. Мовчимо до вас одразу прийти, і всі контракти, всі домови оформити по-білоруськи. Все, коротко. Дякую за питання. На даний момент усі дамовы на русской мове. І гэта вельмі у значнай ступені звязана з вялікім коштам дапрацовак нашага праграмнага забеспячэння. Это сапраўды вельмі вялізныя грошы, і той год, один год, які прайшоў з моманту нашага перайменавання, это недастатковы такі тэрмін, каб усё гэта паспець просто зрабіць. Это тонны і тонны дакументаў. Але мы будем ісці да этого. Так колькі грошей трэба, каб перавесці з беларускага? Я не ведаю таких методов. Это вельмі шмат. Такое самое просто питання возникло з іншими банками. Могу назвати Белорусский народный банк, Беларусьбанк, Технобанк. І усюди мені доводилося по правді, не було ні одної домови, яку я не переклав сам. Тому я уже прошел про этот шлях, и у меня есть, по правде, конечно, целый пакет домов, уже просто-напросто перекладывать, потому что вам надо скинуть и заощаджать внезапную сумму. Дякую. У мене адресне питання, два питання. По-перше, ось теоретично, що ми є фанатська раховка, наприклад, вона у всім світі, некоторые сравниваются с регионализмом, национализмом, некоторые там местные идентичности и так далее. У Беларуси чомусь не некие іншие, некие 80-е. Ну, некие думки про то, что чому это для них не является Америкой. А другой, так сама адресное питание. Вы были тут некие такие панельные дискуссии, недавно, ну, например, с Казахстанской, потому что идентичность, она уже не про мову, а для этого организована и визуализована раз інших. Задайте питання. Так, може, от думки правда. Я хочу вам про идентичность рассказать. Мы, як люди, коли мы подорожничаем, едем у разные краины. Я еду в Италию, как съесть пиццу. Я еду там в Францию, как съесть там жабку. Там у Германию попить мюнхенское пиво. До нас так само, вот это про идентичность. Едут люди, наприклад, з Сходу, как почитать цікавые слова. Нехай они смеются со слова бурбалка,
дральник, невядома што усякіх. Но каб яны ў нашай краіне увидели адметнасць, не тое, што ў іх, вот не тое, яны едуць як турысты да нас і читают гэтыя рускамоўныя шыльды, ну і што? Ну вы приехали ў Беларусь, ну і што? Да нічого адметнага, напрыклад, вы не увидели. А хочется адметнасці, і кожны з нас, хто падарожнічае, хочется у кожнай краіне увидеть іх адметнасць. У нас есть гэтага нашага беларускага дранька. Сядзець пальцем, тыкаць у гэта меню і пытацца, што гэта значыць. Расскажите мне, хочется вот этой адметнасці. Таму люди стали стасавацца, люди стали больш падарожнічаць, больш ездзіць, і яны хочуць у кожнай краіне видеть ейную фішку гэтай краіны. А калі у нас усё на той мове, якая нам учора у іх была такая мова, і нічого цікавага, ну што мы туды наехаць? Паглядзіце на наши беларускія сядзібы. Калі вы, ну я просто ў тэме, таму я вам кажу. Тых назваў, якія чытаю я ў беларускіх сядзібах, у мяне вочы лезут на лоб. Это страх просто может придумать я. А что у сярэдзіне у нас такое месиво, такая каша этой культуры, а попытаться не у кого. У кого попытаться? Не кожны поедет у это сам, у Всеволода попытаться, где только Всеволода знайсці. Те уехать в Академию наук пытаться. Неколи бизнесы и бренды пытались, например, бренд Миловица. Я читала, что бренд Миловица шукал назву той пригожей жанчыны, якая ну, такая уснеслая, такая просто прозрачная. И она нашли эту назву с допомогой навукоўцаў. Миловица. Миловица. А наши не сядзібы, у кого им попытаться? Может, у мясцовых выканаўчых камітэтаў яны что-нибудь им скажут, да ничего они не скажут, бо там никого нема, кто может нам это сказать. И у нас нет системы, у нас не кажут про эту идентичность, про нас, этот туризм, запрашивают гостей до нас. Что мы им покажем? Ничего ответного пока что. Найдите любую кавярню, любой ресторан, ресторацию скоренько так, чтобы вы знали, что вы можете туда запросить своих гостей, якія до вас приехали, например, с Латвии, и показать ту белорусскую отметность. Где вы это в Минску знойдете? Вы в Минску, может, и знойдете, вы ведаете. А у наших городах, регионах, областных, где вы знаете, ничего вы там не знойдете. Ничего в этом не знойдете. Это беда на самом деле. Это беда нашей краины, что мы не ценим свою культуру и свою отметность. Да, сябры, тут было вышено два важные такие моменты. Вот Всеволод казал про то, что не хапае вось гэтай сапраўды генеральной линии для прасоўвання беларускай мовы, что беларусы под прымусам былі самыми лепшими. И проблема номер 2 в банке Добробыт как раз таки про программные сродки, про дамовы, про беларускамоўнае справаводства. Я так сам на власным досведзе хочу сказать, что двухмоўе, две дзяржаўныя мовы — это самый галоўны вораг. Потому что немагчыма весці на двух мовах 1С, немагчыма вельмі складана шматмоўнасць рабіць на сайтах, вельмі складана шматмоўнасць рабіць ва ўсіх дакументазвароце. І сапраўды, самае галоўнае, што можна тут зрабіць для развіцця беларускай мовы, это адзіная дзяржаўная мова беларуская у нашай краіне. Это не означает забарону расійскай, але гэта означает тое, што всім будзе нашмат прасцей працаваць. Это правда. У нас, поважані слухачі, глядачі, 5 хвилин засталося. Коли ніхто ще має питання, то можемо послідкувати. Ну, два рази задавали. Має ще хтось питання? Коли ніхто не має, то... Таке питання. Збираєтеся ви оглядати хоча б якось будущее франчайзинг на обласні центри? По Україні Справа в тым, што ну, пакуль што маштаб нашага бізнесу, маштаб таго, што мы робім, не дазваляе рабіць так. Таму што мясцовы прадпрымальнік заўсёды знойдзе спосаб выкарыстаць усё з нас, як франчайзі, а потым паслаць нас там на 3 літары, там, дзе яму это будзе выгодна. На жаль, развіццё бізнесу ў нашай краіне пакуль як бы не развіццё нашего бізнесу. Хоць мы вядомы бренд, хоць мы лідары ў гэтым накірунку, але я не скажу, што мы валодаем абсалютна дасканалымі бізнес-працэсамі і ўсім астатнім для того, каб камусьці прадаваць нейкую гатовую мадэль, нам яшчэ развівацца і развівацца. Таму, на жаль, не тыя маштабы. Калі б это былі вялікія маштабы, сапраўды, я думаю,
Ну, по факті, з досвіду тих крамів, які по нашому прикладі очинилися у регіонах, які так само у нас, як оптових поставщиків, конечно, закупають, все там, на жаль, на вельми низькій межі рентабельності, тому що натурального попиту на все це, його практично немає. Це попит, який треба створити. І менавіта тому ми стали паспаховими, тому що ми створали попит, а не задовольняли то, що є. Завершальное слово у Сева Лоситок, и мы... Да, шановні сябри, я не то що резюмую, я просто хочу нагадати генеральну тему зустрічі сьогоднішнього дня День родної мови. Ось у сусідній залі там є велика кількість білоруськомовних книжок. Книжок для діток, книжок для дорослих, для всіх зануд на всі густи. Сиходячи з феста, поглядите у свою торбочку, чи є там білоруська книжка. Это буде лепшим голосуванням за білоруський, принаймні, книжний бізнес, а він знаходиться у специфічному стані, нам розказувати не буду. І добрим успомином про сьогоднішню гуторку. Дякую велике. Так само резюмую з пункту гледження все ж таки бізнесу, тема у нас, наша дискусія була менавіта бізнес. Мы у Оливары користаемся таким подходом, что коли у нас некая неудача и нечто не атрымліваецца, мы вінавацім сябе. Не дзяржаву, не конкурентаў, не спажыўцоў, якія нешта не так робяць. І, адпаведна, ўсё залежыць ад нас. І поспех, і добрыя справы, і вынікі, і ўплыў. Таму давайте пачынаць з сябе, верыць у сябе і прыходзіць да поспеху. Дякую. Дякую, що слухали нас. Я нагадаю, що з нами був банк «Добробит», клуб «Витязь-Леон», союз белорусских письменников, Оливары, Реал Бай и Максим Голбай. Дякую. Дякую, Артем Карпацевич, ведаў цю дискусію, аплодисменты всім удзельнікам. Сапраўды гарачая дискусія атрымалася, так? Можете крышку адпачыць. Мы зараз таксама пераходзім, рухаем наш мова-фест далей. Я попрошу шановных волонтеров дапамагчы трошки пераставіць крэслы на сцэну для таго, каб адбылася наша наступная дыскусія, якая будзе звязана з нацыянальнай ідэяй Беларусі. Ці ёсць яна, якая беларуская нацыянальная ідэя, як людям у галаву яе укласці. Пра ўсё гэта мы даведаемся цягам нашай наступнай дыскусіі, таму заставайцеся у вялікай зале, будзе цікава, тым больш, што у нас даволі цікавыя госці і спікеры, зараз я пра іх распавяду. Валерый Воронецкі, дыпламат, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнай Сходу Рэспублікі Беларусь 6 і 7 скликанняў, Павел Данейка, генеральный директор бизнес-школы ИПМ и сябра Назиральной рады некоторых компаний у Беларуси и за межой, Алана Гебремаріям, активистка молодого блоку из одиночения белорусских студентов, а так само Прана Квершорка, вице-президент Digital Communication Network и креативный директор Радио Свобода, и Виталий Гурков, який уже сегодня провел свой мастер-класс, и он так само долучится до нашей дискуссии, 12-разовый чемпион света у тайском боксе и солист гурта Брута. Эта дискуссия начнется литерально праз некалькі хвілінаў, яе представляют компании USAID и ПАК, а вести яе будут журналист Еврорады Змитер Лукашук и философ Максим Горунов, авторы и ведущие программы про национальную идею на Еврораде «Идея X». Вот так. Дякую вам за то, что допомагаете мне в этой нелегкой справе. Вельми шмат прозвішчаў, вельми шмат незнайомых имен, ці знайомых нават. Тем не менш, трэба ўсё гэта сказаць. Я абавязкова таксама нагадаю пра партнёраў, генеральных спонсораў нашае свята. Безумоўна, гэта Провар Оливары, які дапамагае нам ва ўсім. Сёння можна таксама далучацца да дэгустацыі, да розных актыўнасцяў на пунктах кампаніі. Таксама гэта кампанія Реал Бай, таксама Леон Бай, таксама банк Добробит. Я, до речі, падышоў да іх стенду, спытаў пра картку, все тое. Кажуць, сапраўды добра, ніякіх падманаў там няма.
Таксама гэта тэлеканал Белсат, які вядзе жывую трансляцыю нашага мерапрыемства. Можете пісаць сваім знаёмым, каб яны глядзелі трансляцыю і потым прыходзілі сюды, бо мы сёння з вами тут до вечара будзем праводзіць Мова-фест. Вось, пакуль усё, я уже бачу все наши спикеры и спикерки, правда, долучаются на нас. Глядачоў і удзельнікаў Мова-феста становится все болей. Я, Алексей Сапрыкін, зараз з вами зноў развітаюся на пэўны час, бо перадаю слово Максиму Горынову і Дмитру Лукашуку. Под ваши аплодисменты дискуссия про национальную идею от USAID и ПАКТ. Вітаю всіх, вітаю, дякую, што прыйшлі, і думаю, што долучыцеся до нашай размовы, а я следам яшчэ раз прадстаўлю наших гостей і удзельнікаў гэтай дыскусіі. Валерий Воронецкий, дыпламат, депутат Палаты прадстаўнікоў, Франак Вячорка, кіраўнік Радыё Свабода, Алана Гебры-Марьям, актывістка моладзевага блоку, кіраўніца задзіночання беларускіх студэнтаў, Павел Данейка, бізнес-школа, бізнесмен. Ну и Виталий Гурков, я думаю, что вовремя представлять немає сенсу, все уже бачили его. Мой сувядучий программы «Идея X», программы про национальную идею, якую мы ведем на Еврорадио, философ Максим Горунов. Все гэтыя люди уже брали удел у нашей программе. Разом с ними мы спробовали, як мы кажем, ведаеце, я так зараз продемонструю, як мы починаем кожную нашу программу. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X», падчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Ось з гэтымі людьми ми намацували гэтую білоруську національну ідею, кожен виказав, що думає. Але давайте почнемо з самого початку, тому що спрэчки починаються менавіта з того, а білоруси, як нація, вже утворилися ці ні. І ёсць цалкам розныя меркаванні на гэты конт. Хтосьці кажа, што пра што размова, конечно, ёсць. Другие кажуць, што яшчэ толькі пачынаем. Трэцяе, што мы на шляху ўжо вось павінны стаць. Тым не менш, з каго пачнем? Віталь трымае ўжо мікрафон, з Віталя пачнем? Не. Не працуе, не запрацаваў. Пытанне ў чым? Пытанне ў тым, што ёсць нацыянальная нацыя. Чамусьці мікрафон аказаўся мяне першы. Мне здаецца, што яна ўтварылася, існавала, разбурылася, зараз адраджаецца зноў. У меня такая думка. Утварылася, разбурылася, адраджаецца і зноў. Павел. То, что мы в перерыве говорили, я должен сейчас сказать, правильно? Конечно. Я понял. Ну, я думаю, что мы в процессе завершения формирования нации. И если я прав, то в ближайших 5 лет будет взрыв пассионарности. Масса интересных вещей будет. То, что мы сейчас видим уже, что белорусов отличает от окружающих, это не имитационность поиска решений. Наш бизнес и в нашем искусстве начинается поиск собственных идей. И это очень интересно. По поводу формирования нации, ну, понимаете, мы как и литовцы начали формироваться как нация в конце 19 века, потому что нация формируется тогда, когда элиты Вы знаете, я по-белорусски буду говорить тогда, когда будет бело-червоный флаг у нас, хорошо? И тогда стала рефлексия элитами, то, что мы белорусы. А в 20-е годы белорусский язык доминировал, понимаете? Но поскольку лидерами национализма белорусского были коммунисты и социал-демократы, идея Великого княжества Литовского для них была чужда абсолютно. Потом 50-й год, индустриализация и доминирование русского языка. А потом начинается возрождение. Возрождение языка и формирование нашего видения себя как нации. Ну вот его папа начал это.
первое поколение городское начало. И тогда сложилась вся мифология, которая сейчас существует. У нации должна быть мифология. Почему завершается формирование? Потому что первый опрос национальный в 1993 году дал только меньше 20% твердых сторонников независимости Беларуси. А сейчас это больше 70%. Сейчас можно выстроить тот ланцюг, который сделали Прибалты за незалежность. А в 1991 году мы этого сделать не могли. Поэтому нация возникает, заканчивается формирование, и если все будет нормально, нас ждет пассионарность. Давайте, может быть, я вот протягнуць такую старэйшага пакалення думку, дам зараз слова спадару Валерыю Варанецкаму, беларускамоўны дэпутат у палаце прадстаўнікоў, дзе большасць гаворыць па-руску і дзе на беларускай мове прымаецца колькі адсоткаў, ну где-то 2% ад усіх законаў. Вот все ж таки ваш погляд, вот, нацыя творилася, не? Дякую, міністр, перш за все, за запрошение на нашу дискуссию. Конечно, я хотел бы почать с того, что мы, белорусы, маем вельми великую и богатую историю нашей державности, развития нашей державности. И только нация, соспелая нация, так, может створить свою державу. И в этом смысле, конечно, есть такая белорусская нация, разумеется, и есть белорусская держава, и та цікавость, яка сегодня мы тут назираем, да, это питание до белорусской национальной идеи. И она как раз это свидетельствует про то, что нация живет и будет жить. Нация есть, мяркуе депутат Палаты прадстаўнікоў Валерий Варанецкі. А давайте вот у самого молодого удзельніка нашей дискуссии, Алана. Да, вітаю всіх. Я думаю, што в прынцыпе нацыя яна існавала і будзе існаваць, але як нейкае штосьці цэласнае, яна толькі фармуецца. І гэта праблема, што былі перашкоды, ёсць перашкоды для фармавання гэтай нацыі. І мы толькі ў працэсе, як бы ёсць зараз нейкі пад'ём да беларушчыны, любви для беларускай культуры, мовы, да нашых традыцый, але гэта ўсё ж недастаткова, і мы ўсё яшчэ не аб'яднаная нацыя. Я лічу, у нас няма адзінай нацыянальнай ідэі, мы толькі да гэтага ідзем. І вельмі зараз складана сказаць, якая ідэя, якая місія у ўсяго беларускага народа, каб вось ісці ў будучыню, і каб гэта місія, яна падыходзіла для ўсіх слаёў насельніцтва. Таму я лічу, што нацыя ёсць, але адзінай нацыянальнай ідэі ўсё ж такі дагэтуль няма для Беларусі. І над гэтым трэба працаваць нам усім. Франа Пячорка. Нацыятворчасць — гэта працэс, і ён бясконцы. Гэта пастаянная барацьба розных ідэяў. І цяпер мы ў моманце, калі беларушчына бярэ рэванш. Быў пэўны працэс беларусізацыі ў пачатку 20-го стагоддзя, ў 90-х годах, потым вялізны адкат назад, шмат крокаў назад. Я называю дэбеларусізацыяй. І тое, што мы назіраем апошнія 5 гадоў, тое, што мы назіраем сёння тут, гэта вельмі добры знак, што прастора беларушчыны адваяваная. І будзе момант, калі дасягнуты пэўны крытычны пункт, пасля якога не будзе дарогі назад. Калі асноўная частка элітаў, асноўная частка насельніцтва прыме гэтыя каштоўнасці, гэтыя ідэі, гэтыя традыцыі, гэтую мову, беларускую мову, пасля гэтага ўжо не расейцы, ані ностальгічныя савецкія номенклатурнікі не змогуць адкруціць працэс. Беларуская нацыя фармуецца не толькі на падзеях, на канцэртах у інтэрнэце, але ў школах. Тое, што адбылося ў пачатку 20-го стагоддзя, нам дапамагло стварыць беларускую нацыю. Фактычна цэлае пакаленне беларусаў атрымала адукацыю па-беларуску на аснове беларускіх нацыянальных каштоўнасцяў. Яны даведаліся пра сваіх герояў, пра свае газеты, пра свае кнігі, пра Вялікае княства Літоўскае. І дзякуючы гэтаму у нас, у беларусаў цяпер, ёсць нацыя.
чым не могуць пахваліцца вельмі многія этнічныя групы Еўропы, напрыклад. Дзякуй вялікім. Ну, гэта было такое пытанне для сугрэву, так бы мовіць, таму што можна спрачацца, хтосьці пагодзіцца, хтосьці не пагодзіцца, нацыя стварылася ці ствараецца, але зараз мы будзем ступаць на больш такі тонкі лёд і ваше меркаванне. Вот нашим людям, нашай нацыі, якая нібыта ёсць, ці яшчэ хутка будзе, ці яшчэ няма, вот гэтым людям, а ім увогуле нейкая нацыянальная ідэя, беларуская, там, ці не беларуская, нейкая ідэя увогуле патрэбная ці не? Давайте, спадар Валерый, з вас пачнем. Конечно, идея потребна заўсёды. И я хочу звярнуць увагу всіх на тое, что наша родная беларуская земля, она была забыта нашими продками. И это здарылася не 20 годов назад, ці 100, и не 300, и не 500, а нашмат раней. И наш народ мае больш тысячагадовую гісторыю. І ўжо тады нашы продкі здабылі гэтую зямлю і адбудавалі на ёй на працягу стагоддзяў свой дом для жыцця не толькі свайго, але і іх дзяцей, унукаў, іх нашчадкаў. Яны перадалі нам гэты дом у спадчыну. І дзякуючы ім, дзякуючы шматлікім пакаленням наших папярэднікаў, наших продкаў, мы сёння маем свой дом, Республику Беларусь, и можем жить по своих законах, на основе своих национальных каштоўнасцяў, жить в адпаведнасці с нашими духовными каштоўнасцямі, в адпаведнасці с теми традициями и звычаями, якія нам оставили у спадчыну наши продки. И сегодня мы с вами обмярковываем, какая у нас национальная идея может быть. Я уверен, что белорусский народ, и мы это все ведаем, и он вельми таленавіты, вельми разумный. Поглядите, колькі сегодня по всему свету, так, ёсць выхадцаў, працуюць, жывуць, жылі і праслаўляюць шмат якія краіны, так, свету. Мы можем успамінаць гэтыя імёны, вы іх ведаеце. І гэта і наука, і тэатр, і кіно, і палітыка, і гэтак далей. Наш народ вельмі таленавіты. І я ўпэўнены, што нам па сілам стварыць краіну, Республику Беларусь, як лепшае месца для жыцця, для творчасці, для працы, на глебе тых каштоўнасцей, якія нам оставили наши продкі. Яны нам, яшчэ раз падкрэслю, оставили гэты будынак, эту краіну, і сказали, карыстайцеся, калі ласка, так? Будьте достойными нас, идите уперед и зарабіце тое, што мы не паспелі зрабіць или не змаглі. Зрабіце гэта месца лепшым для жыцця, для творчасці, для працы. Я ўпэўнены, што мы, беларусы, можем і павінны гэта зрабіць. Так, каб наша моладзь і людзі, якія раз'ехаліся по всему свету, каб яны з задавальненнем прыязджалі сюды в Беларусь, таму што гэта лепшае месца. Это их родина. Ну вось можна по-рознаму ставіцца да палаты прадстаўнікоў, да людзей, якія там зараз з'яўляюцца дэпутатамі, але ёсць спадзяванне, што калі ёсць такія дэпутаты і раптам туды на ратыфікацыю прыйдзе 31-я дарожная карта, то яе там заблакуюць. Франак, калі ласка. Ну вось мне якраз на гэтымі пытанні, так, пакуль у палаце прадстаўнікоў такія людзі, як Валерый Варанецкі, адзінкі, нічого не памяняецца. Мы з вами народ, мы з вами нацыя, мы з вами тут гаворым па-беларуску. Але тыя людзі, якія прымаюць рашэнні, якія павінны гэтую беларушчыну абараняць, бо ім дадзены мандат,
яны гэтым не займаюцца. Вось пытанне да Валерыя Варанецка, чаму Спарвалер усе ваши калегі і на беларускай мове і займаецца пытаннямі ўмацавання і дзяржавы і абароны інтарэсаў нацыянальных і так далей. Это просто такая штодзённая кропотливая праца. И я хочу, чтобы вы не сомневались и были упевнены в том, что Палата представников стоит все-таки на обороне национальных интересов. Дякую великим. Можно зараз вот Виталю передадим микрофон. Виталий, ваше меркование. Все ж таки национальная идея, некая, якая бы она ни была, да, ее больше паспрабовать, сформулировать мы крыху позднее паспрабуем, а вот зараз, она в ogóle потребная, ваше меркование? Мне здаецца, гэта не тое, што патрэбна, гэта актуальная ідэя і па колькасці наведвальнікаў сённяшняга мерапрыемства гэта ўжо бачна. Вось. І калі кожны з нас сам для сябе ўнутры сфармулюе хаця б нешта, хаця б крышачку, кропельку сваёй беларускай ідэі на сваім прыкладзе, то мы пойдзем вельмі хутка да агульнай нейкай мэты, да распаўсюджання беларускасці. На сваім прыкладзе, вось, ну, зараз можна сказаць, што гэта ўжо ёсць майстрыня, да? Беларускасць, прага да культуры, да мовы, да нейкіх фішачак, ададзення, да бізнесу, ну, то толькі што былі разважанні. Я, шчыра кажучы, вельмі ганаруся, калі вось у 2010 годзе так атрымалася, што упершыню па нацыянальнаму тэлебачанню я даў інтэрв'ю па-беларуску сярод спартоўцаў, да? І гэта адбылося таксама, ну так, можна сказаць, выпадкова, таму што ў Менску праходзіў турнір, чэмпіянат заходняй, да, Европы по ПК-1, і я ведаў, што там, ну, прыязджаюць замежнікі, і нават мае сябры з Украіны там былі. Я думаю, ну вось будзе прэс-канферэнцыя, будзе там нейкі такі движ, і мне будзе вельмі соромна, калі людзі не пачуюць беларускую мову. Я пачаў на працягу ўсёй прэс-канферэнцыі, я пачаў размаўляць па-беларуску, і тады гэта здзівіла, бо нават, ну, там, з Казахстану, з Расіі, з Украіны спартоўцы, якія вельмі часта ездзяць па спаборніцтвах, яны ніколі не чулі беларускую мову. Вось, а потым ужо пасля турніру, які я перамог, адразу пасля таго, як я выйшаў з рынга, там было літаральна пару пытанняў, я адказаў па-беларуску, ну а потым яшчэ там жартавалі, што так галаву набілі, што пачаў па-беларуску размаўляць. Ну, то бок, я думаю, што ідэя павінна быць, перш за ўсё, каб быць на сваёй землі, каб рабіць тут сваю справу, тую, якой ты мусіш займацца, і тую, якую ты сапраўды любіш. І паказваць сваім прыкладам, што ўсё магчыма. Я не вельмі так... Я лічу, што не вельмі важна размаўляць штодзённа на беларускай мове, да, бо, ну, шчыра кажучы, мне вельмі так бесіць, калі пачнуць, а чаму не беларускую, а чаму не... Вось калі пакуль будзе, чаму, а пакуль... Вось гэта, шчыра кажучы, выбівае проста з каліі, і за такіх людзей нават, ну, не хочацца размаўляць на гэтай мове. Бо мне здаецца, калі ты хочаш, каб больш людзей размаўляла па-беларуску,
ты повинен своим прикладом показывать, не ведаю, некий гонор, этикет, и каб людям было соромно, что яны не размаўляюць з табой па-беларуску. Гэта тое, што я адчуваў, калі размаўляў са сваімі сябрамі, і з чаго ўсё пачыналася, бо мне было такое атачэнне кола сяброў, якія размаўлялі па-беларуску выключна у штодзённым жыцці, і менавіта з гэтых камунікацый я пачаў не саромецца беларускай мовы. І то бок тут некай агрэсіўнай пазіцыі нельга ніяк здвинуць гэтую кропку ў пазітыўны бок. Такое маё меркаванне. Вось. Я заснаваў свой клуб, да, я застаўся тут, хаця мог быць дзе заўгодна, мог быць у Таіландзе, у Аўстраліі, у Амерыцы. І да, мне там не такая вялікая зала, якую хацелася б, там няма некага супер гіпер там цэнтра з нейкімі моднымі там трэнажёрамі, мне простенькая боксерская зала, але ж там напісана было, разумееце? І все зроблена так менавіта з ідэяй, з душой, і калі кожны будзе рабіць такую справу, як, напрыклад, як робіць Павел Белаус, як робіць Дмітрий Ташкевич, і шмат прыкладаў у нашай краіне, шмат людзей, на якіх можна з задавальненнем глядзець і цешыцца, што ёсць такія людзі. Дякую вялікі, Віталій. Дарэчы, неяк вот тут у першым шэрагу сядзіць Антон Матолька, і неяк ён мне сказаў такую фразу, якая мне вельмі спадабалася. Ён кажа: вы ведаеце, як гэта не дзіўна і парадаксальна, але вельмі вялікая колькасць, не, вот так сказать, нацыяналізм у Беларусі вельмі часта гаворыць па-руску. Не так, да? Я цябе пачуў. Тым не менш, да, я хочу, Павел, все ж таки крыху пашырыць свое вот это вот першае пытанне. Ці патрэбна беларускаму народу нейкая нацыянальная ідэя, і на якой мове яна павінна быць сфармулявана? Ты знаешь, я считаю, что не существует национальной идеи вот в таком плане. Нужно осознание себя, что значит быть белорусом. И мы видим, если сравнивать Украину, Беларусь и Россию, в начале 90-х мы были очень похожи все. А сейчас, знаете, как проявление фотографии, да, все те фундаментальные черты, которые были заложены, приобретают четкие характеристики. Но все они крутятся вокруг центральной ценности. Это доверие между людьми. Я экономист. Есть четкая корреляция уровня ВВП и уровня доверия в обществе. Если люди не умеют строить совместные действия для достижения своих целей, богатой страна никогда не будет. И она никогда до конца себя не отрефлексирует. И, к сожалению, у нас это наследие существует, наследие тоталитаризма. А почему возникает недоверие в тоталитаризме? Потому что тоталитаризм – это гражданская война. Есть плохие и хорошие. Есть наши и не наши. И нет единой нации. Значит, нам пора заканчивать гражданскую войну. У нас сейчас нет в стране тех, кто против независимости. Мы все за. У нас есть платформа для построения диалогов и формирования следующего уровня доверия в обществе. В Харькове живет симпатичный парень, психиатр, белорус, и периодически пишет про Беларусь. Вы про Шварадского? Ну, и мне нравится у него фраза, что один белорус похвалил другого и не умер.
Поэтому вот это формирование доверия, начало диалогов, оно важно. И сейчас вот, Франок, ты же сейчас наехал на палату, а сначала вообще-то нужно было бы познакомиться с людьми, узнать, что думают, какие у них ценности. А когда мы это знаем, мы наезжаем. Гражданская война предполагает, что не нужно этого ничего знать. Есть окраска. Ну, наш, не наш. Поэтому мне не нужно знать, он хороший человек или плохой. Если мы заканчиваем гражданскую войну, давайте интересоваться друг другом. Давайте знать, что на самом деле люди думают и какие у них реальные позиции. Я сейчас заканчиваю свое длинное. Если будет интересно, можем поговорить. У нас четкие есть представления, как бизнес отличается белорусский от окружающей среды. И я вижу, что там уровень доверия в бизнес-среде нашей гораздо выше, чем в российской или украинской. Это в меня вселяет большой оптимизм. Пакуль будзе перадавацца мікрафон, я б хацеў зрабіць невялічкую рэкламную паузу. Тут вот галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлов прынёс такія значакі. Тут адмыслова на гэтых значаках ёсць такі QR-код. Вы скануеце яго сваім тэлефонам і выходзіце на адмысловы тэст. Беларускі тэст пра тое, як вы ведаеце Беларусь, беларускасць, беларускую мову і гэтак далей. Вельмі цікава, раю прайсці і праверым узровень вашай беларускасці. Спадар Валер, так вот... Я хочу отказать Павлу, если дозволится. Справа в том, что Павел подкреслил, что он как экономист, так, лічыць, что треба больше доверу, и у бизнеса так само. Але не выявил роль в этом национальной идеи. Я хочу сказать, что как раз для этого, для консолидации и нации, и бизнеса нашего, белорусского, вельми важно иметь простую и ясную национальную идею. Потому что мы повинны разуметь, что мы в нашем доме, в белорусском доме, и он у нас один на всех. А мы, значит, одна семья, одна. И я хочу сказать, что для любого бизнеса вельми важно отчувать и разуметь, что ты належишь к этой семье. И когда ты это разумеешь, и когда ты патриот этой семьи, ты будешь поводить себя совсем иначе. Потому что, поглядите, у любой нашей семьи, когда есть повага, есть доверие, и есть разумение и отказность за семью и перед громадством, каждый из нас будет повозить, ну, как кажут в народе, всю семью. Это значит всю Украину, всю нашу экономику, развитие нашей нации. А когда этого нема, то каждый шукает свое счастье поза межами своей семьи. И для бизнеса так само, ему не важно, где он будет размещать свой бизнес. У Беларуси поза межами. И куда он будет накировать свои доходы и так далее, и так далее. И я хочу сказать, что менавіта национальная идея вельми, мая вырашающую роль для формирования такой национально-політичної системи, у якої створюються умови для розвиття, вельми добрі умови для розвиття національного бізнесу. І національна політична система завсёды, і національна держава завсёды підтримує свій національний бізнес, тому що це виключно важливо. Але і національний бізнес завсёды підтримує національну свою державу, тому що він ведає, що держава клопотиться про його, держава допомагає, і це один дом і одна сім'я. Тому розуміння цього вельми важливо для всіх нас. І я хотів би, щоб наш бізнес так само розумів, що він наш національний, родний білоруський бізнес. Дякую. Дякую, спадар Валер. Алана сказала, что у нас поделенное громадство. Зараз прогучали словы, что одна
адзіная павінна быць нацыянальная ідэя. А калі грамадства падзеленае, як одна частка грамадства прыме нацыянальную ідэю, прапанаваную другой часткай, і ці можна неяк так знайсці ідэю, якая аб'яднае гэты раз'яднаны народ? Я хотела еще отказать Валеру, потому что мы тут говорим про семью, да, у меня есть своя семья, да, дома, есть семья ЗБС, есть семья Молодзевого блока, вся Беларусь, в принципе, да, это моя семья. И тут питание, что только на каштовностях, на неких мы не можем полепшить наше життя, да, ось до того добробыту, до якого ми всі імкнемося. Тобто, тільки любві не завсёди хапає. І тут ми говоримо про політичну волю держави і про те, що коли не створені умови для того, щоб розвивалося нормальне громадство, і воно розвиватися нормально не буде. І коли моїх сяброў садяться на сутки, ці хлопців садять на 7 годов у тюрму за те, що вони кинули коктейль Молотова, який навіть не загоревся, на 7 годов і позбавляють волі, коли там дітей садять на великі терміни за кроплю наркотика, ці інші справи, коли регіони не розвиваються, люди там заробляють по 100 рублів. Тут хочется сказать, что у таких умовах складано увогуле жить, и просто на неких семейных каштовностях мы не выйдем. И потребна воля державы. Для диалога потребна не только как бы громадство хотело идти, там, не ведаю, коли мы поділяємо на позицию и там праволадне, наприклад, да, как оппозиция шла на сустрач улади. Не только это потребно. Потребно, как бы улада шла на сустрач и создавала такие умовы. Коли она не будет создавать, не будет той семьи, не будет их сумесных каштовностей и сумесной национальной идеи. Тобто нам треба єднатися, але без волі держави, без волі улади це немагчимо. Я вже забула, що ти спиталася. Я спытаўся, ці можа быць нацыянальная ідэя, якая аб'яднае, вот як ты сама сказала, наше раз'яднанае грамадство? Это суперскладанное питание. Я думаю, что мы все повинны унести в этот клад, да? Я уже сказала, не только оппозиция, но и праволадные чиновники, сама улада, администрация, все. Мы повинны быть отказаны за то, что мы робим, потому что белорусам часто есть такой выраз, что бесконца народ может глядеть на 4 речі. Там, як тече вода, як горить огонь, як працюють інші, і як люди шукають національну ідею. Тобто, коли ти сам не укладаєшся в це, коли ти не намагаєшся адукувати людей, коли ти не адукуєш себе, не розповідаєш про каштовності, про історію білоруську, про наших видатных людей у розных галінах. Калі ты не укладаешься ў гэта, то ты як бы і не будзеш гэтай часткай грамадства паўнавартаснай, ты не зможаш паўплываць. І вось Валер сказаў, што як бы дэпутаты намагаюцца зрабіць наше жыццё лепшым, все ж таки яны дзейнічаюць ад народа. Я думаю, что, я не ведаю усіх, да, я думаю, что у кагосьці есть такое жаданне, але ім перашкаджаюць гэта рабіць. И тут питание, что нават у іх няма механизму, как вырашыць праблемы людей. То бок люди хотят вырашаць праблемы самі, хочуць, каб ім не перашкаджалі, але ім перашкаджаюць нават калі яны меюць нейкую уладу. Таму складана сказаць, як нам до гэтага прыйсці. Грамадства можа толькі єднатися, може шукати ось які кропки, да, сумісні пункти гледження, ось об'єднуватися вокруг наших коштовностей, мови, історичної спадщини, вокруг адукації молоді, вокруг молоді, тому що це наше будущее. Ну і питатися розвиватися, економічно розвиватися, бізнес, щоб розвивався, IT і останні галини. Тому, ось здесь це так. Дякую велике. Я бачу, что тут уже такая дискуссия сапраўдная утвораецца, потому что и Павел так что-то так реагировал, и Франак просил слова. Крылатска, Франак. Я веду, что Павел будет хутчэй супраць Аланы, а я буду падтрымліваць Алану. То, что сказала Алана, это супер важно. Нация, белорусская нация не будет існаваць без свободы. Мы можем, як Лукашенко запустил курс по национальной идеологии во всех школах и университетах, але от этого нация, национальная идея не сформуется. Я бы провел аналогию с хатним гвалтом. Б'е значит любить. Давайте сябраваць, мы одна семья.
Але пакуль мужики будуць біць сваіх дзяцей і жонак, пакуль улада будзе біць сваіх жа людзей, сваіх жа грамадзян, сваю грамадзянскую супольнасць, моладзевы блок, ЗБС, арт-сядзібу, мы не збудуем беларускай нацыі. Таму базавыя каштоўнасці, акрамя беларускай мовы, ідэнтычнасці, Вітаўта, Касцюшкі, Каліноўскага, Дарашкевіча, павінна быць яшчэ каштоўнасць дэмакратыі і свабоды. Базавы набор каштоўнасцяў Еўропы, да якой мы належым. І вось менавіта на гэтых базавых каштоўнасцях і дыялог пачне з уладай, з апазіцыяй фармавацца. Пакуль не будзе гэтага разумення, што свабода і дэмакратыя для нас важна, дыялогу нармальнага не атрымаецца, таму што кожны будзе гнацца у выніку за сваім. Я же должен объяснить, уже как бы старший вопрос года, потому что и у этих молодых девочки, мальчика, которых я знаю давно, некоторых, все-таки они в гражданской войне. Махают руками, давайте мы там плохих накажем и так далее. В любой стране за коктейль Молотова наказывают. Это, слушайте, это другое дело. Вы поднимаетесь, идете в суд и так далее. Просто, понимаете, мы с вами, самая большая проблема белорусов, мы не любим себя. Мы к себе относимся как к какому, у нас все плохо. Это поразительный факт. Скажите, пожалуйста, белорусы любят рыночную экономику? Поднимите руки, кто считает так. А кто считает, что не любят? Вы меня считаете, ребята. Послушайте, Евромонитор говорит, что мы по любви к рыночной экономике вторые в Европе после швейцарцев. Я не люблю, когда белорусские связи, но нас учат великой сцены, на русской мове. Пожалуйста, если вас не затруднит, потерпите, потом вы подойдете, даже можете мне морду набить за это. Заткнитесь, сядьте, пожалуйста, на место. Понятно или нет? Сядь на место немедленно! Ты кто, русский? Ты русский? Мы... Мы спрачаемся про нацыянальную ідэю. У нас у грамадстве вельмі шмат людзей як беларускамоўных, так і расійскамоўных. Я не пойду. Я все равно белорус. Я так не мешайте, это белорус. Нет, это социальный псих. Значит, посмотрите, дальше. Белорусы, бизнес белорусский счастлив или нет? Они себя ощущают? Нет? Вы знаете, опрос наш последний. Как дела в стране? Большинство говорит, ужасно. Как в вашей отрасли? Ну, так себе. А как у вас? Все отлично, прибыль растет. 89% опрошенных предпринимателей сказали, что они счастливы. А в стране знаете, сколько людей сказали, что они несчастливы? 73. Да? Вот какой разрыв. Значит, у нас есть группы, которые могут быть счастливыми в нашей стране. Почему национальная идея? Может, наша национальная идея предпринимательства? Может, наша национальная идея открытия новых пространств, возможностей и созидания всего этого, которое дает ощущение счастья людей? Я не знаю. Я не знаю. А я б зараз хотів дати слово Віталю Гуркову. І Віталь, а як все ж таки реагувати у таких випадках, коли ти кажеш, у мене національна ідея вот такая, там мова, культура и так далее, кто-то на тебе глядит и говорит, да какая там мова, мы там русские со знаком якости, мы там яшчэ что-нибудь. Что галоўнае все ж таки мова, веданне гісторыі ці жаданне зрабіць моцнай, незалежнай і суверэннай сваю краіну Беларусь спочатку, неважно на якой мове, а потом уже будовать все остальное. Ну, мне здаецца, што вось тое, што апошні вы сказалі, што спачатку трэба зрабіць моцную, незалежную, самастойную краіну. Мову і культуру развіваць ужо далей в этой позиции. Ну, просто саботаж. Вось, і
Мне здаецца, што па-першае, да, гэта, канешне же, наш суверэнітэт і самастойнасць. Да? А все астатняе, канешне, трэба рабіць, мне здаецца, цэнтралізавана, таму што, напрыклад, шмат падлеткаў, шмат дзяцей, яны нават і калі не бацькі, яны не ведаюць, навошта ім беларуская мова, навошта яе ведаць. А калі б, напрыклад, без ведання беларускай мовы ты не мог атрымаць вышэйшую адукацыю, ну, тады ўжо было адразу ўсё больш ясна в гэтай пазіцыі. Дзякуй вялікі. Желание зрабіць рэпліку ёсць у каго? Не, тады я задам наступнае пытанне. Спадар Валерый, все ж таки агульны дом, про які вы кажаце, за які мы павінны ўсе яднацца. І вот я гэтае пытанне яшчэ раз пераадрасую. Калі все ж таки вот мы сёння скажем, мы фармулюем нацыянальную ідэю, на якой мове мы ее формулюем с уликом того, что у нас... Вот выйдите на улицу, не в этой зале, выйдите на улицу. Колькі людей будзе говорить по-руску, разумеючи беларускую мову, но говорить по-руску. Вот для іх, каб яны зразумелі лепш то, што мы хочам ім данесці сваёй ідэі, на якой мове трэба фармуляваць гэтую нацыянальную ідэю і пад якім сцягам нам гэтую ідэю трэба несці до людзей. Я уже казал, что все ж таки гэты дом, белорусский дом, его здобыли и отбудовали наши продки. И тут завсёды не было проблем, а наоборот. Мы жили в мире и сябравалі один з адным. У нас, калі паглядзець на гісторыю, наши князі запрашалі, напрыклад, татар для того, каб разам з імі абараняць сваю дзяржаву. І пад Грунвальдам татарскі полк сыграў вельмі важную роль у дасягненні перамогі над орденом. Вітаўт запрашаў яўрэяў з усёй Еўропы таксама для того, каб умацаваць сваю дзяржаву. Тут жили русские и жамойты в той час, и Литва гістарычная. Может, есть тут. Не было Русіны, не было ніколі пытання, так? Міжнацыянальнае пытання не было. И не будет, потому что белорусский народ, он, ну, вельмі гостинный, толерантный, как мы кажем, так? И добро ставится до всех культур. Белорусская культура, она вельмі доброзычливая в этом сенсе. И тому, и мы повинны разуметь, что таки дом, який нам оставили наши продки, мы повинны его заховать и передать нашим детям и внукам, будущим поколениям. И тому, конечно, национальная идея, она перш за все, потому что титульная нация, тут, белорусы, так, это их родина, перш за все. Але это родина и всех других наций, народов, которые тут живут. И тому белорусская идея, национальная идея, она повинна звучать, перш за все, конечно, на белорусской мове. Але она повинна звучать и на татарской, и на идиш, и на русской, и на других. Але вельмі важно, каб другие, представники других наций, народов, которые живут в нашем доме, в нашей семье, поважали нашу историю, нашу культуру, так? И разумели, что все мы снова одна семья. Мы повинны один до одного ставиться вельмі поважно и разуметь, не делить один одного. И, конечно, никакой войны тут не может быть и не повинно быть. Вот что я хотел бы сказать. Ну, отказ сапраўднага дипломата, скажем так. Итак,
Ну, коротко можна сказати, що то, о чим ми казали до гэтага, то бок незалежнасць, моцная дзяржава, гэта все павінна будавацца на мове, ну, не рускай, беларускай, татарскай, а на мове, па-першае, дабрыні, узаемапавагі, і неважна, якая гэта мова будзе. А потым ужо все астатняе дадасться. Дякую, я згодны з Віталём. У нас у праграме, калі мы яе вядзем, госць адзін, а вядучых два. І я вот як бы так ролю добрага паліцейскага выконваю, а Максім выконвае ролю злога паліцейскага, ён задае такія каверзныя пытанні. Максим, есть что спытаться такое вот, ну вот, как узрушить и залу, и, может быть, и нашу пути? Ну, во-первых, в общем, все мои вопросы обычно они заключаются, ну, я как подхожу к гостям, как к дьяволу, и спрашиваю, а точно ли есть у тебя национальная идея, а точно ли ты белорус? Вот, как правило, люди смущаются, начинают что-то отвечать, в общем, в этом весь драйв программы. Вот. Я, наверное, скажу один раз, а потом замолчу. Вообще, зачем я здесь присутствую и какой смысл моего присутствия здесь? Суть в том, что, на мой взгляд, одно из самых приятных переживаний, которое может быть у человека, это присутствовать при рождении нации, при рождении народа. Когда люди, которые не доверяют друг другу, которые ссорятся друг с другом, которые, в общем, смотрят в разные стороны, начинают вдруг по какому-то вот, из-за какой-то магии, да, по какому-то волшебству, начинают объединяться, начинают согласовывать друг с другом свои действия, начинают размышлять о том, кто они, приходить к общему знаменателю. Как-то вот, и вот этот процесс, да, рождения нации, если ты рядом с ним находишься, ощущение, ну я не знаю, как это радуга, это какой-то весенний дождь, это шторм, это вот какая-то невероятная картина. И когда ты на нее смотришь, ты не можешь, или как вот закат солнца, или восход солнца, ты смотришь на нее, любуешься и понимаешь, что, в общем, ты не можешь прекратить этим любоваться, настолько это замечательно и хорошо. А в свое время я посмотрел, где еще в Европе я могу пережить вот эти ощущения, где будет нация, на которую можно будет смотреть, которая будет у тебя на глазах рождаться. Выяснилось, ну, как бы так, если я посчитал, что Беларусь это последняя. То есть, в общем, я мог бы это увидеть в 19 веке в Словении, в конце 18 века в Венгрии. Я мог бы это увидеть, наверное, во второй половине 19 века в Украине. То есть везде это все произошло. Это произошло в Эстонии, это произошло в Норвегии, это произошло в Латвии, даже у латышей произошло. Последний, у кого нация не родилась, последнее место на земле, где, в Европе, где люди не договорились друг с другом о себе, о своем прошлом, о своих планах, о своих общих планах на будущее, это Беларусь. И вот сейчас вы сидите здесь, общаетесь друг с другом, может быть, даже спорите. Не может быть даже спорите, а точно спорите с друг с другом, не соглашаетесь. Но тем не менее, у меня ощущение, что нация рождается здесь и сейчас, в момент вот этого диалога, в момент диалогов, которые происходят за стенами этого здания и так далее, и так далее. И в общем, я, наверное, дальше продолжу молчать, но я буду молчать, испытывая невероятное удовольствие. Вам его не понять, наверное, потому что вы внутри процесса, а я снаружи. Вот. И, в общем, вы продолжаете вот то, что вы здесь делаете, а я продолжу это смаковать. Это очень вкусно, это замечательно, это наполняет меня восторгом. Ну, а мы тогда працягнем абмяркоўваць і дадзім новыя прычыны для атрымання восторга Максима Горюнова. Паколькі тут уже стаяць у нас за спиной, намекаючы, что нам хутка завершаць свою программу, я все ж таки хочу вернуться до пытання, якое я заўсёды задаю нашим гостям напрыканцы праграмы. Калі я кажу, так ці можете вы, скажем, вот паважаны гость ці гостя, сфармуляваць свое бачанне, свою нацыянальную ідэю, якую мы могли бы прапанаваць іншым і далей уже працягваць абмеркаванне. Таму, калі ласка, ваша национальная идея, господар Валерий Воронецкий, национальная идея, у адпаведнасці з якой живете вы и хочете, как
можа быць, прынялі і жылі усе астатнія? Я уже сказал про свое бачение. Я упевнений, что национальная идея наша, белорусская, могла быть наступной. Беларусь як лепшее место для життя, творчости и працы. Лепшее место для всех, кто тут живет. Мы сами, своими руками, своими талантами, своим разумением свету, своей философией, мы можем и повинны створить свою Беларусь, лепшую Беларусь. И как бы наши соседи глядели на нас, может радовались, может допомагали, нехто может кто зайдрось, але головне, как наши дети разумели, что это лепшее место для життя, творчества и працы. Беларусь лепшее место для жыцця. Вот такой национальной идеей жыве депутат Палаты представников Валерий Воронецкий. Ну, конечно, раз идея, значит, имкнемся до этого. Франак ухапіў мікрафон, будет формулировать свою. Памятаю, калі хто глядзеў... Я падтрымаю то, что мы тады говорили. Да, я чакаю. Ты чакаешь, добра. Идея беларуская — гэта секс. Гэта супрацьлегласць чаму савецкаму, замшэламу, гнілому, олдскульнаму. Сексі, сучасна, модна, папулярна. Нездарма Беларусь заўжды прыцягвала найлепшых мастакоў, творцаў. Вось недавно была спрэчка ў інтэрнэце пра Марка Шагала. Але Марк Шагал і ўся, ў прынцыпе, віцебская школа прыцягвала тым, што это было круто належыць да віцебскай школы мастакоў. Тое самае цяпер, беларуская мова, гісторыя, прыналежнасць да гэтых тусовак, да арт-сядзібы, удзел у мова-фэсце, гэта павінна быць прэстыж, гэта адзнака якасці. Гэта павінна быць круто, потому что беларуская гэта па сутнасці не агрэсіўная. Вот то, что Віталь казаў, размаўляем беларуску, так кажуць Віталю, яму непрыемна. Беларуская не павінна быць агрэсіўнай. Беларуская мы даем что-то круто, что мы бачым класная беларускамоўная хлопца ці дзяўчыну. Яны гавораць шчыра, гавораць кожны дзень. Яны робяць класныя рэчы, і мы хочам на іх быць падобныя. І вось гэта і сфармуе тое, што мы калі-небудзь будзем называць беларускай нацыяй. І гэта ўсё залежыць ад нас. Галоўнае, давайте быць беларусамі штодня, а не толькі 21 лютага. Дзякуй. А коротко, вот калі як слоган такі вот, можешь вот сказать? Беларуская гэта секс. Беларуская гэта сексі. Так. Алана? Ну, мы уже на программе обмерковывали это, я так и не смогла сказать, ну, короткое значение того, что я думаю. Франак подказал, ты протягнешь? Не, я хочу потрымать, ну, просто потрымать то, что сказал и Франак, и Валер, потому что мне здаецца, что все ж таки Беларусь — это супер крутая краіна, лепшая для меня, не ведаю, як для вас, спадзяюся, что для вас так само, раз вы тут. Как бы есть шмат причын, чаму можна адсюль з'ехаць, да? І магчыма, дзесьці там ёсць і больш вялікія грошы, можна пабудаваць свой там салон, бізнес лепш. Але гэта наша радзіма, і тут ёсць шмат плюсаў. Я думаю, што нам трэба развівацца і імкнуцца да таго, каб Беларусь была сканцэнтравана на высокатэхналагічных розных новинках, да, неких продуктов крутых, и чтобы мы сприяли з'яўленню іх, кожны з нас. Каб у цэнтры ўсяго была моладзь, тому што моладзь — гэта рухавік грамадства, і трэба укладаць моладзь, адукаваць яе, не там гаварыць, што яна глупая, не экспертная, яшчэ што-небудзь, а наадварот падтрымліваць, тому што гэтыя людзі будуць праз 10-20 гадоў, калі не будуць уже гэтых аўтарытарных перашкод, назовем так гэта, будзе больш-менш, я думаю, дэмакратычныя змены, моладзь будзе развівацца, і яна будзе рэфармаваць гэту краіну. І апошняе — гэта не забываць сваёй спадчыны, быць сапраўдным беларусам у душы і ў жыцці, памятаць гісторыю, спрабаваць, не абавязкова, але спрабаваць гаварыць на мове, не забываць яе і, конечно, шанаваць гісторыю, памятаць і распавядаць сваім дзецям, сябрам, знаёмым, бацькам, усім. Дякую, вялікі, Алана. Павел, просыпайтесь.
Я говорю, что я не понимаю, что такое одна идея белорусская. Можем говорить о белорусских национальных чертах. И самое то, что меня сейчас увлекает, это признаки наличия самостоятельности, неимитационности мышления в бизнесе и в некоторых других группах, которыми мы занимаемся. И я думаю, что это очень нас отличает от Украины и России. Именно поиск собственных решений, скажем по-другому, нет авторитетов, собственное видение, собственный подход. Вот то, что сейчас проявляться начинает, меня это очень увлекает. Виталий. Ну, як тут уже было сказано, что Беларусь это суперклассная країна, але для усіх, окрема беларусаў. Вось мне хотелось, каб мы гэта змянілі. І як гэта зрабіць, ну, попросту перестать скардзіцца і пачаць дзейнічаць. І правильная думка была, каб зрабіць і папулярызаваць нават і мову, трэба ставіцца з павагай, асабіста нават да самого сябе. Вось, і з гэтага трэба пачынаць. І мне здаецца, вось такая павінна быць ідэя, каб Беларусь была класная краіна для ўсіх і для беларусаў таксама. Дзякуй вялікі. Ведаеце, вот калі я напрыканцы праграмы задаю гэтае пытанне, сфармулюйце сваю нацыянальную ідэю, як вы яе бачыце, пажадана коротка, госці звычайна коротка не атрымліваецца ў іх. Вот заўсёды вот так вот. І апошнім слова звычайна бярэ Максім, які кажа: я вас зразумеў, гэта гучыць вот так, і 3 слова кажа. Зараз вот з пачутага можаш таксама так сказаць? Калі я зразумеў вас правильно? Наверное, это будет вот то, что говорил Франк: make Беларусь sexy again. Ну, как бы вот как у Трампа, только по сексу. Дзякуй вялікі. Такім чынам, я яшчэ раз нагадаю, вось тут вось значыкі з QR-кодам, і там вельмі цікавы тэст. І яшчэ раз, нацыянальную ідэю на Еўрарадыё мы шукаем ужо фактычна 2 гады. За гэтыя 2 гады у нас у гасцях, яно выходзіць шточацверг, было каля 70 чалавек, можа нават крыху больш. Як мінімум чалавек 10-15 з былых удзельнікаў гэтай праграмы я бачу тут у зале. І думаю, што прыгледзім сабе яшчэ як мінімум столькі ж, каго хачу запрасіць на гэтую праграму. Мы працягваем шукаць, намацаваць, прамаўляць беларускую нацыянальную ідэю, і я спадзяюся, што у вынічнай сексуальнай будучыні. Дзякуй вялікі ўсім. Валерый Варанецкі, Франак Вечорка, Алана Гебры-Мар'ян, Павел Ганейка, Віталій Гурков, Максим Арнов і Змітер Лукашук. Шукаймо нацыянальную ідэю разам. Дякую вялікі ўсім удзельнікам і вядоўцам. І яшчэ одна гарячая дыскусія у нас адбылася пра нацыянальную ідэю на Мова-фесце 2020. Вельмі файна, што вы тут знаходзіцеся в гэтай вялікай зале, але у нас таксама ёсць багата актыўнасці. Пачалося. Значкі з QR-кодам ад Еўрарадыё зараз будуць біць все рэкорды папулярнасці. Да рэчы, раз уже сказаў гаспадар Зміцер Лукашук пра сваю праграму, таксама хачу прарэкламаваць яшчэ одну праграму. Вось Павел Свердлов тут падыходзіў, і мы разам з ім вядзем такі падкаст «Культурная сядзіба» о 12 гадзіне ў панядзелак. Глядзіце, слухайце, выходзім у жывым эфіры, таму без цэнзуры, без купюраў, размаўляем пра культуру і не толькі. Ну, а зараз я ўжо узгадаў, што у нас багата актыўнасці ў базах гэтай вялікай залі. У малой зале вельмі шмат розных пунктаў актывацыі для дзяцей, для дарослых. Можна падгуставаць розныя гатункі кваса ды піва ад нашага генеральнага спонсора
Авіварыя таксама шанаваць беларускую гісторыю разам з Авіварыяй. Можна набыць на кірмашы сабе той беларускай прадукцыі. Можна таксама выйсці на вуліцу, бо там таксама у нас пляцоўка «Смачна ў роце». Таксама зараз адбываецца канцэрт народных калектываў. Ну, а зараз для ўсіх тых, хто мысляць «Мова фест», і ёсць у нас першы складнік — гэта мова. Вы можете падняць зараз рукі, хто размаўляе па-беларуску стала ў жыцці? Цудоўна. Хто вельмі хоча? Таких нема, цудоўна. А хто толькі робіць першыя крокі у вывучэнні беларускай мовы? Таксама ёсць там людзі з задніх шэрагаў, таму я вас асабіста запрашаю падыходзіць бліжэй, сядаць, займаць свободныя месцы, якія ў нас прысутнічаюць. Зараз абыслова для вас будзе зроблена прышчэпка беларускай мовы ад слыннага вядомага мовазнаўцы Вінчука Вячоркі. Давайте павітаем яго на гэтай сцэне бурнымі аплодысментамі. Вінчук Вячорка — мовазнаўца, супрацоўнік Радыё Свабода, і я думаю, ну, бадай, што ўсе глядзяць ягоныя моўныя, як яны называюцца, карацелькі, прабачце. Не карацелькі, карацелькі. Глядзяць сторысы ў інстаграме, таксама слухаюць падкасты. Таму перадаю вам слово. Вінчук Вячорка на Мова Фесте. Аплодисменты. Дякую. Добрый день, добрый вечер, темновато тут, дорогие сябры. Я, як бачыце, без пігулак, без фельдшерскага рыштунку, без шприцов собраўся вам рабіць гэтую прышчэпку. Думаю, што галоўнае, што нам варта цяпер зрабіць, каб быць прышчэпленымі беларускай мовай, гэта пазбыцца прышчэпак супраць яе, якімі нас рэгулярна шмат гадоў і шмат пакаленняў прышчаплялі. На жаль, нам давядзецца пабыць хамелеонамі. Гэта значыць, адным вокам пазіраць на мяне, калі захочаце, а другим вокам на вунь той экран, на якім я падрыхтаваў розныя патрэбныя для звагаў карцінкі, таму і сам, напэўна, стану тут, каб бачыць, што там, ці хоць што-небудзь відаць. І ці можна ярчэй зрабіць. А хто адказны за асвятленне ў зале, ці можна зменшыць, ну, скажам, тут колькасць лямпаў, каб было відней там. Гэта рэальна? Если что, я тут. О, выдатна. Ну што ж, вось гісторыя папярэдніх прышчэпак. Гэта графік усіх перапісаў, якія ў нас з канца 19 стагоддзя бывалі кожныя 10 гадоў. І перапісы гэтыя паказваюць колькасць людзей, якія называлі беларускую мову роднай. Унізе чырвоная лінія — гэта усе насельнікі Беларусі у розных яе межах. Верхняя сіняя — гэта этнічныя беларусы, якія крычылі роднай мовай беларускую. І вы бачыце, што ў пачатку 20 стагоддзя ішоў упэўнены ўзрост нават усплёск колькасці тых, хто лічыў беларускую мову роднай. Скажем, у 30-е гады, это такое рэха адраджэння 20-х гадоў, 97% этнічных беларусаў называлі беларускую мову роднай. 97%. Пытання няма. Ты беларус, значит, для цябе родная мова беларуская. А потым кожныя 10 гадоў упэўнены спад уніз. 5, 6, 7% кожныя 10 гадоў людзі адмаўляліся ад беларускай мовы як роднай. І раптам цуд, паварот. У 90-е гады крывая, якая паўзла ўніз, пачынае хайквола, але падымацца ўверх. Гэта час, калі беларуская мова была адзінай дзяржаўнай, калі яна вярталася ў сярэднія школы і галоўнае ў вышэйшую адукацыю, у прафесійную сферу, у дзяржаўнае жыццё, у дакументацыю, у мас-медыя. А самы апошні кавалак — раптоўны спад на 20%. Это вынікі папярэдняга перапісу. На жаль, учора мы ўсе чакалі, што нам скажуць, колькі ж нас такіх беларускамоўных цяпер, але адклалі абвяшчэнне гэтых вынікаў чамусьці да верасня. Так вось такі спад, як мы назіраем,
с 2000 по 2009 год на 20%, колькасці тых, для каго родная мова беларуская, это беспрэцэдэнтна і для Европы, і бадай для свету, каб пакаленне нават не прайшло, а людзі так памянялі мазгі, языкі і сваё моўнае усведамленне. Ну, ясна, што гэта кан'юнктура, прыстасоўваўся наш народ да павеваў, да флюгераў, так сказаць, якія круцяцца. Але, можа быць, адной з прычынаў ведаеце, што было? У папярэдніх жа перапісах пыталі проста, якая ваша родная мова? А ў апошнім раптам спыталі так, якая ваша мова родная, у дужках, мова, якой з вамі гаварылі ў раннім дзяцінстве ў маленстве. І людзі пачалі задумвацца, а сапраўды, а якая тая мова, якой з імі ў маленстве гаварылі? Можа быць, яна не зусім беларуская, а калі не беларуская, то і родная тады не можа быць беларускай. Так вось, штука ў тым, што ў Беларусі такое пытанне так фармуляваць нельга. У нас некалькі пакаленняў прайшлі прышчэп ад беларускамоўнасці, калі людзі пераязджалі з беларускай вёскі і мястэчка ў вялікі горад, спрабуючы прыстасавацца да мовы гэтага вялікага гораду і, галоўнае, да мовы ўлады гэтага вялікага горада. Колькі ёсць гісторыі, як дзеці беларускамоўныя прыязджалі паступаць у інстытут, а з іх смяяліся, таму што яны на экзамене па матэматыцы казалі «вытворная» і так далей. То нічога дзіўнага, што ўжо іхныя дзеці ад іх беларускай мовы не чулі. Это пакаленне, можа быць, 60-х, 70-х гадоў, пазнейшыя пакаленні толькі ад бабуляў і прабабуляў маглі тую мову чуць. Яна пераставала быць матчынай, але не пераставала быць роднай. Это раз. Прызнавайма беларускую мову роднай, нават калі нас на ёй не гадавалі ад маленства. Нашых бацькоў затое на ёй гадавалі. Наших дзядоў затое на ёй гадавалі. Это наша сямейная мова, а значит родная мова. Другое. Скажите, калі ласка, калі ў аўтобусе вас спытаюцца, вы на следушчай выходзіце, якая гэта мова? Яшчэ варыянты? Іншых варыянтаў не чую. Беларуская трасянка і нават наркомаўка. Не, наркомаўка гэта правапіс. На правапісе не размаўляюць, ім толькі пішуць. Так што это не варыянт адказу. А вось гэта што за мова? Вона зовсім хвора, а вона все пробує ходіти і все робіти. А вона все пробує ходіти і все робіти. Що гэта за мова? Это тураўскі дыялект. Это адзін з многіх дыялектаў, гаворак, якімі гавораць традыцыйна вякамі беларусы у сваіх родных мясцінах. Так вось, дарагія сябры, па-першае, усе варыянты дыялектнай мовы, якія ў нас ёсць, это ніякая не змешаная мова, як часам кажуць. А як вы гаворыце? Да мы, сынок, так гаворым, слово рускае, слово беларускае, смешаны наш язык. Або слово рускае, слово беларускае, слово украінскае. Або слово польскае яшчэ прыплятуць. Не. Усе дыялекты, з якіх складаецца беларуская мова, складае беларускамоўная прастора, складаюць беларускую мову. І нават вы на следушчай выходзіце, і нават спічкі. Ну скажите, кто з тых, хто прыехаў до нас з Москвы, можа вылавіць спічкі? Да яны нават не зразумеюць гэтае слово. Калі да іх курэц, скажем, звернецца з цыгарэтам, што ён хоча. Калі змешанае маўленне, а яно ёсць, змешанае маўленне ў гарадах, у аснове сваёй фонетычна гукамі беларускай, інтанацыя беларуская, толькі чалавек насычае яго расейскімі словамі, усё адно ён дэ-факта беларускамоўны. І таму не слухайце, калі ласка, сацыёлагаў, калі яны вам гавораць, што ў Беларусі, маўляў, на іхныя анкеты адказалі толькі 3%, што яны гавораць па-беларуску. Это адказалі тыя 3%, якія гавораць правільнай літаратурнай мовай, школьнай, альбо той, якая раней у радыё была. А астатнія, 10%,
гавораць як умеюць, але не па-расейску. Это в соседней России человек будет говорить по-архангелогородски, там, по-тамбовски, але все одно он ведает, что это русский язык. У нас трошки не такая ситуация. Фоном есть российская мова, якая всюди проникає, але яна не здолела выбить з нас все ж таки до решти беларускамоўнай основы. Теперь я паспрабую перагарнуць пультом, які мне далі слайд. Ёсць. Гэта так званая перавернутая піраміда. Зверху працэнт тых, хто назваў роднай мовай беларускую, потым колькасць школаў, садкоў, кніг, якія выдаваліся, вышэйшай школы, сярэдняй спецыяльнай адукацыі на беларускай мове, звесткі трохгадовай даўніны. Калі я гэтую дыяграму паказваў, скажам, немцам, іншым іншаземцам, яны дзівіліся, яны не давалі веры, што так можа быць. І пыталіся, может быть, те люди, что отказали, что их родная мова белорусская, ну, трошки, как бы, усили, перебольшивали. Ну, давайте проверим сами себе. Скажите, коли ласка, как называется объем, поглядите на меня, объем ягод, какие я хочу купить у бабули на рынку? Жменя, так. А как это по-русски? Значно меньше голосов, якія вспомнили гэтае русское слово. Погодитесь, что нават гаворачы по-русски, вы все равно скажете «жменя». Так ці не? Абсолютно. А як называется прилада, якой у школе трэба стирать неправильно написанное оловком? Стирка, добра. А по-русски? Стерка, ластик. Ну, фактично я подказал. Так вот, уявите себе, что нават на сайте Министерства эдукации по-русски написано, что родители должны давать детям 2 стирки. Если мы переконаны, что по-русски тоже должно быть так. А теперь на экран поглядите. Он думает, что говорит по-русски. Там целый великий перелик словов, якія мы не в предмет уживаем у своим российским маўленні, але яны выдаюць нас адразу с потрохами. И это не только пресловутая шуфляда. Это, скажем, выраз «ни в коем разе», по-русски надо говорить «ни в коем случае». Это вымовление «часы», «Япония» и так далее. И «яичница», по-русски надо говорить «часы», «Япония», «яичница». Это «незграбный», это «ляснуться», это «мне мулит». І гэтак далей, і кожны можа, напэўна, сам, хто зацікавіцца гэтым, успомніць, колькі ён у сваёй быццам расійскай мове ўжывае такіх беларусізмаў. І прыехаўшы ў якую-небудзь Москву, не паспее разявіць рот, як яго адразу ідэнтыфікуюць і скажуць, адкуль ты прыехаў. Дарэчы, і слова «капец», і слова «гамон» таксама чыста беларускага паходжання. І, дарэчы, абсалютна прыстойныя, цэнзурныя, і я заклікаю выкарыстоўваць гэтыя словы у самых нават цяжкіх жыццёвых сітуацыях, а не пераходзіць на чужую і непатрэбную нам, у прынцыпе, лайку. Так што беларуская мова з намі. Цяпер, што да багацця розных моваў і здольнасці іх апісваць навакольны свет. Перакладзіце на беларускую. Масло сливочное, масло подсолнечное, масло смазочное. Калі ласка, хто першы назаве ўсе 3? Але, так, добра, дзякуй. Так, будем лічыць, што гаспадар пералічыўся першае. Так, пасля падыдзеце да мяне. Так, той, хто першы дасканала назваў. Абсолютно правильно. Масло. Гэта толькі той цвёрды прадукт, які вырабляецца з малака альбо вяршкоў. І слово вяршковае альбо сметанковае для нас лішняе просто. Алей. Усё, што расліннае. Ну, дарэчы, нават пальмавы ўсё адно будзе алей, хоць ён цвёрды. Ну, алівы это разнастайныя тэхнічныя, тыя, што якімі змазваюць, якія заліваюць і гэтак далей. 2 апошнія словы, алей, аліва лацінскага паходжання, але это вельмі даўнія пазычанні. Ясно, што бывае наадварот.
калі ў расійскай альбо ў іншых мовах нейкая з'ява описывается 3, 4, 5 рознымі словамі, а по-беларуску толькі адным. Это не значит, что беларуская багацейшая, але кожная мова багатая по-свойму. Ідзем далей. Не слухае мяне. О! Хуткае сілкаванне. Пра што гэта? Падыміце руку, хто першы ведае, калі ласка. Пра міліцыянтаў, не зусім, калі ласка. Так, тэхнічнай прылады, дзякуй, абсалютна правільна. Гаворка ідзе пра, як правіла, электрычнае сілкаванне, батарэі, там ці стацыянарнае нейкае. Значыць, гэта нешта пра гаджеты. А пра прыём ежы, пра яду мы скажам, безумоўна, харчаванне. У расійскай мове і тое будзе пітанне. Мараль з гэтага, я да яе дабяруся. Не заўсёды верце Google Translate. В сэнсе, для тых людзей, якія пасля паўзы у некалькі пакаленняў спрабуюць перайсці на жывую беларускую мову, Google Translate можа быць кепскім дараднікам. Да што мяне не слухае гэты гаджет, відаць, сілкавання не хапае. Ой, сябры дарагія, а хто сядзіць там за флешкай? Можаце рукой перагарнуць. О, дякую. Ой-ой, назад. Ага. Так что не збядняйма беларускую мову при дапамозе Google Translate. Калі по-расейску оказался в неизвестном городе, оказался дилетантом, оказалось, что ситуация не такая хорошая, по-беларуску мы выберем 3 розныя словы для ўсіх гэтых словаўжыванняў. Калі ідзецца пра тое, што чалавек змяніў месцазнаходжанне, оказался в автомобиле, оказался в другом городе, оказался в космосе, опынуўся в неведомом городе, в автомобиле, в космосе и так далее. Але калі гаворка ідзе, што праявілася нейкая ситуация, нейкая рыса, то мы выкарыстоўваем слово «оказаться». На жаль, мой сябра оказаўся дилетантом. Ні ў якім разе не апынуўся. Апынуцца можна толькі пры дапамозе якой-небудзь там транслокацыі ў краіне дилетантаў. Апынуўся ў краіне дилетантаў, таму што аказаўся дилетантам. Ну і выявілася, што сярод маіх сяброў, на шчасце, дилетантаў меншасць. Так что вы апынуцца, оказаться, выявіцца. Google Translate зло. Доказ. Перагарніце, калі ласка. Калі ласка, адгадайце, якая фраза по-руску была уведзена ў Google Translate, які вывеў нам сказ: лопаются нырки и распускаются клейкие аркушики. Так, и распускаются почки и листочки. Так, но пусть лишить, что вы вышимаете, за вами Спадар отказал перший. Добро? Сапраўды, Google Translate, калі забіць туды слова почки, выдасць вам толькі ныркі у якасці першага выбару. І задаць лісточки альбо лістики, ён выдасць аркушыкі. Калі я бачу гэты жудасны сказ, мне ўспамінаецца фільм жахаў, я іх не так шмат глядзеў, адзін з ранніх серый «Чужие». Калі памятаеце, што гэтыя касмічныя істоты, такія кузуркі чужыя, адкладаюць у цела чалавека там нейкае насенне, значит, тады з яго там вылазят нейкія лічынкі, карацей, вот лопаются нырки и распускаются аркушики. Прошу пробачения. Это прищепка от Google Translate, дорогие. Идем далее. Перакладзем на беларускую. How are you? Як маецеся? Так, добра, маем пераможцу. Як маецеся, залежна ад таго, да каго мы звяртаемся. Добра. Далей. А як почуваєте? Ідзем далей. Як по-беларуску з лёгкім парам? Лёгкі дух. Так, маем адказ. Калі ласка, перагарніце.
лёгкі дух. Сапраўды, на жаль, вельмі часта мы механічна перакладаем такія традыцыйныя выразы, якія ў кожным народзе маюць шматвекавую гісторыю і часта стасуюцца з нейкімі нават рытуаламі. Мы іх механічна тым жа гуглем паслоўна перакладаем. Так што, ну правільна, пар па-беларуску пара жаночага роду, але з лёгкім парам нельга перакладаць з лёгкай пары, бо маем свой выраз. Мораль. Не калькуйма. Глядите, как дела? Як маешься? Дело в том, что речь у тым, что, ну, альбо штука у тым, что, ну, калі ж неформально говоришь. Ясное дело, речь вядомая. То ли дело, іншая речь, что? Какое тебе дело? Что тебе до того? Так что, як бачите, и на самом деле, по правде, сапраўды, насамрэч. Як бачыце, у расійскай мове слова «дело» вельмі пашырана і прысутнічае ў мностве вось такіх жыццёвых выразаў, пабочных словаў, эмацыйных, менш эмацыйных. А ў беларускай, аказваецца, не так. Не можна гэтыя ўсе выразы перакладаць пры дапамозе справы. Мы тым самым спядняем нашу мову, у чым вы можаце пераканацца. Кожны выраз арыгінальны і унікальны па-свойму. Ідзем далей. Часам у адрозненні моваў караніцца рознае іх цывілізацыйнае развіццё, розная, як бы это сказаць, прыналежнасць. Ну вось Скарына, напэўна, мог сказаць пасля удалай прэзентацыі новага накладу Бібліі: «Мне чарку акавіты». Что такое акавіта? Горелка. Откуль такое слово? Вода, вода жыцця. І Скарына, які бездакорна валодаў лацінскай мовай, як і ўсе адукаваныя людзі таго часу у Беларусі, натуральна мог ужыць гэты лацінізм. Роўна як і лацінізм акуляры, як і лацінізм які-небудзь там пляны, як і фэлюм, калі, скажам, аддаваў ці жаніў сваіх дзяцей. У беларускай мове болей лацінізмаў, чым у суседняй расійскай, таму што там лацінскую мову не вучылі. Пашлі далей. Калі не ведаць такіх асаблівасцяў гісторыі беларускай мовы, можна ўляпацца у непрыемную сітуацыю. Калі маркетологі, якія завозяць на наш рынок новы тавар, не думаюць, што на гэтай зямлі людзі, акрамя расійскай, ведаюць беларускую, то бывае смешна. Вось Versace вывели на наш рынок новый запах от Versace под назвай Vanitas. Ну, видать, кіруючыся тым, што в ангельскай мове vanity – это пыхлівасць, это непатрэбны гонар, штосьці такое з прэстыжным жыццём звязанае. Але яны не ўлічылі таго, што на беларускае вуха корань, ну, ваніты, ванітаваць, ён мае іншае, такое медычнае значэнне, звязаны з разладам страўніка. Так што давялося ім, дарэчы, пісаць, тлумачыць, што так рабіць нельга. Такія праколы бываюць не толькі з беларускім рынкам. У расійскай мове ваніты няма слова. Няма такога слова. Ну там воняе, там быццам графічна трошкі іншае. Але так, я згодны, што і з расійскім рынкам пэўныя праблемы, але з беларускім рынкам яны ўсё ж такі трапілі ў прыгоду. Пайшлі далей. Гэта пералік словаў, я не буду ўжо на іх запыняцца, якія ў беларускай мове германскага, а ў расійскай мове цюркскага паходжання. Это вельмі цікавая ілюстрацыя таго, словы, звязаныя з рынкам, гарадскім самакіраваннем, эканомікай, тэхнікай. Вельмі цікава, як два народы чэрпалі гэтыя крайне важныя словы з двух розных цывілізацыйных арэалаў. Вот сапраўды куфар, сундук, рынок, базар, грошы, деньги. Як бачыце, жыццёва неабходныя штодзённыя словы. Казалася, што ўсё ж такі выяўляецца, што наша мова цяжэе, з гэтага еўрапейскага арэалу, дзе народы абменьваліся лексікай. А ўсходнія суседзі да гэтага арэалу гістарычна не належалі. Далей. Часам даўняя гісторыя народу, у тым ліку дзяржаўная,
проявляется у традиционных назвах, скажем, гульня. У тех же самых шахматах фигура ферзь, назва персидского походження, у российской бытовой, так сказать, мове непрофессионалов зовется королева. И дети звычайно дивятся, а чему королева наимацнейшая фигура. А традиционная белорусская народная назва этой фигуры гетман, до речі, цалком відповідає візеру гэтаму персидскому, выдатно нам усё тлумачыць. Польны гетман, кіраўнік войска, галоўны вайсковод. И все становится на свое место. Наша ВКЛовская история у назвах шахматных фигур. Далей. Як правильно, я маю ці у мяне ёсць? Думаете, я маю. Так, яшчэ думкі? Будь ласка. Абодва варыянты, яшчэ думкі? Безумоўна, абодва варыянты правільныя з пункту гледжання сучаснай мовы. Вы не зробіце памылкі, сказаўшы, там, я маю шчасце, ці у мяне шчасце, ці я маю кнігу, у мяне кніга. Аднак, калі мы пачынаем капацца у гэтай тэме, пачынаем задумвацца, то не ўсё так проста. Глядзіце, я маю дом. Вспомним со школы, что такое дейник, выказник, дополнение. Где тут дейник? Кто активный субъект? Я. Что я роблю? Маю. Дом – это дополнение. Я, уласник, маю дом, значит, свое право власности таким чином реализую. А у меня есть квартира. Где тут дейник? Квартира чомусь дейник. А выказник? Ёсць. Кватэра ёсць. А я тут увогуле прычым? А я тут дополнение, а я тут сбоку стоял. Мимо проходил, як той казал. И по правде кажучи, у гэтых дзвюх синтаксичных формулах коронится глубокая цивилизацийная картина свету. Ставление до уласности, тым ліку до приватной уласности. И все мовы свету делятся паводле гэтага крытера на две группы. Габере, ну, по-латинску медь, и эссе, по-латинску быть. Усе европейские мовы, нават калісьці мелі формулу быть, ёсць, у мяне ёсць, цяпер маюць формулу я маю. I have a dream, I have a book, ich habe ein Buch, mam książkę. Аж курю книга на розных мовах, розных сем'ях, вам цяпер кажу. Так, як і по-беларуску. Я маю книгу, я маю дом, зямлю і коня. А ў расійскай мове закансервавалася вельмі старадаўняя формула адчужанасці ад уласнасці. У меня есть. В сэнсе, я тут сапраўды збоку. І расійскія культуролагі робяць з гэтага вельмі глыбінную выснову про адметнасць рускай цывілізацыі, якая, маўляў, не культывуе ўласнасць. І з гэтага ж вынікае, што, магчыма, таму дзесьці калектывізацыю было праводзіць лёгка, там, дзе ёсць формула «у мяне ёсць», «у меня есть», а недзе ўсё ж такі цяжка. І як толькі закончылася эпоха навязвання колхозаў, яны тут жа і сканалі. Наступны кадр. Ну так, я маю дом и коня, и у меня есть книжка колхозника. И завершаем говорку, прошу перегортать на передопошний кадр. Далей, вы уже завершать повинны. Як бачите, стоп, верните на попереднюю. Ага. Вось вам слово «ахухці на цямненькі». Что оно может означать? Вариант 1. Казачные гномики сказки Львовича. Вариант 2. Страта притомности. Вариант 3. Вокліч палёгкі пасля цяжкой працы. Вариант 4. Магічная варажба ад болю пасля удару. Четвертый. Магічная варажба ад болю. Яшчэ? Третий. Калі ласка? Третий. Так. Абсолютно правильно. Третий вариант. Вокліч палёгкі з выціраннем поту пасля цяжкой нашай з вами працы. Апошні кадр.
гэты унікальны выклічнік, чэмпіён сярод беларускіх словаў, на маю думку, запісаў у сваёй роднай гаворцы наш выдатны мовазнаўца Пётр Садоўскі. Гэта такое полацкае слово. А хухці на цямненькі, скажам мы, і назаўсёды прышчапім сабе беларушчыну, не баючыся цяжкой працы. Дзякуй, бывайце. Калі ласка, тыя, хто першы адказаў на мае пытанні, падыдзіце да мяне, вам належаць невялікія прызы. Калі ласка. Дякую, великий Вінцук Пячорка з прищепкой белорусской мовы. Я сподіваюся, що нечто нове або шмат чого нового ви довідалися, дякуючи этой прищепці, і вона назавсёды застанеться у вашому організмі. Зараз, сябры, у нас по плані 30-хвилинный перапыначак у гэтай залі перад музычнай часткай нашай імпрэзы, нашага мова-фесту 2020. Таму я попрошу вас зараз на 30 хвілінаў пакінуць гэтае памяшканне, будуць адбывацца розныя тэхнічныя подрихтование и перайсці ў залі, або на вуліцу, або пройдемся, посмотрим, что там происходит. Або у дегустациях от наших официальных спонсоров. Здесь, в принципе, идет все то же, что и было. Ви просто хочете отримувати інформацію на білоруській мові, а її просто не існує. При цьому там є інші мови, а білоруської нема. Що ж, давайте поглядим наступний сайт. Це Білоруський державний педагогічний університет. Тобто університет, який мусить рихтувати людей, які будуть викладати білоруською мовою не тільки. До речі, коли хтось тут є з БДПУ, ми вас відчуємо з вашим сьогодні. І що ми тут бачимо? Тут є вкладочка білоруської мови. Але як бачите, основа головного сайту одразу відкривається по-русски. БДПУ «Фрактовай», і він по дефолті русський. Окей. Коли вас не запомните, ви будете білоруська мова сайту називається так, тому нам пропонують одну новинку, різне підгроші пластини з русською мовою. І так що легше, чим цього, але повторювати, не шмат. Ось, давайте зараз вот там снаружи тоже происходит что-то такое на сцене, какой-то сеанс камлания, надо туда сходить посмотреть. Я же у них работал в фокус-группе, я им делал практически один из сортов пива под свой вкус. Да, когда они еще не выпустили. Пробовали там, да, конечно. По-прежнему работают различные залы, тут все не заканчивается еще, это только в главном зале, пока перерыв, там будет готовиться сцена для музыкантов. Мы пока пытаемся пробиться сейчас наружу, тут много людей идет внутрь. Они не знают, что в главном зале пока перерыв. Возникают большие заторы. Это, к слову, о том, что это не интересно и не популярно. Видите, сколько народа, всем интересно. Много людей там, много людей приходит, постоянно уходит. Интерес со стороны общества большой. Вот, фактически уже пробились, вышли наружу, там еще
Толпа собралась снаружи, немалая, кроме того, что здесь внутри. Надо немножко посмотреть, что там происходит. Там, может, тоже кто-то выступает. Да, здесь уже прилично собралось народа. Там происходят сейчас какие-то костюмированные мероприятия. Так. Вот кто-то фотографируется там. Здесь выступают какие-то коллективы народного творчества. Вон. Люди одеты в костюмы. Так. Сходим. Что? Нет. Нет, я его уже не знаю, неделю, наверное, не было. Я тут заезжал на выходные чуть-чуть вечером, там побыл, потом вернулся. Я в Орше практически пока не бываю с тех пор. Что тут происходит, может, вы скажете? Что здесь? Что? Нет, там просто в основном зале выступления были, там конференции разные, там же весь народ внутри. А тут у нас были народные скоки, песни спевали, гульни гуляли, карагоды водили, короче. Я проходил просто мимо, там в окно немножко видел, какой-то сеанс камлания происходит, там бубны стучат. И думал спросить, что это за там народные такие гуляния. Тут все уже закончилось. Подойдем еще посмотрим. Поскольку белорусская культура и мова — это не только филология, наука там и научные дискуссии, но и народное творчество в первую очередь. Поэтому давайте-ка глянем. Да, говорят, что тут уже в основном это танцы, тут танцевальная часть закончилась, поэтому пойдем пройдемся дальше туда, посмотрим, что там возле сцен с едой и возле входа, кто там еще ходит. Так, можно немножко эту штуку здесь свернуть. Пониже. Так. Вот что сейчас происходит здесь снаружи. Вы видели, какая толпа там стоит? Внутри залы все переполнены. И снаружи сейчас уже за сколько тут 3-4 часа, пока продолжается мероприятие, здесь тоже собралось приличное количество людей. Люди вот ходят, едят, подкрепляются здесь. Бульба по-белорусски. Что тут? Все пришли поесть, проголодались, отощали все. А, другой взял.
железная дорога здесь недалеко. Возьму такой. Что? Это у Америки. Да, метро снаружи. Как у Нью-Йорка, на Брайтоне. Так. Давайте посмотрим, что тут еще интересного. И кого мы еще интересного встретим. Ну, много людей попалось, да, знакомых тут всяких. Но, конечно, я ожидал встретить гораздо больше. Многих, кого думал, тут встретил по разным причинам. Ладно, посмотрим. Еще не вечер, еще Вольский не выступал. И другие музыканты только еще начнут, по-моему, с 6 часов выступать. Поднимемся в сторону входа. Так. Да, как-то стало немножко холоднее, мне кажется. Мероприятие действительно такое грандиозное получилось. Много людей, много внимания, большой интерес народа со стороны спонсоров, большой интерес, бизнес очень тоже вложился. Внутри там страшная толкучка, не хочется туда пока лезть. Выступления еще не начались. А если туда пролезешь, то долго не пробьешься. Что тут происходит? Так, что-то я уже не вижу тут многие уже поуходили. Так. Кто-то уходит уже, кто-то еще только приходит. Мы тоже такой небольшой перерывчик сделали стрим, я останавливать не хочу. Смысла особо нет, но лучше запустить все цельно. А потом, если что, отдельные моменты интересные можно будет вырезать. Для тех, кто пропустил, кто не хочет смотреть весь стрим, интересные моменты потом можно нарезать. Вот, кто не в курсе, что происходит, сегодня 22 февраля. Сегодня. Видишь, что мне есть? Да? Что это? YouTube по-белорусски, магнит. По-белорусски, круто. Нормально. О. Дякую. Это стрим? Да, стрим. Товарищ майор, вітаю, можете приезжать до меня дома. Там много, я думаю, товарищей майоров, так. Там и так, из там МВД, и из КДБ, да. Причем местные наши, аршанские, там, я думаю, будут смотреть, и минские смотрят. Так что у нас классные вообще. Они тоже будут просвещаться, они послушали сейчас вечерку, лекцию, будут знать, что там по-белорусски, как надо, в каких ситуациях правильно говорить. Ты пам'ятаєш, на пикете до тебе подходил, подписывался на твой канал? Что? Колись на пикете до тебе на твой канал подписался. Тихар. Ну, он подходил скорее последить, просто посмотреть. И, кстати, потом же он и сделал замечание о том, что недопустимое... А он мне написал, что ты там... Детская зона там внутри. Все внутри. Сейчас пока сейчас пока перерыв в зале. Вечерка сейчас выступал старший там только что. Вот, сейчас пока перерыв, готовится к музыкантам, будет музыканты выступать. Все тут нормально. Народа собралось. Поначалу как-то мало было. Сейчас народа собралось. Не веду, кто еще будет транслировать. Ты меня снимаешь, да? Свобода, Белсад, да, у меня стрим идет. Как начали. От кого снимаете? От кого? Из подрывного какого-нибудь канала? От себя снимаем. Подрывной? Русофобский? Не, ну, как сказать, такой умеренно русофобский. Ну, это, как это, здоровая русофобия, да? Да, здоровая русофобия. Это правильно. Кинул Зигу по утру, да, прочитал молитву Гитлеру и пошел. Здоровая русофобия. И пошел пить горбату. Это очень важно. Это практически государственная политика. Ну, сейчас уже я смотрю, да, уже банки тут и все, как бы, да. Все уже сюда вписались. Все правильно. Так что да. Ну, все равно переименовались. Теперь уже фестивали национальные спонсируют. Я говорю, скоро будут разгонять, ОМОН будет разгонять этот смертный полк, паковать. И Вата будет кричать: в Беларуси нет демократии, надо срочно демократии. Да, сейчас люди вываливают все оттуда. Очень мало, честно говоря, вообще сотен там нету такого, как когда... На свободе так само плюс-минус столько. Сколько? На свободе плюс-минус столько. 14 человек, серьезно. Вітаю білоруських блогерів. Вітання. Виказати свою подяку. О, дякую вам. Добре. Там это, есть... Нет, уже ушли.
YouTube хата такая, вот там дальше есть. Там эти, как Всеслав Пашкевич, они остановились там, да. А, ты уже там был, да? Приходил? Ну, я у Всеслава бачу, але я не ведаю, что там за YouTube. Ну, там такое небольшое помещение, у них они тоже как участники, там у них YouTube хата. Можно хочешь что рассказать, какое-нибудь по ощущениям, или там подписаться на группы, там предложить что-то на свои на каналы. Я могу прорекламовать свой канал «Слухай сюди», белорускамоўны. Там у нас выходят переклады разных світапоглядных відэа на такие темы, выпирающиеся, такий погляд на разные темы актуальные, выпирающиеся на подмурки такие заходней цивилизации. И так само оригинальное видео по-белоруску, про Беларусь. Можете подписываться, «Слухай сюди», шукайте на ютубе. Подписывайтесь так само на остальных сетках, Facebook, ВКонтакте, сочите за нами. Буду вдячный. Да, сейчас повсеместно идут празднования. Вчера праздновалось в разных городах, сегодня тоже там Воршу назад звали, там тоже у них какое-то мероприятие, тоже связано с Днем родной мовы. Все как бы празднуют. И вот вчера проходил на Володарского 7, где доска БНР висит, квиз на белорусской мове. Там победителям пива там давали щедро. Кто первое место пиво занял. Не лепшее, напевно, подарунок. Ну, согласен, что пиво нормальное там было. Я не участвовал, я снимал, у меня там задача была снимать с 3 рук, с камеры. Одной камерой там таймлапс на экшн-камеру, этой стрим, плюс еще бегал, там фоткал, то есть все такое. Но пиво попил тоже. И как сказал один человек, ватник, конечно, что опять собрались свидетели княжества Литовского. Некая бойка была, по-моему. Где, здесь? В зале, там некоторые сдымаются. Один из тех, кто выступал, значит, бизнесмен. Ой, не помню уже, как его там. Он такую, позицию высказывал. Высказывал там позицию такую о том, что типа, в принципе, эта белорусская идея там никакая не надо. То есть кому-то в зале не понравилось особо тогда, более националистических взглядов. И он там начал выступать. Диверсия, да, из-за этого возникла такая разность во взглядах. И поэтому потом они даже там после этого начали что-то выяснять. Так что тут всяко. Тут на концерте заявлены, конечно, Мутное око, да, Левон Вольский, что-то еще там. А тут вон висит, по-моему, вон там дальше вывеска. Вон там с музыкантами, большая такая. Пройдем тут дальше. Еда есть, но она такая себе, не особо дешевая. Что? Сколько по отчуванию там человек? Ой, не знаю, там полные залы. Вот ты знаешь, этот большой зал там? Вот, считаю, он весь полный битком, плюс малые залы. Кого? Вначале видел, сейчас куда они пошли, я не знаю. Они были внутри, они сначала снаружи были, потом они внутрь заходили, а куда потом делись, я сейчас их уже не вижу. Ларик был. И Ларик был, и Виталий Трегубов был. Может, еще кто-то, я знаю, что они точно были. Сейчас куда делись, не знаю. Вот. Тут написано, должно быть. Где-то ж было тут написано, что. Или внутри где-то. Кто-то. Юмбольский, Яцкевич. Это дофига, да, кто? Да, уже, наверное, разошлись. Кто до фронта. Да, сейчас там готовят зал для музыкантов. У меня сегодня другая проблема. Сегодня, даже нет, сегодня с вчерашнего дня звонят постоянно люди, говорят, что вы звонили, как понимаю, сделали начали даже ходить, звонят люди всякую фигню. Ночью тоже вчера сижу, уже час ночи звоню, уже пятый где-то кто-то подписался, мне письма там происходит, да. Сейчас тут пока нормально. Бывает периодически следят, как-то не было там хаты наши 4 но никого не взяли, просто все только сдали, потому что рассосались. Следят, смотрят. Сейчас в Гомеле Гацевича задержали. За что-то, Тихановский говорил. Сейчас они там тоже
В 3 часа он там вел стрим возле ИВС. Вчера приходил, там кричал, я смотрел стрим. Кричал в ИВС, спрашивал, есть ли когда окна перекрикивался. Там же окна можно открывать, у нас так вот нельзя было. У нас там сетка такая закручена болтами. Если там надо, летом жарко, они, наверное, открывают, раскручивают по требу. Я сам-то не могу. А в Гомеле нормально, можно окно. Ты ввечері куди до Оршика? Не, я уже там давно не был. Я тут сижу на неделю 2-3. Ну вот как выпустили фактически с тех пор, фактически в Оршик не бываю. Заеду на тенек другой. Надо будет как-то вот съездить, там, на квартиру заплатить раз в месяц. Остальное время тут тусуюсь. Тут нужнее всякие мероприятия. Мне сказали, давай тут оставайся. Короче, вот веду, предвыборная кампания начинается. Надо работать, бесплохо все вести. И отсюда удобнее просто во все точки Беларуси сюда. А с Орши там неудобно в некоторые места. Поэтому пока здесь. А потом не знаю. Ну, конечно. Пиши, заходи в гости. Ну да, только что тут, понимаешь, как не хватает. Наши варшавские часто звонят, там то все проходит мероприятие. Но я вот заезжал в Оршу, когда выступал в клубе. Я сейчас просто читаю. Как там Егор? Говорил, что в Германии, да. Ну, пишет же, наверное, может там по скайпу созваниваться. Что? Пишет же, наверное, что-то сообщает, там звонит по скайпу. Ну, там Малого дитячий садок відкривали. Працюю уже. Да, вот удивляюсь, честно, я не думал, что будет так мало людей, зрителей, думаю, будет дофига. Такой фестиваль, вот и разные аттракционы, и музыканты. Думаю, что пару сотен онлайн все время будет. А так уже блог вырос. Прям вот критически мало народа смотрит. Вот вообще. Все, наверное, сюда. У нас стрим на свободе был человек 160. Сейчас, да? Ну, он уже все скончилось. Не так шмат. Ну, учитывая размер канала, конечно, пропорционально это тоже. Не, ну, или протест у нас может быть там до 10 тысяч доходит. Да, я вот про то тоже, что когда стримы были протестов против интеграции, то там тоже почти до 1000 у меня доходило онлайн. У меня даже, при том, что размер канала был 6 тысяч. А сейчас, как бы, да. Да, это же не социально-политичное. Люди любят жесть, чтобы, вот если бы сюда приехал ОМОН, тех обложили и начали бить дубинками жесточайшие, вот тогда бы, да, это круто. А ОМОН пришел в вышиванках сюда попить горбаты, послушать музыкантов, побалдеть немного. Надо переобуваться, скоро Луку уже скидывать, пора переобуваться, уже говорить, что мы изначально были как бы за народ. І вообще в БНФ состоялись в 50-х годах. Я зауважу, що Лукашенко вельми моцно на Ютубе мочить почали всякие русские каналы. Да его все начали мочить. Не, ну конкретно... И русские, и белорусские. Ну, русские, понятно, за что, потому что он не интегрируется, он вообще не брат уже стал нам совсем. Не, ну просто ранее так всем пофиг было на Беларусь, а зараз ось як у 10-м Были более важные проблемы, Украина была. И Сирия, да. А теперь видно... Ну, в 10-м году так само ось всяких росные батьки, то бок... Ну, с Путиным, потому что поссорились. У них же все просто, ты знаешь, как с Эрдоганом было. Вот еще начало осени 2015 года рассказывают, что вот там в Турции, в Стамбуле еще большая часть домов углем топится, но мы сейчас проведем, сделаем турецкий поток. И турки вообще нормальные люди, хорошие, там, классные. Потом сбивают самолет через несколько месяцев, все начинается. Во всех овощах всякие вредные жуки и болезни. И турки вообще такие подонки просто, вот негодяи. Их вообще в страну пускать даже нельзя. А потом раз переворот в Турции. И уже оказывается, что Эрдоган не удар в спину сделал Путину, а он просто легко похлопал его по плечу. Ну, да. И турки опять друзья. То есть там переобувание на лету. Тоже грузины, там кто-то, молдаване. Евроинтегрируются, все, вино плохое, завозить нельзя, гнилое вообще. Это российская пропаганда тем отличается. Что чуть что, они сразу прям вот начинают это. Добре, буде да, тоже тут похожу, да. Много народа, давай. Ну вот такой приятный разговор, много знакомых встречаешь. Вот встретил Никиту Малиновского, если вы не знаете. Я его хорошо знаю, давно уже. Еще до того, как в оппозиции был. Так. Посмотрим, что на этой сцене. Да, здесь уже народные ансамбли разошлись, уже нет никого.
Люди вышли перекусить, небольшой такой антракт, вышли перекусить, подкрепиться, кто вот что там, белорусской кухни всякой понабрали еды, кто просто перекурить, подышать свежим воздухом, попить пивка, поболтать с друзьями. Душевная обстановка. Пойдем, посмотрим еще раз внутрь. Окунемся опять туда. Может, уже зал настроили. Так. Что здесь такое? Можно, конечно, нужно. Стрим у меня идет, но это не страшно. Можете фотографироваться, люди смотрят лайв все равно. Людей мало, все сюда пришли. Наконец-таки, вот, многие жаловались всегда, что смотрят стримы онлайн, а как надо прийти не на площадь, никуда не могут. Давайте. Живе Беларусь! Дякую за все. Юра, без мамы. Юра. Вот, давайте-ка пройдем. Опять вернемся. О, тепло здесь. Тоже начал подзамерзать. Да, уже такой жуткой толпы нет, как тогда. Уже можно свободно сейчас пройти. Немножечко толпа рассосалась. Можно даже пробиться к YouTube хате. Да, что-то смотрю, снимают. Как у вас? Как, ну как у вас тут дела идут? Вот я уже отснял материал с людьми про... Я запрошував людей. Добре. І я їм задавав питання по історії культури. У нас була, до речі, ось пропонова. Ось тих, хто хоче, ми давали йому електрошокер, і за неправильні відкази ми били електрошокером. Серйозно? Ось. Але люди були, які відмовлялися, і ну просто ось відказували, без електрошокера. Ось. Кот эту тему, электрошокер. Да, я знаю, я смотрю, вы уже принесли тут поесть драников, наверное, пожаренные на жиру русских младенцев. Иначе никак не скажем. І зараз... Что, сугубо белоруска? І зараз... Сугубо белоруска. Это шуть. Страшно. І зараз Зух Дімиш бере інтерв'ю блогерів білоруськомовних. Уже взяв у мене, бере у Єгора Твар-Твар, взяв так, у Рені Олексія. Ось. І далі будемо так само брати інтерв'ю ось для каналу Зух Дімиш. Ось, раю підписатися. Зух кирилиці, Дімиш на латинці. Ось. Добре. До речі, з нами ось Спадар Микита, який веде канал «Слухай сюди». Я вже засвітився. А поскольку я не белорусскомовный, я русскоязычный блогер, то мне место в концлагере уже, я думаю, для вас не заготовлено. Только вы хорошее такое, нормальное. Чтоб недолго там страдать. Ну, ты при этом тебя же упомянула Радио Свобода в ролике, который выпускали. Естественно, когда потому им что сказали, это же не про меня, там про белорусскомовных. Ну, белорусскоязычных. Я же Но они сказали в самом начале, что там самая известная политическая страна для жизни — серый кот, да, и нехта. Ну, во-первых, я с политикой в основном веду, а во-вторых, я не белорусскомовный. Там иногда бывают как бы некоторые просветы в голове, но в основном все густая тьма русского мира. Так что страшное дело. Как говорится, на злобу дня белорусская политика. Да. Ладно, пойду пробиваться дальше туда. Там, наверное, уже большой зал. Там концерт. Да, начнется скоро концерт. Может, народа больше смотреть станет. То все говорят, мало смотрят. Все сюда пришли, я так понял. Ну да. Наконец-таки впервые. А то все говорят, вот онлайн смотрит, а выходить боятся. Вот, наконец-таки нас послушали. Нас, наконец-таки, послушали. Так, кто-то выступает. Тут в зале, не знаю, еще перерыв или уже нет. Все забито битком просто. Народа толпы. Не пройти, не пролезть. Здесь уже готовят все к концерту. Да, тут готовят все.
МТС, желто-черный велка. Вот, 7,5. Это классно. Все ждут выступления музыкантов, такая атмосфера, тут тихонько разговаривают. Мы пока тоже поставим тут свою треногу и немножко подождем. Уголовная сцена Мова Фесту. Вітаю вас, як вас стало больше. Мова Фест, ви тут? Вот, начинаем. О, видатно, что вы тут с нами. Кто с 13-й годины сегодня? Есть люди такие? Есть! О, вы еще не становились? Нет. Кто только что долучился? Есть такие? Погомоните трошки. О, цудовно. Ну что ж, мы розпочинаємо нашу концертну частку і, безумовно, ми вирішили, що, значить, Мова Фест мусить складатися з різної музики, це і всім любима, відома, ну ви розумієте, про кого я кажу зараз, і це молода музика, і так само без яких народних, фольклорних мотивів ми не можемо обійтися. Але перед цим я хочу сказати одну річ, що ось є, хто ще не взяв значки з QR-кодом від Євроради, можна їх брати, а кожна можливість у вас є взяти значок. По этому QR-коде можно пройти, и вы завитаете на сторонку, где вы сможете отказать на некоторые питания, такие квиз под Євроради, и полегче себе настроение, что надо отримать. Ну, покуль вы тут берете, классно, что вы подошли ближе до сцены, это за все довітається. Я хочу трошки спитати вас про що реч, хто веде, хто глядів, хто любить різні популярні зараз серіали. Я маю на увазі «Відьмар». Ведаєте такий серіал? Хто веде? О, правильно, вот треба гучно отказывать, но руку поднимаете вы в школе, может не в школе, правильно? И уже розных, багато белорусскомовных камеру і шукаємо белорусскомовних серіалу есть. І зараз одна з этих песен прозвучить на сцені Мова Фесту, тому давайте зустрінемо на сцені Андрея Степанова, соліста гурта «Тутейша шляхта», який нам заспіває кавер на песню сериала «Відьмар». И розпочнем музичну частку. Андрей Степанов, под ваши бурные аплодисменты. Привітання, сябри! Привітання, сябри! Відьмару дайте талер, отцепьте дукатов. Відьмару дайте талер за доброе мата. Коли ваш теплый бар отпочивал от справ, с ливийским геральтом он песню спевал. Уснялся верхом и раскушал лугом с напышливым черным и эльфордой. Мертвые пришли за мной и наловили страх, разбили мне люки, ударили по зубам. Хотел только черт нас расположить страх, и бункер открыл, рвай барака. Ведь вокруг налетает отцепьте дукатов, отцепьте дукатов. Ведь вокруг налетает за доброе папа. Ведь вокруг налетает отцепьте дукатов, отцепьте дукатов.
ці ведаеце вы, што талеры гэта сапраўдная беларуская валюта? Вось так, нават тэхніка ўжо не справілася з ведзьмарамі, напэўна, нейкія ведзьмарскія штучкі. Ну што ж, талеру ёсць, я потым дам. Зараз уже Сяржук выходзіць. Сяржук, а чому ты выйшаў раней, щоб я... микрофон выставляем. До речі, сцена традиция, наша сцена традиция фольковая, протяговая. И давайте одразу без лишних слов. Я хочу запросить на эту сцену гурт, який уже отзначив 10 год, сёлета. Это, ну, я сподіваюся, вам відомий. Гурт Вурай и Сержука Довбушева на сцене Мова Фесту. Давайте повидаем гучными овациями, аплодисментами. Господарство. Треба ударить полечку, а може і не тільки полечку, як має бути. Ведаєте гуртури? Конечно. Хто? А після гуртури, до речі, буде співний сход, але тут так само буде шмат чого цікавого, тому заставайтеся на нашій сцені. А зараз гурт Вурай! Сапраўды это свята. Я рады, што наша мова будзе жыць. Я рады, што адбываюцца такія фэсты, і мы з гуртом, і асабіста я далучыўся, як і вядоўца, як і частка арганізацыі нейкай. Таму вельмі прыемна, што столькі ёсць беларусаў, каму гэта вельмі важна. І я думаю, не адзін год будзе яшчэ праходзіць гэты фестываль. Давайте разам скажем «Мова Фест». Мова Фест! Мова Фест! А мы полетели. Ой, летите гуси. Ой, летите гуси. Ой, летите гуси. Да ебывая Руси. Ой, несите вести. Ой, несите вести, да я матуси. Ночи не спала. Что я моя посетелька? Что я моя посетелька? Ночерка лежала. Что я моя посетелька? Что я моя посетелька? Да и зима ненека. Что я моя подушка? Что я моя подушка? От слезок макарняка.
Мониторы трошки щось кріпно. Кроме того, что мы популяризуем белорусскую мову, мы популяризуем и полесские говорки. Кто нас чул, кто не чул, в нашем альбоме можно почуть мову драгического района. Есть тут полишуки? Тут можно почуть мову Пищины и так далее. И ось недавно вышла складанка такая из 4 песен. Это наш новый EP-альбом. Записали мы его в трагическом районе. Вёска Вулька от бабы Дуси, деда Федора. Калына. Премьера на Мовофесте. Люди, що я малювала. Я не малювала, так каже моя врода, що Бога тільки добра, я свобода. Що Бога тільки добра, я свобода. Веселенько поводить ведучи. Не лейся ви, дорого, а я за дорогою прийдем, принесемо водиці обоє. Поїдем, принесемо водиці обоє. Несучи, да я плакалася. Водицю несучи, да я плакалася.
бачылі, песня, з якой все пачалося. Гэта такі прыклад, калі народная песня можа стаць хітом. Зараз даведаеце, што за песня. Мы зрабілі нават в 2011 годзе. Прыйшлі, паехалі на пасовішча. Там эта песня стала таким початком хит. Давайте только мы. Добре здаватися. Самі себе хлопаємо. Зараз так ви. Улетай мене брудно! Ей, улетай, улетай,
І пісня, знов ще поключить у нас Полісся зараз, пісня з Луганського району «Ластовка». Це з нашого альбому «Еліта», який вийшов у 2019 році. Долетіла ластовика, чи, сіла впала на окинці, щебече, дами тобі, Ліночка, добрую вість. Женечка на дворе есть, на дворе есть, придет сразу кустану.
Запрошаємо перший секретар дивіться концерт пам'яті Єгора Бородуліна, який гурт до нас оборони до концерту. Першого можна буде почути нас, і гурт Варган, і гурт Колісня. Сьогодні нам можна купити квитки. Пісня з Ратимира Єгора Бородуліна «І дощ летить». Дети снег хватит на кумах, иди кумок косился на кромку бассейна. Иди кумок косился на кромку бассейна. Да, я же тоже оборачиваюсь. Я как бы уже как ты вообще? Нормально. Сена на тройку весенний, иди кумок коси мяту на тройку меркану, иди кумок коси сена на тройку весенний. Агу весна. Да, давайте разом. Агу весна! Агу весна! Эгей! Эгей! Агу весна! Агу весна! Эгей! Эгей! Поле чисте. Якраз на весновую тему.
станет, ой, души не станет, хорошо я забыл, души не станет, ой, ой, души не станет, ой, ой, души не станет. Сябры, якое слово єднає всіх білорусів? Мова фест, так, сапраўды. А ёсць яшчэ ў фальклоры одно слово, калі мы нешта робім разом. Правильно, талака. Давайте 3-4 мы скажем гучно. Талака. 3-4. Талака! А зараз мова фест. Мова фест! Талака. Талака! Мова фест! Мова фест! Талака! Hey!
Вся поднята когда рыбу волкова, а я на дворе да рано, а я на дворе да рано. Табачки тебя не дают, гостиницу не дают, а я на дворе да рано, а я на дворе да рано. Шахов заподара, кудравая голова, а я на дворе денерану, а я на дворе денерану. Я на кудране по трассе, на гостиницу принясе, а я на дворе денерану, а я на дворе денерану. З вами гурт Бурай на Момо-фесті. Дякую щиро. Спортивна вутика, радійся хутика, а я на дворі денерану, а я на дворі денерану. Ставьте кашу на стол, горшечка дорогим постом, а я на дворе денерану, а я на дворе денерану, а я на дворе денерану.
спасибо всім бомбам, всім, хто запросив нас сюди, всім спонсорам для Пляцовки Рок 16, всьому гурту Вура і всім вам, тому що ви прийшли сюди. Дякую. Вам аплодисменти. И мы скончим верхней такой лиричной песней. Наша такая песня с Гомельщины. Щось у лісі гукає. Тільки почните ви, добре? Я з собою ліру сьогодні не взяв. Ліра, хто не веде такі інструменти, які я кручу весь час. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. Можемо ще гучні, да? Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. І ще раз вам. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. Соловейко співає, соловейко співає, Васильку не шукає, Васильку не шукає. Ой, не шукає Васильку, ой, не шукає Васильку, твоє коні в огороді, твоє коні в огороді. Твоє коні в огороді, твоє коні в огороді, айова, наша дівушка, айова, наша дівушка. Квитки наш концерт, так само наши диски, які ми підпишемо. Починаємо з цього допиту. Давайте до Олексія заспіваємо. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. Щось у лок 16 гукає, щось у лок 16 гукає, это гурт Вури співає, это гурт Вури співає. Для вас був гурт Вура і Сагри, дякую вам. Сцена традиція, наша традиційна білоруська музика, білоруська пісня. Буде ще співний сход, скажімо, так? О 19 годині у іншій залі буде співний сход. Коли ти жартуєш. Конечно, доживем. Тому, хто хоче ще самостійно поспівати, конечно, лучше.
долучайтеся да спеўнага сходу у малой зале ён будзе, а зараз я ўжо хочу, конечно, перадаць сцену нашим надеям, нашим маленьким зорочкам, молодым музыкам, якія ўжо рвуцца і рвуцца на гэтую сцену, рвуцца скараць ваши сэрцы і не толькі. І, конечно ж, першай я хочу запросить на гэтую сцену самую, хіба што маленькую удзельніцу нашего концерта, менавіта Мария Ермакова со своей песней «Вятры» спрабавала скарыць Еўравізію летась. Все, может быть, кто ведает эту песню? Кто сачыў за дзіцячымі Еўравізіямі? Так, аплодисменты. Вот там есть. Ага, класс. Памятаеце, может быть, калі не памятаеце, то распавяду, что Мария по выніках глядацкага галасавання заняла першае месца, але журы вырашыла по-іншаму і не пусціла Марыю на Еўравізію, але гэта не замінае нам сёння паслухаць песню «Вятры» у выкананні Марыі Ермаковай на сцэне Мова Фесту. Таму давайте сустрэнем і падтрымаем Машу Ермакову. Будь ласка. Вітання, сябри! Віншую всіх со святом родної мови. І хочу подякувати усім, хто підтримував мене під час відбору на дитяче Євробачення. А сьогодні я запрошую вас усіх заспівати мою пісню «Вятри» припів разом. І це вельми просто, припів «Вятри», ай-лі-лі-лі-лі-лі. Поїхали! Yeah.
сборные аплодисменты для этой маленькой зорочки. Доброго тобі творчого шляху, Маша, каб постарала не толькі Евровизия, але и великие, самые великие зали у Менску и не только, и за межой. Сябры, протягиваем молодые гурты, протягиваем нашу молодую сцену. И я вот перед тем, как выйти наступный выконавца, хочу вас запытать, может быть, вы ведаете, кто будет выступать среди молодых. У нас такая довольно строкатая программа, конечно, или тем не меньше, может быть, вы мне дасте отказы на мое питание. Шаркунова молодая, вы серьезно? Ну вот вы... А? Женя Смак? Нет, я про молодую сцену. Давайте про молодые гурты, про глибокий смак. Ага, есть такие, так, цудовно, кто еще? Модная его. Я так, стоп, это все зрозумел. Молодая сцена, молодые гурты, кто ведает? Давайте-ка. Тонкий ход? Вы серьезно? И он там выступал только что Ленкевич на поэтичной сцене. Супер, ты тут. Видите, он клавишник гурта Тонкий ход, якого не снею. Ладно, жартую. Солодуху. Ён заўсёды молодый, так? Видите, мне сподобалось, вам может трапляется в Инстаграме реклама розная. Трапляется? С Солодухом траплялся реклама когда-нибудь? Не? Но зараз трапится, потому что за нами сочные социальные сетки и трансляция телеканала Белсат, яка триває весь сьогоднішній Мовафест. Так ось, я вам трошки жарт про Солодуху. Всі ведуть, коли у аккаунте Instagram больше за 10 тысяч подписантов, можно, як это называется, свайпнуть, так? Подказывает мне молодое поколение. Так я вам кажу, лайкайте, свайкайте. Вот. Так что, ну, и он, правда, сочить за трендами, але не зовсім. Так, хто ще, які молоді гурти? Ведете? Хто? Один кто-нибудь, скажите. Лера Скевич, так? А Марокко? Марокко? Зрабі? А ось як? Зрабі чи зрабі? Зрабі, кажуть. Ну, ладно, я знаю, що вийти на сцену, і глибокий смак, там їх називають, так само вийдуть на сцену. Ми їх запитаємо обов'язково. Так, хто ще? Таболіч? Слухайте, кольки молодий, він батька тільки, напевно. Коли ви не ведаєте. Твой батька Таболіч? Олесь, ти тут. Ми знайшли твоєго сина. Але його нежанка Олеся не буде рада, напевно. Так, хто ще ведає, які? Лера? Леар, она называется, правильно? Так само сегодня будет на сцене. Кто еще? Какие есть у вас думки? Все, не ведаете? Зло? Класс. О, там уже фан-клуб з'явився, класс. Ментик пишет, молодцы. Ну, видите, было б прикольно зробити на одній сцені глибокого смаку і Ментика. Але такого поки не зможе відбутися. Тим не менш, Мовафест, хто ще? Не назвали ще один гурт, який буде виступати сьогодні. Акуте? Акуте буде на Алі вже у нас. Ну, на сцені вже хлопці і дівчата такі матери, вже досвідчені. Камаєдиця з Таболічем, це де його? Віща Скорсей, туди ж. Ви фанат металу, я так розумію. Ну, Олівари, генеральний спонсор нашої сьогоднішньої імпрези, Бровар Олівари, до речі, хто вже поспів продегустувати які гатунки адмислові Олівари, є такі люди. Но ви, головне, не переборщите з этим, головне не переборщить, тому що самі ведаєте, потім будуть казати, поедете вы до дома с Мовафеста и что робить? Скажите, в метро вас не пустят. Спитайте, вы откуда? Мы с Мовафеста, по-белорусски говорим. И что? Скажете, о, белорусскомовные кияни, понапиваются, а потом буянить починають. Добре, один гурт не назвали. Вел, нарешті Вел, до речі, хто не... Вел, правильно. Макс, ты что? Вел, конечно, будет выступать на этой сцене трошечки позднее. Кто ведает, кто сочит за евровизийными разными баталиями, так?
Ліар буде, і вона буде акурат тепер, от зараз. Давайте тоді для всіх молодих музиків аплодисменти викажемо, які, ну, бодай, що не думаю, що вони виступали перед такою великою кількістю аудиторії, тому для їх, менавіта для їх ваша підтримка буде самим лепшим подарунком у гэты дзень. І спадзяюся, калі вы нам не чулі кагосьці з гэтых выканаўцаў або гуртоў, то вы абавязкова, вам абавязкова спадабаецца, вы пачнеце слухаць Ліар, глибокого смака, зрабі або зрабі, або вела. Тому давайте ще раз, більш гучно для молодих гуртов, бо я не хвилююся, для молодих виконавців на Мовфесті. Давайте. Лера, это для тебе. А давайте тепер для Ліар, яка зараз вийде на цю сцену, співачка, молодая зорочка, яка так само зробила кавер на Відьмара і вже має більше за 40 тисяч проглядів на Ютубі. Ось вона. До речі, вам не подається про ваш Лера, да? Зараз ми тебе. Что у сярэднявечча у часы, калі адбываецца гэта гісторыя пра Відьмара, тебе б маглі на вогнішчы спаліць, так? Але зараз мы будем толькі радавацца твоей музыцы, твоим песням, тому Ліар на сцэне Мовафесту. І давайте яшчэ раз мы гучна аплодисментами падтрымаем яе на гэтым цудоўным свяце. До речі, Лера, можна, пакуль ты рыхтуешься, я ще спитаю, що тебе нового, які песні, які релізи, може бути, порекламувати, нові концерти? Приходьте на фінал конкурсу «Заспівай» 21 сакавіка. Калі ласка, підтримуйте мене. Ось так, варто підтримувати білоруську музику і особливо молодих виконавців 21 сакавіка на «Заспівай», а 22 лютого на Мовфест, а 22 лютого это сьогодні. Тому, калі ласка, Ліар! Привітання всім. Меня зовут Лера, мой псевдоним Лиар. Вот так, можете подписываться на Инстаграм. З Днем родной мовы, сябры усіх, і гэта настолькі клёва, што столькі людзей зараз у гэтай зале, і ўсе мы шануем мову, і любім яе, і ганарымся ёй. Споткав
чамусьці, а ўсё адно я паўсюль бачу шчасце, толькі не маё. Чаму я бачу цябе? Чаму я бачу цябе? Чаму я бачу цябе у вас снах? Чаму я тут, а ты там? Чаму я бачу цябе у вас снах? Чаму я тут, а ты там? Гэта не мы з табою пасярод зімы. Мы з табою ахвяры любову, мы не напісаны кніг тамы, паэмы несказаных слоў, не прадугледжаныя самі сабе прыналежныя, няўхільныя, каханнем акрыленыя, непадуладныя свае. Але нам здаецца, мы чуем, як нешта б'ецца, мы адчуваем з душы пацягло. Кроў і льецца наша каханне, па сэрцы кінутыя адкор. Мы абраныя ад жыцця, адарваныя. Мы адзіныя і суцэльныя, закаханыя. Паэмы несказаных слоў, не прадугледжаныя самі сабе прыналежныя, мы няўхільныя, каханнем акрыленыя, непадуладныя свае. Але нам здаецца, мы чуем, як нешта б'ецца, мы адчуваем з душы пацягло. Кроў і льецца наша каханне, па сэрцы кінутыя адкор. Нам здаецца, мы чуем, як нешта б'ецца, мы адчуваем з душы пацягло. Кроў і льецца наша каханне, па сэрцы кінутыя адкор. Нам здається, ми чуємо, як нешта б'ється. Кров і льється наша кохання по серці. Нам здається, ми чуємо, як нешта б'ється. Кров і льється наша кохання по серці. Нам здається, ми чуємо, як нешта б'ється, ми відчуваємо з душі потягло. Кров і льється наша кохання по серці кінутыя адкор. Дякую. Як ваш настрой на святі сьогодні? Кльове свято, да. Дякую, це Діма, за таке мероприємство. Я
горшик диссонанс. Мої спроби світ не побачить ніколи. Горшик диссонанс. Але як же пригожа учу минулі. Ночка та легший час. Але не вратовать нам опошли нашли час. Ночка та легший час. А я плакала, лица не стратила нечто. Ты чуешь руки это, а пошли танец. Небо, стареешь, нет, мы с тобой в одном здании. Небо, станешь королевой, и там, а пошли танец. Небо, стареешь, нет, мы с тобой в одном здании. Небо, станешь королевой. Казалось, все так я часто души. Успокоили дальше, мама, ты побачь, с нами горести были. Люди одних мы отдали на распач, знал, как ты реки мы. С младенцем я сумела, лепшие гряди, конечно, урали. Кранальные слова, кранальные речи. Ты чуешь руки, как это, а пошли танец. Небо, быстрее шагнет, мы с тобой в одном здании. Небо, не станешь королевой, и там, а пошли танец. Небо, быстрее шагнет, мы с тобой в одном здании. Небо, не станешь королевой, кранальной звукой хай. Не знайду подход, распокой. Ночью буду тихо спрятать, на небе бежит десяти сон твой. Кранальной звукой хай. Не знайду подход, распокой. Ночью буду тихо спрятать, на небе бежит сон твой. Ты чуешь руки Леар на новому фесті, сябри. Давайте ще раз подякуємо нашій Лері бурними оваціями, підтримаємо її. І обов'язково 21 сентября на конкурсе, в финале конкурса «Заспевай бай» будем голосовать. Можно что-то голосовать за тебя? Не? Ну тогда будем просто подтримливать, будем выступники. На выступ. Приходите на выступ, короче, 21 сентября, «Заспевай бай». Где будет выступ? У клубе «Берлин». Там, вы видите, где клуб «Берлин»? А где? У Берлине, конечно. Не, на улице Кальварийская. Не, Берлин на Кальварийской. Вот. Лемар, еще раз аплодисменты. Чудовно. Можно только нам клавиши? О, дякую великий. Что ж, сябри, музыка разная, музыка молодая, музыка классная. Але наступний наш виконавця представляє такий стиль музики, видите, хіп-хоп, реп, гангста. І блін. Короче, тому я так само вирішаю кинуть вам, викликати вас на батл, на мовний батл тільки. Буде називатися він Алексей Сапрыкин «Супротив всіх». У меня есть несколько подарунков, тому давайте так.
Хто називає мені слово по-беларуску, по-російську, я не змогу його перекласти, отримує від мене подарунок. Іде? Давайте, ну, хто перший? Жирандоля, люстра, да? Далі. А? Обморочиться вам подарунок. Я навіть не буду. У меня есть переклад, но он не нецензурный. А что это, скажите, хотя бы? Я таких слов навіть не ведаю. Аплодисменти, як вас зовут? Мариля, перша дешевка достається, це вона яке число? Як? Вишки? Вышки, ну это вышки. Так? Класс. Хотел так. Жвир. Равнолежно кто? Бочник? Это лежачий полицейский? Лежачий полицейский? Нет? Параллелограмм. Класс. Вам так сам подарунок, бачите. Я не филолог, одразу скажу, но тримайте. Там был жвир, гравий, это ясно. Стерно, руль. Акавита. Стоп, акавита, живая вода, мы все ведаем. Нишпар. Ишпар? Нишпар, не ведаю. Что это? Шпион, классно. Вам третья дешоточка. Короче, уработали вы меня серьезно, тому я знімаю капелюш, хоча в нього нема сьогодні. Тримайте вам подарунок. Будуть ще конкурси, тому не розходьтеся. І зараз давайте повітаємо на сцені Глибокий смак, який так само, сподіваюся, забавиться разом з вами. Йо, давай! Ну что, поехали? Как настрой? Ну все, тогда поехали. Хук-чака, тяку, шухара, ствол, дренный тон. Дренный тон. Рашу, шарокрочу, отстрешу завистной. Ты чуть меньше там плеваться по свету. Без патрулем, и вам надо на съем. Закинув на съем, ты не широко планом. Все граффити, ровные здоровцы, строцы. Следом шикового бреду показа. И мы снегали смачно. Как молодых сквапных скатерть с кавуратом. Крепцать малюком наскальным. Неоставить назад лучший дар. Загоняйте пушицу, пропушить ляг. Чередой спису жили стоте. Когда ванна, костричник червоным армею. Пунка стринки выбухнет моцно. Бойко, супротивниконовых монстров. Ветер, лепшая зброя. Трубит першего моцного. Дренный тон. Дренный Як розогрілися трошки? Дякую. Что, поехали далее? Валюта. Конечно, не ваших хлопот, бесконценная бойка, залазный восток, шагами маленький табло, утренний бежит битый кросс, ты банишь секс без ежи, съесть вкусный острый сос, не только таким чином пустим паровоз под откос, мы найдем вечный на космоске, не поздно блос. Прямо валюта, Олег, как лежит, на прошлом покуты, как бы оплатить, на теплые руки, как хранительно, на прошлом деле
что няма. Потребного люда, Олег, и жизнь того, что покупы, кобы, оплатить. Теплые руки, как земля, того, что мы делим, зашли, потому что няма. Потребного люда, Олег, и жизнь того, что покупы, кобы, оплатить. Теплые руки, как земля, того, что мы делим, зашли, потому что няма. Nostro, медведь должен подъем, после ставлю паузу, лишних даток капитала, погроза на шоколаду. Мой вредом, приду космос, зависит как стату, много складу, тихий пост без страха, счастье, и новая плаха. Сейчас руки себе все стараны, запихнул за ноги любовную ванну, а моя в руках задарма, энергию солнца, новых глазах. Я бухгалтер, кстати, стремлюсь к самому плану, чего не купляю я, только трудный цвет, разломный, фейковый дом, банковский карту, сам не богатый, я рады с вами, все разделится с вами. Все, я не завжди без разу, бо ми як одно, і це вся правда. Одна валюта, Олег, как лежит, того, что покуты, как вы оплатить. Там теплые руки, как земля, того, что мы делим, завжди того, что няма. Потребна валюта, Олег, как лежит, того, что покуты, как вы оплатить. Там теплые руки, как земля, того, что мы делим, завжди того, что няма. Потребна валюта, Олег, как лежит, того, что покупы, как вы оплатить. Там теплые руки, как земля, того, что мы делим, завжди того, что няма. Дайте новое рендер-шоу, мы собрали зробіть. З днем родної мови усіх! Пофлексим. Зверніться на нашу вейку, люсте побачу вейк, коханий кліше мені бейк, не далі попсовий вейк, що за слово мені, хто ведеться в людині, відчиняються всі двері, інші твое життя цукерка не цікавить твоя мір. От мене ти отримаєш тільки бек маріонетка. Женщина Мара існує, не те, що хоче метка, так я рівний собі. Все коштує бачення, ці всі двері, іншим не хватає віри. Хочеш ти себе, не помоги своїм княгиням. Робим замість солода, ми паном ходим на вуглях, будуем лестницы до зорел. Мы не сжимаем так, все разом, мы робим сами слово так. Мы паним ходим по углям, будуем лестницы до зорел. Мы не сжимаем так. Бачишь, ты скорее зор почел, тут стена. Бывает смысл, как лестница война. Добиваем, мокро внутри, без побег. Шагнешь, где оставит трудно, полностью обвиняем. Прицел короны монополии. Там секреты платить на воле. Слишком поплотнее средний палец. Готов без ложкости изготовить историю. Не боюсь ляпать руки, груди, понимаю, как сухие из воды, я по закону маю аргумент. Хором словом режем, наживым працую ссори. Само по боли, волю, наши корень сразу где. Мы робим сами слово так. Мы паним, ходим по углям. Будуем лестницы до зоря. Мы не сжимаем так. Мы робим сами слово так. Мы паним, ходим по углям. Будуем лестницы до зоря. Мы не сжимаем так. Дякую велике. Вітаю всіх. Здраві. Всі з днем білоруської мови. Розмовляйте по-білоруському. Дякую. Ну что, кто тут ведает песню про женщину Мару, женщину босс? Зараз будем разом спевать, я сподіваюся, так? Ну давайте подтримаем женщину Мару, женщину босс. Ну что?
ночью глубоко. Ровно. Вядома. Кажется, что жанчыны залежыць ад мужчын. В моей голове одно пытанне, тем не згубіў. Мой милый Кадиллак, скажи свою ночью, эй, тебе мальчик жадает доброй ночи. И ты сидишь в инстаграме, разглядай пластиковое пижаме. Желтый рэп, и ножок, и ничего, что ты пишешь мне, все нельзя. Я иду в быстро, так парень запрещает. Тебе твои сопли только по флетам тягают. Я же Гандабурги моя, я же фуагра. Кому знать, важно есть, пытания нема. Женщина пора, женщина босс. Сегодня попугнул, на меня укроп. Женщина пора, женщина босс. Пересядь, ты не отдохнешь. Женщина пора, женщина босс. Сегодня попугнул, на меня укроп. Женщина пора, женщина босс. Пересядь, ты не отдохнешь. Новый сумка худший. Завезу Москву, слишком не цікавить. Далее я не беру, дальше мой размер XS. И iPhone так само, але я в зале роблю пресс, опять шагать вправо. Але життю кредит, и не да поможет бизнес-саммит. Как факел була твоя столь, и по никогда. Цена твоей хочется, когда смешать шлях. Нема идей, что рассказать. Не хвалюсь, будет час в комментариях написать, что я только силиконовая лялька. У тебя воду за мокрая майка. Женщина Мара, женщина босс. Сегодня попутно, как и не утро. Женщина Мара, женщина босс. Берися, ты не одолеешь, это кросс. Женщина Мара, женщина босс. Сегодня попутно, как и не утро. Женщина Мара, женщина босс. Берися, ты не одолеешь, это кросс. Женщина Мара, женщина босс. Сегодня попутно, как и не утро. Женщина Мара, женщина босс. Берися, ты не одолеешь, это кросс. Давайте підтримувати сучасну білоруськомовну музику. Ми ж для вас її створюємо. Ну що, зараз розмовляємо про хейт? Покидаю все шагания в руке, растираю на кавалке каждый хейт. Покидаю все шагания в угле, растираю на кавалке каждый хейт. Покидаю, 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 покидаю в угле. Покидаю все шагания в угле, растираю на кавалке каждый хейт. Я растираю, 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 растираю каждый хейт. Тебе пришло сказать, я тут как в магазине завоевывать. Берама как не способ выигрывать, мне не могу давать. Им не хочется объедаться, я хочу их порвать. Ладно, не подказали, я наплываю, як сродок узбуджальный. Бачу твой намер, ты скрываешь хваляванне. Не спешайся, стой, отпусти переживание. Эй, мужчины закрепляются, робот мне охот, на гроши зарабляются. Стремаю, выручаю от инфляции, заховываешь факт. Для меня не моя рация, ты виноват в долю, але я не верю в роль. Ой, давай, старик, на тебя тут. Я хочу, чтобы ты мой парад. Городской молчимость, это моя сила, это моя смерть. В комментариях за все, никаких зеро стресс. Это моя сенс, это моя смесь. В комментариях за все, никаких зеро стресс. Я покидаю, 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 покидаю. В угле я растираюсь, 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 растираю. Это хрень я покидаю, покидаю. Мы растираем, как и хейт.
вельмі здзіўленая, бо апошні зараз мой трек гэта будзе зусім не рэп, а вакальная песня. Магчыма, я спадзяюся, якая больш вам спадабаецца, і вы таксама адчуеце тое, што калісьці адчула ў сваім жыцці я. Гэта песня пра сапраўднае каханне, канешне, і яна называецца «Адчувай». Скажите мне, будь ласка, что вам больше сподобалось, рэп ці апошняя песня? Мне вельмі цікаво. Карацей, усё сподобалось. Давайте одну ремарочку можно добавить? Вот пам'ятаєш на дні народження Арцидіби? Хто був на дні народження Арцидіби? Є таке? Чули виступ, так? Ты не хотела свою третью песню выполнить? Было такое? Было. Але виконала. І тепер уже навіть без усіляких примусів, без усіляких хейтів і без усіляких, короче, лишніх слов
взяла, виконала. І отрималося круто? І ви так робите. Вам сподобалося? І у нас ще одне питання тут з гостями возникло. Як все ж таки правильно? Зрабіть і зрабіть. Конечно, зрабі. Гэта вось чалавек, глибокий смак. Глибокий смак. І давайте так запросимо ще раз на сцену, бо не хабіла порція аплодисменту, так ти шоу по-ангельську, будемо так казати. Глибокий смак. Зрабі. Приємно. Мовофест. Так. Вельми приємно було зараз виступати перед вами. Велике дякую всім. Есть что сказать, да? Да нет, все круто, отрывайтесь, там, пейте пиво и всем доброго вечера, покой. Ось так, дякую, будь ласка, будемо запрошати і інших виконавців, будемо радувати. Бачите, яка у нас розна, класна, строката, молода музика. Є хіп-хоп, є ліричні пісні, під піаніно, є молоді зорки Евровізії. І, до речі, хочу ще сказати, ось хто сочить за Евровізію, є такі люди? Есть, ну пару человек, ну вы же перестали сочить все остальные, потому что эта подборочка пятихвилинная с самыми прикольными номерами возникла, так? Все же памятуют, классную подборочку там, какие там были песни? Так она есть, дуй на меня, вот, вы это все памятаете, потейто там, гурт зеленохвостые там, ну, короче, ось, але Євровізія все ж таки зосталася, нікуди не зійшла, і тому ось наступний гурт, який я вже анонсую, я вийду трішечку пізніше на сцену, буде удзельнічати у фіналі білоруського відбору на цей чудовий конкурс. Відбудеться він 28 лютого, тобто вже у наступну п'ятницю. Парадковий номер 12, гурт, який? ВЕЛ? Тивал. Я вот так само. Well, ладно, мы у них еще спитаем. Вы уже готовы? Это туды. Это сюди? Это может быть сюди. Ну, мы тут проводите, у нас такая гульня слова, потому что так само музики хвилюються, музики хочуть, щоб ваші серця були у їхніх руках. Тому давайте гучними аплодисментами повітаємо на сцені гурт ВЕЛ, який зараз вийдуть на сцену Мовофеста 2020. Підключитися, зараз нам допоможуть підключитися, поки допомагають підключитися, я ще раз захочу робити фотознімки, знімати відео і постити їх у соціальній сітці з яким хештегом? Мовофест, латинка, кирилиця, неважно. До речі, є ось цей телеграм-чатик, про який я казав раніше, і він функціонує, уже, мені здається, як, видите, бюро забитих речей. Тому, коли ви нечто згубили, стратили не тільки про речі, але й про чоловіка, можна сказати, коли ви когось тут згубили, або щось, пишіть туди, обов'язково некая речь, або некий чоловік знайдеться там у цьому чаті, розказую, як до його долучитися. Заходите у телеграмі у свої контакти, вибираєте по локалізації чат Мовофест, долучаетесь, тиснете кнопку «Долучиться» и вуаля, вы уже там пишете, делитесь своими враженнями, шукаете нечто, знаходите щось. И таким чином все будет у вас окей. Добро? Добро? Не добро, по-моему. Вы некий сонный, вы уже целый день тут. Давайте покажем, что у нас еще есть энергия. Ну что мы еще... Во всех? Да. Докладно? Да. По-моему, одна и та же девушка на природе. Вы уже там ходили, посмаковали родные присмаки и родные присмаки. До речі, ще про гурт ВЕЛ, ось уже есть у нас слайдик, ось коли ви повернетеся все у левый бок, так, у левый, так, з правого боку до правий, ви можете побачити назву пісні Давідна, з якої цей гурт і буде змагатися за заветную путевку на Евровизию. Песня белорусскомовная. Пам'ятаєте, уже колись виступав один гурт, який, пам'ятаєте? Наві Бенд з білоруськомовної пісні якої?
Гісторія мого життя. Цудовно. А ось поглянемо, чи буде така ж чудовна історія у гурта ВЕЛ 28 лютого. Ну і зараз, безумовно, 22 лютого на Мова Фесті. Тому давайте зустрінемо бурними аплодисментами гурт ВЕЛ! Всем привитание! Витаем, друзья! С вами ВЕЛ! С Днем родной мовы! Дякую, сябри! Здравствуйте, 28 лютого. ВЕЛ до війна. Дякую. Это был гурт ВЕЛ, які представили нам эту песню «До війна». Хто відає, як перекладається дальше «До війна»? До зари? До рассвета. О! Друзья. Вот так. Так что, сегодня будем до війна обжигать, танцевать и спевать. Так? О, вот мне подобається, коли музики виступили на сцену, і у натовп, і побігли. Ось зроби, так і зробила. Каламурчик, так? Чудовно, сябри. Хто ведає, хто був з самого початку, у нас було багато різних активностей, різних фотозон, різних майстер-класів. Хто в яких поспів поуденчити? Во всіх поуденчили? Не хапіло вам часу. Не хапіло? Треба більше, треба до війна, звісно. Але був такий квест, який тягом сьогоднішнього дня протягувався. І хто проходив цей квест? Є ці люди? Є. Так. У чим заключалося завдання, розкажіть тим, хто не мав такої можливості? Що треба було зробити? Треба було що отсканувати? Сканер там, паспортная даденная, да? Это?
QR-код, ага, треба QR-код відсканувати, отримати завдання і його виконати, так? І ось скільки завдань всього було? 10, 12, 15, 13. 13. На лічбі 13 спинилися. 13 завдань, маємо переможців і зараз для уручения призов, подарунков я хочу запросить на сцену одного со створальников этого квесту, партнера нашего сегодняшнего мероприятия, керівника компании Say Bye Олександра Шостаковича. Давайте повитаем Олександра на нашей сцене и наших чаровных волонтеров, які допомогли нам винести призи і подарунки. Олександр, будь ласка. Вітаю, шановне господарство, віншую всіх з Днем родної мови. Вельми приємно бачити, що нас стільки сьогодні, хто любить родну мову і шанує її. Дякую Арцадібі за організацію такого чудовного свята і дякую всім тим, хто пройшов квест. Насамрэч, сьогодні усі переможці, і квест пройшло вже 170 чоловік. Ого. І більше за 300 чоловік, як мінімум, поспробували, ніхто ще проходить. І хотіли б вручити подарунки 5 самим спритним удільникам. Можливо, їх вже зараз нема, бо починався фест ще 13. Олександр, ви так не кажете, зараз не дожили до кінця. Я не йду. Може, вже відпочиваю. Ну, поглядим. Так, хто ж у нас самые спритные удельники квесту от Say Bye? Так, перше місце Катерина з імейлом Гліш з 3 сімерки Яндекс.Барі. Ці є тут? Катерина есть? Где? А, да? Почекайте, она ж тут допомогла їй написано. Так, ні, значить так не лишиться. Волонтер. Дамо приз? Давайте у аудитории запитаем. Дамо приз Катерине? Будем давать подарок написать? Давай, Катерина, забирай. Что забирай, Катерина? Тишотку. А у нее есть? Есть тишотка? Ну давайте тогда кубок. Давайте кубок. І Степан, і Степаніда отримують квитки у Полтаву, назад в Полтаву. Ось такий кубок, тут написано «Я, сердечко, родную мову». Я люблю родну мову, Say Bye кубок, Катерина, тримайте, пійте з його гарбату з цитриною. Так, другое место, господар Андрей, директор собачка Махус Бар. Есть господар Андрей? Андрей директор. Андрей директор. Директор нашего сегодняшнего мероприятия. Ну, не зовсім. Есть директор? Ті он уже поехал по директорских справах. Так, ну, директору ми передамо кур'єрам. Ось таку тишок. Добре. Добре, кур'єром Андрей отримає. Ну, занятий чоловік, ну, ясна справа. Так, які ще у нас 3 переможці? Олег Янович. Есть Олег Янович серед нас? Нема. Ну, так само йому передамо подарунок. Денис Междень Mail.ru. Денис Mail.ru. Денис Mail.ru. Ці є Денис. Денису достається кубок, так само ми його передамо. І на 5-му місці Демосфен, Змітер Демосфен. Некий грек. Есть Змітер Демосфен? Ну, ми зв'яжемося з ним. Коли ви нас чуєте, Змітер, Андрей директор і інше, підходьте, може бути, ось призи можуть трошечки почекати вас з правого боку від мене від сцени, тому добре. Коли ви дойдете, тому що людей шмат, може бути, не поспівають протиснутися про знаток, так? Правильно. Тому підходьте, я не буду вас чекати, або кур'єром відправимо вам. З Днем родної мови! Дякую Олександру, дякую компанії Say Bye за чудовний квест, який вже другий год запар на мова фесті проводиться. Хто був у минулому році? Пам'ятаєте? Були? Де відбувалося?
кавярці такой невеликой. Классный кавярні грає, до речі, великий дякую, що приймають нас. Але сьогодні ми у ОК-16 у двох залях, на вулиці. Короче, ледве тут ходуном зараз для ОК-16 не буде ходити, тому давайте так само подякуємо ОК-16 за гостинність, за те, що приймають всіх охотних, всіх аматорів родної мови. Бо справді нас тішить, коли ваш шмат, і ми бачимо, що наша праця не даремна, і ми можемо далей нести нашу ідею, так мовити, у маси. Ну, а зараз, сябри, тут уже серйозне, тяжке, легкая артилерія, легенькая артилерія. Доволі відома співачка білоруська, ведаєте яка? Яка? Ведаєте? Ядвига Поплавская? Вот как, это жартуй. Молодая співачка, не Ядвига Поплавская. Лера здесь позднее будет трошки. Ганна Шаркун, як? Ось. Аня Шаркун, у вас особистий фан-клуб, Ганна? Один человек уже, ну, у нас тут, глядите, сколько багато. Тому давайте Ганну Шаргунову повитаем на этой сцене ширыми бурными аплодисментами. Ганна, что вы нам сегодня представите? Свою новую белорусскую песню, я сподіваюсь? Я заспеваю старую свою белорусскую песню. Першими для всех присутствующих. Добрый вечер. Добрый вечер, привитание! Покидаю вас с Ганной на рандеву в Казахстане. Першим я сегодня такая песня. Готова? Нет? Все добре у вас? Тишувань стал, далеко.
Што зараз будзе адбывацца, не ведаю. У нас прэм'ера песні. Я хочу, каб на сцэну выйшаў мой сябр, які напісаў для гэтай песні, для гэтай мирового хіта. Беларускі тэкст. Никита Найдёнов. Привитание, сябры. Я сегодня за нас отказываю, потому что я по-белорусски умею. Что у нас зараз будет? Я ще появился один человек, як минимум, але зараз я на заработках у Польши. С концертами. Змитер Ватишкевич, мы шлем тебе наше сердце. Зараз будет довгочекана наша прем'єра песни «Shallow» Леді Гаги, Бредлі Купера. Може, ніхто не ведає? Хто ведає? Ось і зараз... Але сьогодні ми бачимо эту версію білоруську і ще побачимо кліп. У нас сьогодні буде комбо. Катя, мені ніхто не буде глядіти. Це ж добре, це добре. Одним оком сюди, одним туди. Ну, що? Tell me something, girl. А хто? У нас Змітер буде якби співати з телемоста, Аня буде живцом. Ну і ми будемо так само живцом. Мне повинна підтримка. То спиняй, то я делаю что стал моим листом. Расцветает небо откасло дом. И больше не будет обшарить только теперь. Так невыносно замолчать тебе. Откажи мне, что Сто моих листов, шагал поздние листья, болит. И больше не будет отчаянно жить, только тебе. Так невыносно смолчать тебе. А больше дышать больно дай мне, а больше так слышь я. Прячь ничего, легче мне станет от этого шоу нас. И на шалях снова, и на шалях снова. И на шалях снова, так не выезжай нам.
Шаргунова, Виктор Пшеничный, продюсер песни, Дмитрий Ватюшкевич, наше привітання, Уладь Пашкевич, який записав гітару, і Михайло Радунський так само. Все, всім дякую, доброго вечора. Ганна Шаргунова, бурные аплодисменты! Дякую, Ганночка, всего самого наилучшего. Як я пригожа спела, Так. можно видео на ютубчике. Давайте будем набирать прогляды в этому каверу, шмат-каверу, так? Ось уважте, ось був кавер на Відьмара, тут зараз кавер на Леді Гагу і Бредлі Купера. Клас, розна, разностайна музика, але ж, звісно, ще хочуть рок-н-ролу, так? Рок-н-ролу! Ну, слабо вимогу. Давайте. Рок-н-ролу! Рок-н-ролу! Я думаю, що наступний наш виступовець зможе задовольнити ваші переконання, тому що живий білоруський Курт Кобейн не може просто так обійти свято родної мови разом зі своїм чудовим гуртом, який як називається? Як? Яка що? Мутная вока? Чому я не в окулярах? Тому що їх мутная вока, напевно. Не ведаю, але вже гэты гурт рихтується, тому ви готові відплясувати, ви готові, ви з камери стоїте, а ви знімаєте стрім для Белсата? Не, ви так? На блог на свой. Работа у вас такая? Нет, не работа, хобби. Не, там же з погоні, я бачу. Ви що? Акуратно буде слем, щоб вашу апаратуру не могли ніяким чином опрокинути і розтоптати. Тому ось у нас знімають. Це Белсат, камера. Так? Так? Привітання, глядачі. Чому ви глядите? Ходімте до нас. ВОК-16 на Мовафест. У вас є ще літерально 3 годинки. 3 годинки концерту, живої музики, рок-н-ролу, драйву і позитиву на Мовафесті ВОК-16. Тому що можна зараз показати, скільки нас всіх багато, і як ви, глядачі телеканалу Белсат, долучилися до нас, давайте всім, хто глядить, покажемо, скільки нас мат, і що ще, якби можна теоретично утиснутися, але буде тяжко. Як там задні шереги, вам нормально? Ви нас чуєте? Так, середні шереги чують? Ну і саме гучне, передні шереги. Ось гэта я розумію, підтримка мови, підтримка культури, підтримка всіх, хто тут залишився. Я ще працюю, напевно, ніякі зони, ще зараз, хто хоче сам поспівати, може долучитися до співного сходу, який ладить супольна Залівара і Сержук Довбушев зараз. Ну, а вже на этой сцене давайте повітаємо гурт «Мутная вока» Євгена Збушку! Покажите этим чудовним хлопцам, як ви їх любите. Добре? Добре? Євген, ви готові? Ні, Євгену ліпше покудні чабать, мені здається. А ось перші гітарні рифи я вас вимушен покинути. Тому 40 хвилин рок-н-ролл вам зараз забезпечено. Мутная вока! Можно нам попросить выключить фоновую музыку, и она зараз нам будет занимать. Щирі дякую, аплодисменти.
Привітання, країна! Со святом суайчинники! З вами самая незалежная групповка «Мутная Вога». Stop you.
приглашается поколению аутсайдеров. Як настрой соотечественники и гости столицы. А нам хотелось нагадать, что генеральный спонсор сегодняшнего фестиваля Лазнева оздоровленчий комплекс «Малиновка». Яны навод выдали нам ручники, а мне не досталось. Окей, guys. Наступная песня про двух особов.
Наступная тема называется «Тесно у небесах».
Дякую. Наступная песня называется «Лед».
Дякую велике за теплий прийом прем'єри. Ну а тем часом ваш Напстрой что делает? Напстрой. Что ваш Напстрой делает? Полепшается, полепшается. Как? Потому что наступная песня называется «Июнь». Стираются пляжи, льется день, улицы, стены, студентся параллели. Вот моя сердце, чужа прямая, покинуть голову, не отдавай. День, солнечный край ласковых воды. Дома теплаки слепила роса. Стирается пляжи и льется день, улицы, стены, студентся параллели. Вот мое сердце, чужа прямая, покинуть голову, не отдавай. Давай будем разом, давай помолчим и поглядим. Я стираются ночи и льется день, улицы, стены, становятся параллели. Вот мое сердце, чужа прямая, покинуть голову, не отдавай. Стираются ночи. Губляйте своих. Дякую, конечно, вітаємо. Это вельми та месца, тому що зараз ми проверимо ваші співні здольності. І проверимо те, як дуже ви шануєте близьких людей і власну їх романтику. Все
Як ви там маєтеся? У вас тут просто народу до холери. Ребята, у нас тут социальный life and love. Вы ведаете, что вечер для вас только распочинается. Ну и для нас, конечно. Так что, пацаны, цацы, это его групповка. Жадаю вам только самого наилепшего. Поготов у таких приємний і речаїсний день. Я був гостем на власній країні, рятуй країну від держави. Мусит застаться живым элементом самодекораций. Эксперименты завершены морал, снимаем руки. Небо нет обмани, не сборки.
полные груди, с каждым новым мистейком легче. Небо не Наступная песня называется «Метро».
Дякую велике! З вами була сама незалежна груповка «Модная Вока», город Минск, Республика Беларусь. Країна, конечно, держава. Мова Фест 2020. З вами були «Модная Вока». Дякую велике і до зустрічі на нових пляцовках. «Модная Вока», аплодисменти! Вам сподобалося? Так? Готові далі танцювати? Готові далі співати? А підпівати готові? Так? Хто веде, хто наступний вийде на эту сцену? Хто? О, самые маленькие фанатки кажуть правильный отказ. Але ж не зовсім, видиш? Не зовсім Лера Яцкевич. Не одна на вийде, а разом з Яшеном цудовну музику. Видите з ким? Петр Клюев, так? І Лера Яцкевич. Цудовний дует, як ви бачите? Ну что-то, так не витает людей на сцене. Лера Яцкевич и Петр Клюев. Цудовный дуэт? Цудовный? Цудовный? Ну тогда и давайте привітаємо на этой сцене наш цудовний дует, який уже раз 2 хвилини буде радувати вас своими цудовными песнями по-белорусски. Вы ведали, что у Леры Яцкевич есть песни по-белорусски? Какие? «Коли рано устанешь», так. На чьи верши? Ты в школе проходила? Кого? Почекай, давай микрофон. Коли рано устанешь, разом с солнцем заждем, что в голове подзывки вогнешь, чтоб зоры. Сколько ты плачешь, я уже тебя девост, сколько ты розный следишь на двор. Коли рано устанешь, разом с ветром будет, что будет струн небо твоей травы. Сколько ты поставишь руку в закрутину, звоном, с белой порой. Коли рано устанешь, разом с пешей птушки, что шукают для детей. Сколько ты поспеешь, помочи слабейшим, покрываться учишь, выручить беду. Коли рано встанешь, разом с мамой тату, за справу брать космосных лучей. Сколько ты познаешь радость нестерпную, аж до песни сердца, аж до слез в очи. Коли рано встанешь, разом с белым, разом с солнцем лягтом, разом с ветром шпарком, разом с белым днем. Сам ты мой дружил, рассмотрел, для чего мы люди на земле живем. Аплодисменты. Как себя зовут? София, аплодисменты еще раз. София, коли вы будете робить фільм, то супольна песня Леры Яцкевич на музеї слово, яна мусить бути в стилі реп. Тому що ти зараз так зачитала, що ні один, може, білоруський репер так, ну, Петя, конечно, більш башно. Як ти весь флоу оціниш? Наступне покоління. Аплодисменти, дякую, Софія. Ну і зараз давайте вже привітаємо на сцені Петр Клюев і Лера Яцкевич. Привітання усім. Велике дякую за запрошення. У нас сьогодні такий незвичайний. Хоча, видите, вже якби для нас, ми з Лерою такі люди вельми духовно близькі. І вельми так нечекано сьогодні об'єдналися, щоб дати цю дань родній мові. Вельми така у нас сьогодні сімейна обставина, нас так якби шмат, але і одночасово не шмат. Ми вас усіх вельми щиро любимо. І зараз, так видите, Амаль експромтом, Амаль фактично без репетиції. Я навіть трошки так, ми по-доброму хвалюємося, я навіть пишу з комп'ютером.
Падзелімся гэтымі пачуццямі, якія мы адчуваем. І маем надзею, што вам спадабаецца. Дзякуем і віншуем з Днем мовы! Для вас спяваюць лёгкія ды спакойныя Лерка Яскевіч і Петя Клюева. Что будет завтра, я помогусь одном своей души. У час споткання забрал мемары, ты не один. Кожний губ наповнить серцем моим теплом. Ты отчуешь, я горю знову и знову. Что шукав у кожнім сні. Кожний гуд наповнить серцем моїм теплом. Чуешь, я горю снова и снова, дарю тебе я любовь. Руки мне устали, упряменно гляди в глаза. Руки мне устали, упряменно гляди в глаза. Дякую. І наступна пісенька больш веселая, Лірочка зараз файна прокачає, ми так само експромтом з вами ділимося тим, що любимо, тим, як любимо. І коли рано встаєш, ось і так атрымовується. За ветром буйным, что будет с нами. Небо трёх травы, горький ты почуешь губом. Закатенных звоном королев, спеву хоровы. Коли рано устанешь разве, спешим душкой, что шугает душа. Глядя те яды, горький ты поспеешь помогти. Слабейшим ветром мать утешить, вырушить взгляды. Коли рано устанешь разом, с мамой, татом ты за справу, братцу.
парке разом с белым днем. Санта, ты мой дружок, разумней ты будешь. Для чего мы люди на земле живем? Шиковка. Наступное молодое поколение. Она лучше, чем я. Через 5 лет. Хорошо. Карацей. А зараз ми поділимося з вами пісенькою, яку мені порадували інтернет-простори. І стараємося ось гэтай пісней нести беларускую мову па-за межы Беларусі вельмі далёка. Песенку, можа, вы чулі. «Є земля, чуєш дом». Я земля, як чуєш дом. Я земля, майор прийом. Брате, він прийми, надягай шалом. Я земля, як чуєш дом. Ключ на старт пошел один. С Богом дому шел, ключится рукави. Я земля, ты в космосе майор, высоком над людьми. Что ты носишь, хочешь ведать кожный стиль. Что с герою высти с капсулы приема. Я майор, як чує цей земля, виходжу з корабля. У дивосний світ і дивить кожний рух. І так близько зорі, аж займає дом. Бо файна, кружу співчаться. Все, як же земля. Синяя в ночи, и ничем не поможешь. Ты на вышине 100 тысяч, на сердце полный штырь. Где мой дом, ведомо долгий кораблю. Передайте жить, як я ее люблю. Я земля, майор, прием на пути сбой. Сигнал полет, ты на связи, майор. Ты на связи, майор. Ты на связи, майор. Ты на связи, угощаться и счастья. Все далее земля. Синяя ночи, и ничем не поможешь. Ничем не помогче, но мы вам сегодня допоможем. Тому, Яночка, можете присесть, как раз. Я хотел бы поделиться с вами таким маленький сюрприз зробити в день мови. Ніхто эту песню ще не чув, я сьогодні презентую нову пісеньку. Ого,
Петя, нічого І собі. тому зараз буде такий сентиментальний момент, ну такі щирі почуття чоловіка, який дорослий, переживає свої емоції. Ты нашла твой голос, смотрю у тишине. Одиноко стынем мне души. Неужели не разумеешь ты сама, что же там мне в свете без тебя нема? Я хотел забыть тебя без горечи, с клетками и зорами в очи. Ты шептал мне Москву вместо дома. Что же там мне у свете без тебя нема? Милая моя, здесь без тебя сильно, как забыть навек, в облик сердца милый, без тебя любовь, я не засну и дарена, як вернуться бы, як вернуть кохання, я тебе рамок, луговий нос, для тебе усміхався місячний з небес. И мучал твой голос звонко, як сова. Без тебя на свете мне життя нема, 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 нема. Милая моя, здесь без тебя сильный, как забыть навек, в облик сердца милый, без тебя живу, не засну я дарена, я верну тебе, я верну кохание, милая моя, здесь на стене сильный, как забыть навек, в облик сердца милый, без тебя живу, я не засну и дарена, як вернуть тебе, як вернуть кохання. Дякую. Ніколи не кидайте ваше кохання, вашу любов, йдіть наперед. І сьогоднішнє свято, перш за все, важно тому, що ми мусимо вміти любити своє. Ми, люди, які живуть на цій землі, мусимо, це файно і круто, любити свою мову щиро. І ми з Лерою це щиро підтримуємо, і сьогодні прийшли на це свято. Лера Яскевич, Ядуша Олексій Сафрокін і маестро Петр Жилюєв. Дякую. 3 травня, до речі, у мене буде сольний концерт, тут запрошую. Петр, може бути, господарство, якось знайоме з твоєю творчістю, не хоче тебе відпускати без одної відомої всім пісні, якої ви розумієте, про що я? Сьогодні день мови. Сьогодні день родної мови, сьогодні по-білоруськи співаємо. Як осторожно, що? Петя, зможемо організувати? Федеральна листопад. Закружилась метелица желтая, так хочу, дай мне сегодня красный хоть и снег пришла ты разом. Осторожно, листопад, осторожно,
Осторожно, листопад, осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад. Это лето мое облетает, и стою я посеред осени. Твоя тонкая березка золотая, осторожно, листопад. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад. Осторожно, листопад, осторожно, осторожно. У нас сегодня мова-пад. Алексей Самбрыкин. Дякую великий. Для вас была Лера Яскевич при Кажуне и ваш заканный Петр Клюев. Любите свое, любите. Прошу вас. Дякую. Щиро дякую вам. Чудовий дует отримався, так? Вам сподобався? Я сподіваюся, Петя, буде ще у вас кілька супольних піснів з Лерою. Лера там уже, конечно, що він робить? Фотографується з фанатами. Я сподіваюся, фотографи гэты здымак шэдэўральны, легендарны, лёса вызначальныя зрабілі. Ну, а мы працягваем Маўфэст, так? Працягваем? Не стаміліся яшчэ танчыць, і вось тут уже мне з'явіўся трэк-ліст цудоўнага гурта. Якога? Акуда? Кожный раз вас объявляю, и каждый раз реакция подобная. Вот уже на первой черге становятся самые пригожие девчата нашего города. Ось бачите, як шляхетно поклонился зараз Стас вам. Рома так само здесь там поклонился. Он уже стоит на коленях перед вами. До речі, не можу так само не спитати, бо сьогодні Мовафест цілий день виходний, тому можна було долучитися до нашого свята не тільки жихарам і гостям столиці, але й людям з регіону. Є хто приїхав адмислово з регіону? Хто? Погомоните. Хто з Могилєва? Так, ну гуртаку з Могилєва, так, всі видите. Ви приїхали з Могилєва. Хто з Могилєва ще? Погомоните. Так, чудово. Хто з Берестя? А хто з Гомелю? А хто з Городні? А з Городні? Петр Клюев з Городні, так. А хто, який ще назвав? Витебск? Так, давайте поменьше рады, может быть, Борисов? Барановичи? Бобруйск? Постави тут, кажуть, молодечно. Держись. Койдонов, правильно? Койдонов, так. Які ще городи? Витебск был уже. Полоцк есть? О, Полоцк, чудовно. Сморгонь. Там девочки огонь. Ну, я лечу, что так. Які ще городи назвал есть? Олена есть? Мазир, Речица, откуда вещи? Слуцак. Слуцак, цудовно. Ну, мені здається, усю географію Білорусі ми охопили Мовафестом. Тому дякую вам, що ви сюди приїхали з різних городів. І Мінчуки, від мене особисто, від всіх нас, дякую вам велике, що ви приїжджаєте до нас. Але не забувайте потім держати. Ладно, это был жарт. Заставайтесь. Ну что, какие ваши ожидания? Вот тут есть 3, 6, 9.
11 песен. И сейчас спалил одразу. Не, я не назвал. Ну, я могу назвать так песни. 139, 431. 157, 382. Вам не про это про нечто каже? Даремно марнуєш час, як співають одна локальний відомий гурт. Добре, тоді покидаю вас з хлопцями. Ні, чекайте, може ще почекайте. О, Вінки, ти так само з Мінського. Шабани, ну Шабани. Это хто ж Шабанов ще є? А чули ви, до речі, новий про ваші хлопці закутали? Новий проєкт, яким приймає уділ Вікі Фейтс, гурт Love Story. Подобається вам? І Стас так само гітара відказав на деталі. Классно. Все фотоснимки зробили уже? Докладно все? Сторисы мы наснимали? Но есть еще шанец потрапить в историю. Сфотографовать гурт Акута, вы же еще не фоткали их, я еще не выступали. Як же Мова Фест, ну, подай, что ни один год не обходится без удела гурта Акута, тому они у нас 100 год выступают и завсёды запаливают своими чудовными спевами аудиторию, так? Запаливают? Покажите, как вы их любите! Тоді для вас на сцені гурт Акута! Ну что, привітання. Мы, як завсёды, вельми рады до вас приехать. За своего цудовного города Могилёва, до якого вы ніколи не доедете. И рады всех вас повіншувати, конечно же, с Днем родной мовы. Это наш сродок самоидентификования.
Конечно. Тонкий месяц, тонкий, танчит зорки. Мы кидаем свои омары на иголки, рвется месяц. Даем свои омары. Ну что?
немножко рыбчиного. С дому, это мой колер, я твой знакомый, это мой колер, не выходит с дому. Они мне нравятся, и не ненавидят, и не дадутся. Это мой колер, не выходит с дому, я не ненавиду. Не выходит с дому, я никому не дадутся. Это мой колер, я твой знакомый, и не ненавиду. Они не дадутся, и не ненавиду. Кома, не выходит с дому. Кома, I don't know, что с тобой. Что за ты могу, что с тобой, я не этот спор, быстрее, сильнее, выше. Среди средней школы из нас никто не вышел. Все наши на крыше с пивком. Я бегу босиком, на глаза губаю шиже. Что называют меня больше лохом. Я бегу босиком по краю крыши. Стой, блядь, уже не стой. Не кричай, все толпой. Да ты крутой, что мне меня зацепит. Когда нет боли, ты уснул. Молодой проснулся старый, дорогой. Наконец ты вернулся домой. Что за ты могу проснуться с тобой, якую я не смогу. Дальше 8 месяцев, наши слезы месяца. Ты обещал повеситься, я обещал. Дальше 8 месяцев, скандалы повесился. Ты обещал повеситься, я обещал. Я обещал повеситься, я обещал повеситься. Я обещал повеситься, ты обещала. Будет за все весело. Наши 8 месяцев, наши 7 месяцев. Ты обещала повеситься, я обещал. Только ты
А что нас завалит? Твое светлое дыхание только я, что ты закружишь твои руки. Отдам обнаружденно за все было весело. Только ты не забывай. Наша жива, наша жива. 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 Дякую, сябри великі. Скажи про себя, что ты можешь мне дозволить, что ты можешь мне дозволить. Все ближе, ближе, когда мне радует. А зараз песня должна что далее? Что? Наше небо под землей, наше небо под землей.
будем с тобой, мы будем с тобой плакать, мы будем с тобой. Возьми меня на свой. Дякую, Олександр, дякую, дякую. Я вот зараз поймал себе на думці, що, мабуть, це пафосно буде звучати, але як не було, напевно, мови, то не було б, напевно, і Акути. Ось зараз я так подумав. І наоборот. Дякую, що ви є! І ви так само. Дякую, що ви є. Спалил. Ну вот. Я сейчас пойду, что прилично времени идет стрим, в принципе, концерт, там еще немного осталось. Кому интересно, досматривайте, переходите, ведет трансляцию Белсад, Радио Свобода, наверное, тоже еще ведет. А на этом мы заканчиваем стрим. Всем спасибо, подписывайтесь на канал.